Священный Коран. Сура 1. Аль-Фатиха. Открывающая Коран. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милующему, властелину дня воздаяния. Только Тебе мы поклоняемся и только Тебя молим о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших. Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com. Сура 2. Аль-Бакара. Корова. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф, лям, мим. Это писание, в котором нет сомнения, верное руководство для богобоязненных, которые веруют в сокровенное, совершают молитву и расходуют из того, чем мы их наделили, которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в последней жизни. Они на верном пути, указанном их Господом, и они преуспевшие. Поистине, неверующим безразлично, предостерег ты их или нет. Они все равно не уверуют. Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них покрывало. Им уготованы великие мучения. Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в последний день». Однако они суть неверующие. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Их сердца поражены недугом, да усилит Аллах их недуг. Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. Когда им говорят: «Не распространяйте нечестие на земле», они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок». Знайте же, что они суть распространяющие нечестие, но они не осознают этого. Когда им говорят: «Уверуйте так, как уверовали люди», они отвечают: «Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?» Поистине, именно они являются глупцами, но они не осознают этого. Когда они встречают верующих, они говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими шайтанами, они говорят: «Поистине мы с вами, мы лишь издеваемся». Это Аллах издевается над ними и увеличивает их беззаконие, в котором они слепо скитаются. Они те, которые купили заблуждение за верное руководство, но их торговля не была прибыльной, и они не последовали прямым путем. Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг, Аллах лишил их света и оставил их в темноте, не видящими ничего. Глухие, немые, слепые. Они не вернутся на прямой путь. Или же они подобны тем, кто оказался под ливнем с неба, несущим мрак, гром и молнию. От грохота молний они затыкают уши пальцами, опасаясь смерти. Поистине Аллах объемлет неверующих. Молния едва не лишает их зрения. Когда она вспыхивает, они отправляются в путь. Когда же опускается мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения. Поистине Аллах всемогущ. О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Быть может, вы будете богобоязненны. Он сделал для вас землю ложем, а небо кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом, зная о недопустимости этого. Если же вы сомневаетесь в том, что мы ниспослали нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих свидетелей помимо Аллаха, если вы правдивы.
Если же вы не сделаете этого, а ведь вы никогда этого не сделаете, то побойтесь огня, растопкой которого будут люди и камни. Он уготован для неверующих. Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что им уготованы райские сады, в которых текут реки. Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить: «Это уже было даровано нам прежде», но им дадут нечто похожее. Там у них будут очищенные супруги, и они пребудут там вечно. Поистине, Аллах не смущается приводить притчи ни о комаре, ни о том, что меньше него. Те, которые уверовали, знают, что это истина от их Господа. Те же, которые не уверовали, говорят, что Аллах хотел сказать этой притчей. Посредством нее Он многих вводит в заблуждение, а многих ведет прямым путем. Но вводит в заблуждение посредством нее Он только нечестивцев, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле. Они окажутся в убытке. Как вы можете не веровать в Аллаха, если вы были мертвы, и Он оживил вас? Потом Он умертвит вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к Нему. Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а потом обратился к небу и сделал его 7 небесами. Ему известно о всякой вещи. Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они сказали: «Неужели ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем тебя хвалой и славим твое совершенство?» Он сказал: «Поистине, я знаю то, чего вы не знаете». Он научил Адама всевозможным именам, а потом показал их ангелам и сказал: «Назовите мне их имена, если вы правдивы». Они ответили: «Свят ты, мы знаем только то, чему ты научил нас. Поистине ты знающий, мудрый». Он сказал: «О Адам, назови им имена творений». Когда Адам поведал им об их именах, Аллах сказал: «Разве я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и на земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что утаиваете?» Вот мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих. Мы сказали: «О Адам, поселись в раю вместе со своей супругой, ешьте там в волю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то станете одними из несправедливых». Шайтан же побудил их споткнуться о него и вывел их оттуда, где они находились. И тогда мы сказали: «Не свергнитесь и будьте врагами друг другу. На земле будут для вас пристанище и благо на некоторое время». Адам принял слова своего Господа, и он принял его покаяние. Поистине он, принимающий покаяние, милующий. Мы сказали: «Не свергнитесь отсюда вместе. Если к вам явится руководство от меня, то те, которые последуют за моим руководством, не познают страха и не будут опечалены. А те, которые не уверуют и сочтут ложью наши знамения, будут обитателями огня. Они пребудут там вечно. О сыны Исраиля, помните милость, которую я оказал вам. Будьте верны завету со мной, и я буду верен завету с вами. Меня одного страшитесь. Уверуйте в то, что я не спаслал в подтверждение того, что есть у вас, и не становитесь первыми, кто отказался уверовать в это. Не продавайте мои знамения за ничтожную цену, и меня одного бойтесь. Не смешивайте истину с ложью, и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее. Совершайте молитву, платите закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися.
Неужели вы призываете людей к благочестию, забывая самих себя? Ведь вы же читаете Писание. Неужели вы не образумитесь? Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Поистине молитва обременительна для всех, кроме смиренных, которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и что они возвратятся к Нему. О сыны Израиля, помните милость, которую я оказал вам, а также о том, что я возвысил вас над мирами. Бойтесь того дня, когда никто не расплатится за другого, когда не будет принято заступничество, нельзя будет откупиться, и когда им не придут на помощь. Вот мы спасли вас от рода фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием от вашего Господа. Вот мы разверзли для вас море, спасли вас и потопили семейство фараона, тогда как вы наблюдали за этим. Вот мы определили Мусе 40 дней, а после его ухода вы стали поклоняться Тельцу, поступив несправедливо. После этого мы простили вас. Быть может, вы будете благодарны. Вот мы дали Мусе Писание и развлечение. Быть может, вы последуете прямым путем. Вот сказал Муса своему народу: «О мой народ, вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться Тельцу. Покайтесь перед своим Создателем и убейте друг друга. Так будет лучше для вас перед вашим Создателем». Потом Он принял ваше покаяние. Поистине Он, принимающий покаяние, милующий. Вот вы сказали: «О Муса, мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто». Вас поразила молния, и вы наблюдали за этим. Потом мы воскресили вас после смерти. Быть может, вы будете благодарны. Мы осенили вас облаками и ниспослали манну и перепелов. Вкушайте благое из того, чем мы наделили вас. Они не были несправедливы к нам, они были несправедливы только к себе. Вот мы сказали: «Войдите в этот город и ешьте там в волю, где пожелаете. Войдите во врата, поклонившись, и скажите: прости нас. Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро». Несправедливые заменили сказанное им слово другим, и мы ниспослали на несправедливых наказание с неба за то, что они поступали нечестиво. Вот Муса попросил напоить его народ, и мы сказали: «Ударь своим посохом по камню». Из него забили 12 ключей, и люди узнали, где им надлежит пить. Ешьте и пейте из того, чем наделил Аллах, и не злодействуйте на земле, распространяя нечестие. Вот вы сказали: «О Муса, мы не можем вынести однообразную пищу. Помолись за нас своему Господу, чтобы Он взрастил для нас из того, что произрастает на земле: овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук». Он сказал: «Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже? Спуститесь в город, и там вы получите все, о чем просили». Их постигли унижение и бедность. Они навлекли на себя гнев Аллаха тем, что отвергали знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это произошло потому, что они были ослушниками и приступали к границе дозволенного. Поистине, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в последний день и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Вот мы взяли с вас обещание и воздвигли над вами гору. Крепко держитесь за то, что мы дали вам, и помните о том, что в нем. Быть может, вы будете богобоязненны. После этого вы отвернулись, и если бы не благодеяние и милость Аллаха к вам, вы непременно оказались бы среди потерпевших убыток.
вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им: будьте обезьянами презренными. Мы сделали это примерным наказанием для тех, кто был рядом с ними, и для тех, кто пришел после них, а также назиданием для богобоязненных. Вот Муса сказал своему народу: Аллах приказывает вам зарезать корову. Они сказали: неужели ты насмехаешься над нами? Он сказал: упаси меня, Аллах, оказаться одним из невежд. Они сказали: помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какая она. Он сказал: Он говорит, что она не старая и не тёлка, средняя по возрасту между ними. Выполните же то, что вам велено. Они сказали: помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какой она масти. Он сказал: Он говорит, что эта корова светло-желтого цвета, она радует смотрящих на нее. Они сказали: помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какова же она. Ведь коровы кажутся нам похожими одна на другую. И если Аллах пожелает, то мы последуем прямым путем. Он сказал: Он говорит, что эта корова не приучена пахать землю или орошать ниву. Она здорова и не имеет отметин. Они сказали: теперь ты принес истину. Потом они зарезали ее, хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого. Вот вы убили человека и стали припираться по этому поводу, но Аллах выявляет то, что вы скрываете. Мы сказали: ударьте убитого частью коровы. Так Аллах воскрешает мертвых и показывает нам свои знамения. Быть может, вы уразумеете. После этого ваши сердца ожесточились и стали словно камни или даже еще жестче. Поистине среди камней есть такие, из которых бьют родники. Среди них есть такие, которые раскалываются, а из них изливается вода. Поистине есть среди них и такие, которые падают от страха перед Аллахом. Не пренебрегает Аллах тем, что вы совершаете. Неужели после того, как некоторые из них услышали слово Аллаха, а потом после осмысления его сознательно исказили его, вы надеетесь, что они поверят вам? Когда они встречали верующих, то говорили: «Мы уверовали». Когда же они оставались наедине друг с другом, то говорили: «Неужели вы расскажете им о том, что открыл вам Аллах, чтобы они могли припираться с вами посредством этого перед вашим Господом? Неужели вы не уразумеете этого? Неужели они не знают, что Аллаху ведомо все, что они скрывают и обнародуют? Среди них есть неграмотные, которые не знают Писания, а только мечтают. Они только предполагают. Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а потом говорят: это от Аллаха, чтобы получить за это ничтожную плату. Горе им за то, что написали их руки, горе им за то, что они приобретают. Они говорят: огонь не коснется нас, разве что на считанные дни. Скажи: разве вы заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах никогда не изменит своему обещанию. Или вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете? О нет, те, которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями огня. Они пребудут там вечно. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся обитателями рая. Они пребудут там вечно. Вот мы заключили с сынами Израиля завет. Вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха, будете делать добро родителям, а также родственникам, сиротам и беднякам. Будете говорить людям хорошее, совершать молитву и платить закят. Но впоследствии вы отвернулись с отвращением, за исключением немногих.
Вот мы заключили с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови и изгонять друг друга из ваших жилищ. Потом вы признали это, свидетельствуя об этом. Но впоследствии именно вы стали убивать друг друга и изгонять некоторых из ваших жилищ, помогая одним против других в грехе и несправедливости. А если они приходят к вам пленными, то вы выкупаете их. А ведь вам было запрещено изгонять их. Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в ближней жизни, а в день воскресения они будут подвергнуты еще более ужасным мучениям. Не пренебрегает Аллах тем, что вы совершаете. Они купили ближнюю жизнь за жизнь последнюю. Их мучения не будут облегчены, и им не будет оказана помощь. Мы дали Мусе Писание и отправили вслед за ним череду посланников. Мы дали Исе, сыну Марьям, ясные доводы и укрепили его Святым Духом. Неужели всякий раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, а потом нарекали лжецами одних и убиваете других? Они сказали: «Сердца наши покрыты пеленой». О нет, Аллах проклял их за их неверие. Как же мала их вера! Когда к ним явилось от Аллаха Писание, подтверждающее правдивость того, что было у них, а прежде они молили о победе над неверующими, когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него. Да пребудет проклятие Аллаха над неверующими. Скверно то, за что они продали свои души, не уверовав в ниспосланное Аллахом, и завидуя тому, что Аллах не спосылает свою милость тому из своих рабов, кому пожелает. Они навлекли на себя гнев, один поверх другого. Неверующим уготованы унизительные мучения. Когда им говорят: «Уверуйте в то, что ниспослал Аллах», они отвечают: «Мы веруем в то, что было ниспослано нам». Они не веруют в то, что явилось после него, хотя это истина, подтверждающая правдивость того, что есть у них. Скажи, почему же раньше вы убивали пророков Аллаха, если вы верующие? Муса привел вам ясные доводы, но в его отсутствие вы стали поклоняться тельцу, поступив несправедливо. Вот мы заключили с вами завет и воздвигли над вами гору. Крепче держитесь за то, что мы дали вам, и слушайте. Они сказали: «Слышали и ослушаемся». Их сердца впитали любовь к тельцу по причине их неверия. Скажи: скверно то, что велит вам ваша вера, если вы вообще являетесь верующими. Скажи: если последняя обитель у Аллаха предназначена только для вас, а не для других людей, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду. Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того, что приготовили их руки. Аллах ведает о несправедливых. Ты непременно убедишься, что они жаждут жизни больше других людей, даже больше многобожников. Каждый из них желал бы прожить 1000 лет, но даже долгая жизнь ничуть не отдалит их от мучений. Аллах видит то, что они совершают. Скажи: тот, кто враждует с Джибрилом, пусть знает, что он низвел Коран на твое сердце с дозволения Аллаха, для подтверждения того, что было ниспослано прежде, как верное руководство и благую весть для верующих. А тот, кто враждует с Аллахом и его ангелами, посланниками, Джибрилом и Микаилом, пусть знает, что Аллах враждует с неверующими. Мы уже ниспослали тебе ясные знамения, и не веруют в них только нечестивцы. Неужели всякий раз, когда они заключают завет, часть из них отбрасывает его? Более того, большинство из них не веруют. Когда к ним пришел посланник от Аллаха,
подтвердивший правдивость того, что было у них, некоторые из тех, кому было дано Писание, отбросили Писание Аллаха за спины, словно они не знают истины. Они последовали за тем, что читали шайтаны в царстве Сулеймана. Сулейман не был неверующим. Неверующими были шайтаны. Они обучали людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне – Харуту и Маруту. Но эти двое никого не обучали, не сказав: «Поистине мы являемся искушением, не становись же неверующим». Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой, но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы. Они знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в последней жизни. Скверно то, что они купили за свои души, если бы они только знали. Если бы они уверовали в Аллаха и были богобоязненны, то вознаграждение от Аллаха было бы лучше для них, если бы они только знали. О вы, которые уверовали, не говорите пророку «слушай сюда», а говорите «удели нам внимание» и слушайте. А неверующим уготованы мучительные страдания. Неверующие из людей Писания и многобожники не хотят, чтобы вам не спосылалось благо от вашего Господа. Аллах же отмечает своей милостью, кого пожелает. Аллах обладает великой милостью. Если мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше него или равный ему. Разве ты не знаешь, что Аллах всемогущий? Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и что нет у вас после Аллаха ни покровителя, ни помощника? Или же вы хотите попросить вашего посланника, как прежде сыны Исраиля попросили Мусу? Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути. После того, как людям Писания прояснилась истина, многие из них из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры вашей. Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со своим повелением. Поистине Аллах всемогущий. Совершайте молитву и выплачивайте закят. Все то доброе, что вы предварите для себя, вы найдете у Аллаха. Поистине Аллах видит то, что вы совершаете. Они сказали: не войдет в рай никто, кроме иудеев или христиан. Таковы их мечты. Скажи: приведите ваши доказательства, если вы говорите правду. О нет! Кто покорил свой лик Аллаху, творя добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Иудеи сказали: христиане не следуют прямым путем. А христиане сказали: иудеи не следуют прямым путем. Все они читают Писание, но слова невежественных людей похожи на их слова. В день воскресения Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его и стремится разрушить их? Им следовало бы входить туда только с чувством страха, позор им в мирской жизни и великие мучения в последней жизни. Аллаху принадлежат Восток и Запад. Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха. Поистине Аллах объемлющий, знающий. Они сказали: Аллах обзавелся сыном. Пречист он. Напротив, ему принадлежит то, что на небесах и земле. Ему одному все покоряются. Он первосоздатель небес и земли. Когда он принимает решение, то стоит ему сказать «будь», как это сбывается. Те, которые лишены знания, говорят: почему Аллах не говорит с нами? Почему знамения не приходят к нам? Такие же слова произносили их предшественники. Их сердца похожи.
Мы уже разъяснили знамения для людей убежденных. Мы отправили тебя с истиной, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и ты не будешь спрошен об обитателях ада. Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи: путь Аллаха – это прямой путь. Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то не будет у тебя ни покровителя, ни защитника перед Аллахом. Те, кому мы дали Писание и кто читает его должным образом, истинно веруют в него. А те, которые не уверуют в него, непременно окажутся в убытке. О сыны Исраиля! Помните милость, которую я оказал вам, и то, что я возвысил вас над мирами. Бойтесь того дня, когда никто не расплатится за другого, когда не будет принят выкуп, никому не поможет заступничество и когда им не придут на помощь. Вот испытал Господь Ибрахима повелениями, и тот выполнил их. Он сказал: «Я сделаю тебя предводителем людей». Ибрахим сказал: «И из моего потомства». Аллах сказал: «Мой завет не коснется несправедливых». Вот мы сделали дом пристанищем для людей и безопасным местом. Сделайте же место Ибрахима местом моления. Мы повелели Ибрахиму и Исмаилю очистить мой дом для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц. Вот сказал Ибрахим: «Господи, сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в последний день». Аллах сказал: «А неверующим я позволю пользоваться благами недолгое время, а потом заставлю их страдать в огне. Как же скверно это место прибытия». Вот Ибрахим и Исмаиль подняли основание дома, то есть Каабы. Господь наш, прими от нас. Поистине Ты слышащий, знающий. Господь наш, сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства общину, покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Поистине Ты, принимающий покаяние, милующий. Господь наш, пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им Твои аяты, научит их писанию и мудрости и очистит их. Поистине Ты могущественный, мудрый. Кто же отвернется от религии Ибрахима, кроме того, кто пренебрег собою? Мы избрали его в мирской жизни, а в последней жизни он будет в числе праведников. Вот сказал ему Господь: «Покорись». Он сказал: «Я покорился Господу миров». Ибрахим заповедал это своим сыновьям, и Якуб тоже. Он сказал: «Сыновья мои, Аллах избрал для вас религию, и умирайте не иначе, как мусульманами». Или же вы находились рядом, когда смерть явилась к Якубу? Он сказал своим сыновьям: «Кому вы будете поклоняться после меня?» Они сказали: «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов, Ибрахима, Исмаиля и Исхака, единственному Богу. Ему одному мы покоряемся». Этот народ уже в прошлом. Они получат то, что они заслужили, а вы – то, что вы заслужили. И вы не будете спрошены о том, что они совершали. Они сказали: «Обратитесь в иудаизм или христианство, и вы последуете прямым путем». Скажи: «Нет, в религию Ибрахима, ведь он был ханифом и не был из числа многобожников». Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам, и что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилю, Исхаку, Якубу и его коленам, что было дано Мусе и Иисе, и что было дано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся. Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то последуют прямым путем.
Если же они отвернутся, то окажутся в разладе с истиной. Аллах избавит тебя от них, ибо Он слышащий, знающий. Скажи, такова религия Аллаха. А чья религия может быть лучше религии Аллаха? Ему одному мы поклоняемся. Скажи, неужели вы станете припираться с нами относительно Аллаха, тогда как Он ваш Господь и наш Господь? У нас свои деяния, у вас свои, и мы искренни перед Ним. Неужели вы скажете, что Ибрахим, Исмаиль, Исхак, Якуб и его колено были иудеями или христианами? Скажи, вы лучше знаете или Аллах? Кто может быть несправедливее того, кто скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство? Не пренебрегает Аллах тем, что вы совершаете. Этот народ уже в прошлом. Они получат то, что они заслужили, а вы то, что вы заслужили. И вы не будете спрошены о том, что они совершали. Глупые люди скажут, что заставило их отвернуться от киблы, которой они поворачивались лицом прежде. Скажи, восток и запад принадлежат Аллаху. Он наставляет на прямой путь, кого пожелает. Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали о людях, а посланник свидетельствовал о вас самих. Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде, только для того, чтобы отличить тех, кто последует за посланником, от тех, кто повернет вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Поистине, Аллах сострадателен и милостив к людям. Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и мы обратим тебя к кибле, которой ты будешь доволен. Обрати же свое лицо в сторону заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону. Поистине, те, которым дано Писание, знают, что такова истина от их Господа. Не пренебрегает Аллах тем, что они совершают. Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было дано Писание, они все равно не станут обращаться к твоей кибле, а ты не станешь обращаться к их кибле. Никто не станет обращаться к кибле других. А если ты будешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, ты станешь одним из несправедливых. Те, кому мы дали Писание, знают Мухаммада, как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину. Истина от твоего Господа. Посему не будь в числе тех, кто сомневается. У каждого есть сторона, куда он обращается лицом. Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах приведет всех вас вместе. Поистине, Аллах всемогущ. Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону заповедной мечети. Поистине, такова истина от твоего Господа. Не пренебрегает Аллах тем, что вы совершаете. Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону заповедной мечети. Где бы вы ни оказались, обращайте ваши лица в ее сторону, чтобы у людей, если они несправедливы, не было довода против вас. Не бойтесь их, а бойтесь меня, чтобы я довершил мою милость к вам. Быть может, вы последуете прямым путем. Также мы отправили к вам посланника из вашей среды, который читает вам наши аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали. Помните меня, и я буду помнить вас. Благодарите меня, и не будьте неблагодарны мне. О вы, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Поистине, Аллах с терпеливыми.
Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвецы. Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого. Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к Нему мы вернемся». Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. Поистине Сафа и Марва из числа обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к дому или умру, тот не совершит греха, если пройдет между ними. А если кто добровольно совершает благое дело, то ведь Аллах благодарящий, знающий. Поистине, тех, которые скрывают ниспосланные нами ясные доводы и верное руководство, после того, как мы разъяснили это людям в Писании, проклинает Аллах и проклинают проклинающие. Кроме тех, которые раскаялись, исправили содеянное и разъяснили истину. Я приму их покаяние, ибо я, принимающий покаяние, милующий. Поистине на тех, которые не уверовали и умерли неверующими, лежит проклятие Аллаха, ангелов и людей. Всех. Это продлится вечно. Их мучения не будут облегчены, и они не получат отсрочки. Ваш Бог – Бог единственный. Нет божества, кроме Него, милостивого, милующего. Поистине, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба и посредством которой оживил мертвую землю и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей разумеющих. Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы несправедливые, узрев мучения, увидели, что могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах подвергает грешников тяжким мукам. Когда те затем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся. Те, которые следовали за другими, скажут: «Если бы мы могли вернуться, мы отреклись бы от них, как они отреклись от нас». Также Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Им никогда не выйти из огня. О люди, вкушайте на земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам шайтана. Поистине он ваш явный враг. Поистине он велит вам творить только зло и мерзость и наговаривать на Аллаха то, о чем у вас нет знания. Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах», они отвечают: «Нет, мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов». А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем? Неверующие подобны скотине, которая, когда на нее прикрикивают, не слышит ничего, кроме зова и окрика. Они глухи, немы и слепы, и они не разумеют. О вы, которые уверовали, вкушайте благое из того, чем мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему. Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что было зарезано не с именем Аллаха. А кто вынужден съесть запретное, не домогаясь этого и не приступая пределы необходимого, на том нет греха. Поистине Аллах прощающий, милующий. Поистине те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в Писании
и продают его за малую цену, поедают в своих животах один лишь огонь. Аллах не станет говорить с ними в день воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания. Они купили заблуждение за верное руководство и мучение за прощение. Насколько же они готовы терпеть огонь? Это потому, что Аллах не спаслал Писание с истиной, а те, которые спорят относительно Писания, находятся в полном разладе с истиной. Благочестие не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в последний день, в ангелов, в Писание и в пророков, кто, несмотря на свою любовь к богатству, раздавал его родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде и болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные. О вы, которые уверовали, вам предписано возмездие за убитых, свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то опекун убитого должен отнестись к убийце по справедливости, а тот должен выплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто приступит границы дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания. Возмездие спасает вам жизнь, о обладающие разумом. Быть может, вы будете богобоязненны. Если смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет после себя добро, ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам по справедливости. Такова обязанность богобоязненных. Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то вина ложится только на тех, кто его изменил. Поистине, Аллах слышащий, знающий. Если же кто-либо опасается, что завещатель поступит несправедливо или совершит грех и установит мир между сторонами, то на нем не будет греха. Поистине, Аллах прощающий, милующий. О вы, которые уверовали! Вам предписан пост подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас. Быть может, вы будете богобоязненны. Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А те, которые способны поститься с трудом, должны в искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали. В месяце Рамадане был ниспослан Коран. Верное руководство для людей, ясные доводы из верного руководства и развлечения. Тот из вас, кого этот месяц застанет дома и здоровым, должен поститься. А тот из вас, кто болен или находится в пути, пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны. Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне. Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. Быть может, они последуют верным путем. Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста. Они – одеяние для вас, а вы – одеяние для них. Аллах знает, что вы предаете самих себя, и поэтому Он принял ваше покаяние и простил вас. Отныне вступайте с ними в близость и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах.
Ешьте и пейте, пока не отличите белую нить рассвета от черной, а потом поститесь до ночи. Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в мечетях. Таковы ограничения Аллаха. Не приближайтесь к ним. Так Аллах разъясняет свои знамения людям. Быть может, они будут богобоязненны. Не пожирайте между собой своего имущества незаконно и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех. Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи, они определяют промежутки времени для людей и хаджа. Благочестие не в том, чтобы входить в дома с их задней стороны, но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через двери и бойтесь Аллаха. Быть может, вы преуспеете. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не приступайте к границе дозволенного. Поистине, Аллах не любит преступников. Убивайте многобожников, где бы вы их ни застали, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство, но не сражайтесь с ними у заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим. Но если они прекратят, то ведь Аллах прощающий, милующий. Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то не враждуйте ни с кем, кроме несправедливых. Запретный месяц за запретный месяц, а за нарушение запретов возмездие. Если кто покушается на вас, то и вы покушайтесь на него, подобно тому, как он покушался на вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах с богобоязненными. Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель. И делайте добро, ведь Аллах любит делающих добро. Завершайте хадж и умру ради Аллаха. Если вы будете задержаны, то принесите посильную жертву. Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания. А если кто из вас болен или мучается из-за вшей или болей в голове, то он должен в качестве искупления поститься или раздать милостыню, или принести жертву. Если же вы в безопасности, то совмещающий хадж и умру должен принести посильную жертву. А кто не может сделать это, пусть постится 3 дня во время хаджа и 7 дней после возвращения. Всего 10 дней. Это вменено тем, чья семья не живет в заповедной мечети. Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании. Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучший припас – богобоязненность. Бойтесь же меня, о обладающие разумом. На вас нет греха, если вы ищете милости вашего Господа. А когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в заповедном месте. Помните Его, как Он вспомнил вас, когда наставил вас на прямой путь, хотя прежде вы были одними из заблудших. Потом отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются люди, и молите Аллаха о прощении. Поистине Аллах прощающий, милующий. Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха так, как поминаете своих отцов, и даже больше. Среди людей есть такие, которые говорят: «Господь наш, одари нас в этом мире», но нет им доли в последней жизни. Но среди них есть такие, которые говорят: «Господь наш,
одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне. Им уготован удел за то, что они приобрели. Аллах скор в расчете. Поминайте Аллаха в считанные дни. Кто торопится и завершает обряд за 2 дня, тот не совершает греха. И кто задерживается, тот также не совершает греха. Это касается богобоязненных. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны. Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в ближней жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам он непримиримый спорщик. Когда он отворачивается или обретает власть, то стремится распространить нечестие на земле, уничтожает посевы и губит потомство. Но ведь Аллах не любит нечестие. Когда ему говорят «побойся Аллаха», гордыня подталкивает его на грех. Довольно с него гиенны, как же скверно это ложе. Среди людей есть и такой, который продает свою душу, стремясь к довольству Аллаха, и Аллах сострадателен к рабам. О вы, которые уверовали, примите ислам целиком и не следуйте по стопам шайтана. Поистине, он для вас явный враг. А если вы споткнетесь после того, как до вас дойдут ясные доводы, то знайте, что Аллах могущественный, мудрый. Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме того, что Аллах явится к ним в тени облаков вместе с ангелами, и тогда все будет решено? К Аллаху возвращаются дела. Спроси сынов Исраиля, сколько ясных знамений мы не спаслали им. Если кто променяет милость Аллаха после того, как она явилась к нему, то ведь Аллах суров в наказании. Ближняя жизнь приукрашена для неверующих, и они глумятся над теми, кто уверовал. Но в день воскресения богобоязненные окажутся выше их. Аллах дарует удел без расчета, кому пожелает. Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Ниспослал вместе с ними Писание с истиной, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях. Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было дано Писание, после того, как до них дошли ясные доводы, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Аллах по своей воле направил тех, которые уверовали, к истине, относительно которой они разошлись во мнениях. Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает. Или вы полагали, что войдете в рай, и вас не постигнет судьба тех, кто был до вас? Их поражали нужда, болезни и такие потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: «Когда же придет помощь Аллаха?» Поистине, помощь Аллаха близка. Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи, любое добро, которое вы раздаете, должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что есть благо для вас. И, быть может, вы любите то, что есть зло для вас. Аллах знает, а вы не знаете. Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи, сражаться в этот месяц – великое преступление. Однако сбивать других с пути Аллаха, не веровать в Него, не пускать в заповедную мечеть и выгонять оттуда ее жителей – еще большее преступление перед Аллахом. Искушение хуже, чем убийство. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут.
А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в последней жизни. Они – обитатели огня, и они останутся там навечно. Поистине те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах прощающий, милующий. Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи, в них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы. Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи, излишек. Так Аллах разъясняет вам знамение. Быть может, вы поразмыслите над этим миром и последней жизнью. Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи, делать им добро хорошо. Если вы объедините свои дела, то ведь они ваши братья. Аллах отличает распространяющего нечестие от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение. Поистине, Аллах могущественный, мудрый. Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют. Безусловно, верующая рабыня лучше многобожницы, даже если она понравилась вам. Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют. Безусловно, верующий раб лучше язычника, даже если он понравился вам. Они зовут к огню, а Аллах зовет к раю и прощению со своего соизволения. Он разъясняет людям свои знамения. Быть может, они вразумятся. Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи, это страдание. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах. Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся. Ваши жены – пашня для вас. Приходите же на вашу пашню, когда пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния, бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих. Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам делать добро, быть богобоязненными и примирять людей. Аллах слышащий, знающий. Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. Аллах прощающий, выдержанный. Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими женами, должны выжидать 4 месяца. И если они передумают, то ведь Аллах прощающий, милующий. Если же они решат развестись, то ведь Аллах слышащий, знающий. Разведенные женщины выжидают в течение 3 менструаций. Непозволительно им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в последний день. Мужья в течение этого периода имеют больше прав вернуть их, если захотят примирения. Жены имеют и обязанности, и права по справедливости, но мужья выше их по положению. Аллах могущественный, мудрый. Развестись и снова сойтись можно дважды, после чего либо удержите жену по справедливости, либо отпустите ее наилучшим образом. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. Если же вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха.
не приступайте же их. А те, которые приступают ограничения Аллаха, несправедливы. Если же он развелся с ней в 3-й раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих. Если же вы развелись с вашими женами, и они выждали положенный им срок, то либо удержите их по справедливости, либо отпустите их по справедливости. Но не удерживайте их, чтобы навредить им и приступить к границе дозволенного. А кто поступит так, тот поступит несправедливо по отношению к самому себе. Не превращайте знамения Аллаха в шутку. Помните милость, которую оказал вам Аллах, а также то, что Он ниспослал вам из Писания и мудрости, чтобы увещевать вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах ведает о всякой вещи. Если вы развелись с вашими женами, и они выждали положенный им срок, пусть опекуны не мешают им выйти замуж за своих прежних мужей, если они договорились по справедливости. Таково назидание тому из вас, кто верует в Аллаха и в последний день. Так лучше и чище для вас. Аллах знает, а вы не знаете. Матери кормят своих детей грудью 2 полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца. А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать пропитание и одежду матери по справедливости. Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей. Нельзя причинять вред матери за ее ребенка, а также отцу за его ребенка. Такие же обязанности возлагаются на наследника отца. Если они пожелают отнять ребенка от груди по взаимному согласию и совету, то не совершат греха. И если вы пожелаете нанять кормилицу для ваших детей, то не совершите греха, если заплатите ей по справедливости. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете. Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны выжидать 4 месяца и 10 дней. Когда же они дождутся истечения положенного им срока, то на вас не будет греха, если они распорядятся собой по справедливости. Аллах ведает о том, что вы совершаете. На вас не будет греха, если вы намекнете о сватовстве к женщинам или утаите это в душе. Аллах знает, что вы будете помнить о них. Не давайте им тайных обещаний и говорите только достойные слова. Не принимайте решение вступить в брак, пока не истечет предписанный срок. Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах. Остерегайтесь Его и знайте, что Аллах прощающий, выдержанный. На вас не будет греха, если вы разведетесь с женами, не коснувшись их и не установив для них обязательное вознаграждение. Обеспечьте их благами по справедливости, богатый по мере своих возможностей, а бедный по мере своих. Такова обязанность делающих добро. Если же вы разведетесь с ними до того, как коснулись их, но после того, как установили обязательное вознаграждение, то отдайте им половину его, если только они не простят, или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение. Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности. Не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу. Поистине Аллах видит то, что вы совершаете. Оберегайте молитвы, особенно среднюю молитву, и стойте перед Аллахом смиренно. Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом. Когда же вы окажетесь в безопасности,
то поминайте Аллаха так, как Он научил вас тому, чего вы не знали. Если же кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны завещать, чтобы их обеспечивали в течение года и не прогоняли. Если же они сами уйдут, то на вас не будет греха за то, что они распорядятся собой по справедливости. Аллах могущественный, мудрый. Разведенных жен полагается обеспечивать по справедливости. Такова обязанность богобоязненных. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы уразумеете. Разве ты не знаешь о тех, которые покинули свои жилища, опасаясь смерти, хотя их были тысячи? Аллах сказал им: «Умрите», потом Он оживил их. Поистине Аллах милостив к людям. Однако большинство людей неблагодарны. Сражайтесь на пути Аллаха и знайте, что Аллах слышащий, знающий. Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его многократно. Аллах удерживает и щедро одаряет, и к Нему вы будете возвращены. Не знаешь ли ты о знати сынов Исраиля, живших после Мусы? Они сказали своему пророку: «Назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха». Он сказал: «Может ли быть, что если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться?» Они сказали: «Отчего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми?» Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, за исключением немногих. Аллах ведает о несправедливых. Их пророк сказал им: «Аллах назначил вам царем Талута». Они сказали: «Как он может стать нашим царем, если мы более достойны править, чем он, и он лишен достатка в имуществе?» Он сказал: «Аллах предпочел его вам и щедро одарил его знаниями и статью. Аллах дарует свое царство, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий». Их пророк сказал им: «Знамением его царствия станет то, что к вам вернется ковчег, в котором сакина от вашего Господа, и то, что осталось после семейства Мусы и семейства Харуна. Его принесут ангелы. Это будет знамением для вас, если только вы являетесь верующими». Отправившись в путь с войском, Талут сказал: «Аллах подвергнет вас испытанию рекой. Кто напьется из нее, тот не будет со мной, а кто не отведает ее, тот будет со мной. Но это не относится к тем, кто зачерпнет пригоршню воды». Напились из нее все, кроме немногих. Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через реку, они сказали: «Сегодня мы не справимся с Джалутом и его войском». Но те, которые были убеждены в том, что встретятся с Аллахом, сказали: «Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха, ведь Аллах с терпеливыми». Когда они показались перед Джалутом и его войском, то сказали: «Господь наш, пролей на нас терпение, укрепи наши стопы и помоги нам одержать победу над неверующими людьми». Они разгромили их по воле Аллаха. Дауд убил Джалута, и Аллах дал ему царство и мудрость и научил его тому, чему пожелал. Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство. Однако Аллах милостив к мирам. Таковы аяты Аллаха. Мы читаем их тебе истинно, и ты один из посланников. Таковы посланники. Одним из них мы отдали предпочтение перед другими. Среди них были такие, с кем говорил Аллах. А некоторых из них Аллах возвысил до степеней. Мы дали Исе, сыну Марьям, ясные доводы,
и поддержали его Святым Духом. Если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не сражались бы друг с другом после того, как до них дошли ясные доводы. Однако они разошлись во мнениях. Одни из них уверовали, а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом. Но Аллах вершит то, что пожелает. О вы, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие и есть несправедливые. Аллах, нет божества, кроме Него, живого Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто сможет заступиться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они же постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он возвышенный, великий. Нет принуждения в религии. Прямой путь уже ясно отделился от заблуждения. Кто не верует в Тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную ручку, которая никогда не отломится. Аллах – слышащий, знающий. Аллах – покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков неверия и невежества к свету. А неверующим покровительствуют тагуты. Они выводят их из света к мракам. Они – обитатели огня, и пребудут там вечно. Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом относительно его Господа, поскольку Аллах дал ему царство? Ибрахим сказал ему: «Мой Господь – тот, кто дарует жизнь и умерщвляет». Он сказал: «Я дарую жизнь и умерщвляю». Ибрахим сказал: «Аллах заставляет солнце восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе». И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. Или о том, кто проходил мимо разрушенного до основания селения. Он сказал: «Как Аллах воскресит это после того, как все это умерло?» Аллах умертвил его на 100 лет, а потом оживил и сказал: «Сколько ты пробыл здесь?» Он сказал: «Я пробыл день или часть дня». Он сказал: «Нет, ты пробыл 100 лет. Посмотри же на свою еду и воду, они даже не изменились, и посмотри на своего осла. Мы непременно сделаем тебя знамением для людей. Посмотри, как мы поднимем кости, а потом покроем их мясом». Когда это было показано ему, он сказал: «Я знаю, что Аллах всемогущ». Вот сказал Ибрахим: «Господи, покажи мне, как ты оживляешь покойников». Он сказал: «Разве ты не веруешь?» Он сказал: «Конечно, но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось». Он сказал: «Возьми 4 птиц, разрежь их на части и положи по кусочку на каждом холме, а потом позови их, и они стремительно явятся к тебе. И знай, что Аллах могущественный, мудрый». Расходующие свое имущество на пути Аллаха подобны зерну, из которого выросло 7 колосьев, и в каждом колосе по 100 зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий. Тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попреками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует обида. Аллах богатый, выдержанный. О вы, которые уверовали!
Не делайте ваши подаяния тщетными попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи и при этом не верует в Аллаха и в последний день. Такие подаяния подобны гладкой скале, покрытой слоем земли. Когда выпадает ливень, она остается голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведет прямым путем людей неверующих. Расходующие свое имущество для того, чтобы снискать довольство Аллаха и укрепить себя, подобны саду на холме. Если ливень оросит его, он приносит плоды вдвойне. Если же ливень не оросит его, то ему достаточно росы или моросящего дождя. Аллах видит то, что вы совершаете. Захочет ли кто-нибудь из вас, если у него будет сад из финиковых пальм и виноградника, в котором текут реки и растут всякие плоды, чтобы его сад был поражен огненным вихрем и сгорел, когда его постигнет старость, а его дети будут еще слабы? Так Аллах разъясняет вам знамение. Быть может, вы поразмыслите. О вы, которые уверовали! Делайте пожертвования из того благого, что вы приобрели, и того, что мы взрастили для вас на земле. И не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чтобы вы сами не взяли, пока не зажмурили бы глаза. И знайте, что Аллах богатый, достохвальный. Шайтан угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам прощение от Него и милость. Аллах объемлющий, знающий. Он дарует мудрость, кому пожелает. И тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. Но вразумляются только обладающие разумом. Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом. Но для несправедливых нет помощников. Если вы раздаете милостыню открыто, то это прекрасно. Но если вы скрываете это и раздаете ее нищим, то это еще лучше для вас. Он простит вам некоторые из ваших прегрешений. Аллах ведает о том, что вы совершаете. Вести их прямым путем не твоя обязанность, ибо Аллах ведет прямым путем, кого пожелает. Все, что вы расходуете, идет на пользу вам самим. Вы расходуете это только из стремления к лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо. Милостыня полагается беднякам, которые задержаны на пути Аллаха или не могут передвигаться по земле. Неосведомленный считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам. Они не выпрашивают у людей милостыню настойчиво. Какое бы добро вы ни израсходовали, Аллах знает об этом. Тем, кто расходует свое имущество днем и ночью, тайно и явно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Пожирающие лихву восстанут, как восстает тот, кого шайтан поразил безумием. Это потому, что они говорили: поистине, торговля подобна лихаимству. Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихаимство. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями огня, в котором они пребудут вечно. Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования. Аллах не любит всяких неблагодарных или неверующих грешников. Поистине тем, которые уверовали и вершили праведные деяния, совершали молитву и выплачивали закят, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха
и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы верующие. Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо. Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали. Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо. О вы, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге на определенный срок, то записывайте его, и пусть писец записывает его справедливо. Писец не должен отказываться записать его так, как его научил Аллах. Пусть он пишет, и пусть берущий взаймы диктует и страшится Аллаха, своего Господа, и ничего не убавляет из него. А если берущий взаймы слабоумен, немощен или не способен диктовать самостоятельно, пусть его доверенное лицо диктует по справедливости. В качестве свидетелей призовите 2 мужчин из вашего числа. Если не будет 2 мужчин, то 1 мужчину и 2 женщин, которых вы согласны признать свидетелями. И если одна из них ошибется, то другая напомнит ей. Свидетели не должны отказываться, если их приглашают. Не тяготитесь записать договор, будь он большим или малым, вплоть до указания его срока. Так будет справедливее перед Аллахом, убедительнее для свидетельства и лучше для избежания сомнений. Но если вы заключаете наличную сделку и расплачиваетесь друг с другом на месте, то на вас не будет греха, если вы не запишете ее. Но призывайте свидетелей, если вы заключаете торговый договор, и не причиняйте вреда писцу и свидетелю. Если же вы поступите так, то совершите грех. Бойтесь Аллаха. Аллах обучает вас. Аллах ведает о всякой вещи. Если вы окажетесь в поездке и не найдете писаря, то назначьте залог, который можно получить в руки. Но если один из вас доверяет другому, то пусть тот, кому доверено, вернет доверенное ему и убоится Аллаха, своего Господа. Не скрывайте свидетельства, а у тех, кто скрывает его, сердце поражено грехом. Аллаху известно о том, что вы совершаете. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счет за это. После этого Он простит, кого пожелает, и причинит мучение, кому пожелает. Поистине, Аллах всемогущ. Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа его. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: мы не делаем различий между Его посланниками. И они говорят: слушаем и повинуемся. Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие. Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. Господь наш, не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш, не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на тех, кто был до нас. Господь наш, не обременяй нас тем, что нам не под силу. Извини нас, прости нас и помилуй. Ты наш покровитель. Помоги же нам одержать верх над людьми неверующими. Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com.
Сура 3. Али-Имран. Семейство Имрана. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф, лям, мим. Аллах, нет божества, кроме Него, живого Вседержителя. Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до Него. Он ниспослал Тору и Евангелие, которые прежде были руководством для людей. Он также ниспослал развлечение, Коран. Поистине, тем, кто не верует в знамения Аллаха, уготованы тяжкие мучения, ведь Аллах могущественный, способный на возмездие. Поистине, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небе. Он тот, кто придает вам в утробах такой облик, какой пожелает. Нет божества, кроме Него, могущественного, мудрого. Он тот, кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие суть Писания, и другие, с неочевидным смыслом. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за неочевидным, желая посеять смуту и найти толкование. Но толкование этого не знает никто, кроме Аллаха, а обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в Него, Он целиком от нашего Господа», но вразумляются только обладающие разумом. Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты дарующий. Господь наш, Ты соберешь людей в день, в котором нет сомнения. Поистине, Аллах не нарушает обещания. Ни богатство, ни дети ничем не помогут перед Аллахом тем, кто не уверовал. Они являются растопкой для огня. Таким же образом вели себя сородичи фараона и те, которые жили до них. Они сочли ложью наши знамения, и Аллах схватил их за грехи, ведь Аллах суров в наказании. Скажи тем, которые не уверовали: вы будете побеждены и собраны в гиенне. Как же скверна эта ложа! Знамением для вас стали две армии при Бадре. Одна армия сражалась на пути Аллаха, другая же состояла из неверующих. Своими глазами они увидели, что другие вдвое превышают их числом. Аллах оказывает поддержку тому, кому пожелает. Поистине, в этом есть назидание для обладающих зрением. Приукрашена для людей любовь к соблазнам, женщинам, сыновьям, накопленным кентаром золота и серебра, прекрасным коням, скотине и ниве. Это благо ближней жизни, а у Аллаха лучшее место возвращения. Скажи, рассказать ли вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха. Аллах видит рабов, которые говорят: «Господь наш, поистине мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в огне». Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом. Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость, нет божества, кроме Него, могущественного, мудрого. Поистине, религия у Аллаха – ислам. Те, кому было дано Писание, впали в разногласия лишь после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Если кто не уверовал в знамение Аллаха, то ведь Аллах скор в расчете. Если они станут припираться с тобой, то скажи:
я подчинил свой лик Аллаху вместе с теми, кто последовал за мной. Скажи тем, кому дано Писание, а также неграмотным: обратились ли вы в ислам? Если они обратятся в ислам, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только передача откровения. Аллах видит рабов. Тех, которые не веруют в знамения Аллаха и убивают пророков, не имея на это никакого права, и убивают тех людей, которые повелевают поступать справедливо, обрадуй мучительными страданиями. Их деяния окажутся тщетными в этом мире и в последней жизни, и не будет у них помощников. Разве ты не видел тех, кому была дарована часть Писания? Их призывают к Писанию Аллаха, дабы оно рассудило между ними. Но часть из них после этого отворачивается с отвращением. Это потому, что они говорят: огонь не коснется нас, разве что на считанные дни. Их обольстило в их религии то, что они измышляли. А что произойдет, когда мы соберем их в тот день, в котором нет сомнения, когда каждая душа сполна получит то, что она приобрела, и когда с ними не поступят несправедливо? Скажи: о Аллах, владыка царства, ты даруешь власть кому пожелаешь и отнимаешь власть у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь кого пожелаешь и унижаешь кого пожелаешь. Всякое благо в твоей руке. Поистине ты всемогущ. Ты удлиняешь день за счет ночи и удлиняешь ночь за счет дня. Ты выводишь живое из мертвого и выводишь мертвое из живого. Ты даруешь удел без счета кому пожелаешь. Верующие не должны делать неверующих своими близкими вместо верующих. А кто поступает так, тот не имеет никакого отношения к Аллаху, кроме тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. Аллах предостерегает вас от самого себя, и к Аллаху предстоит прибытие. Скажи: скроете ли вы то, что у вас в груди, или обнародуете? Аллах все равно знает об этом. Он знает о том, что на небесах и на земле. Аллах всемогущ. В тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было огромное расстояние. Аллах предостерегает вас от самого себя. Аллах сострадателен к рабам. Скажи: если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милующий. Скажи: повинуйтесь Аллаху и посланнику. Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих. Поистине Аллах избрал и возвысил над мирами Адама, Нуха, семейство Ибрахима и семейство Имрана. Одни из них были потомками других. Аллах слышащий, знающий. Вот сказала жена Имрана: «Господи, я дала обет посвятить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты слышащий, знающий». Когда же она родила ее, то сказала: «Господи, я родила девочку». Аллах лучше знал, кого она родила. А ведь мальчик не то, что девочка. Я назвала ее Марьям, и прошу Тебя защитить ее и потомство ее от шайтана изгнанного, побиваемого. Господь принял ее прекрасным образом, вырастил достойно и поручил ее Закарии. Каждый раз, когда Закария входил к ней в молельню, он находил возле нее пропитание. Он сказал: «О Марьям, откуда у тебя это?» Она ответила: «Это от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание без счета, кому пожелает». Тогда Закария воззвал к своему Господу, сказав: «Господи, одари меня прекрасным потомством от себя,
ведь ты внимаешь мольбе». Когда он стоял на молитве в молельне, ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя вестью о Яхье, который подтвердит слово от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и пророком из числа праведников». Закария сказал: «Господи, как может у меня родиться сын, если старость уже настигла меня и жена моя бесплодна?» Аллах сказал: «Так Аллах вершит, что пожелает». Закария сказал: «Господи, покажи мне знамение». Аллах сказал: «Знамение твое в том, что ты будешь 3 дня разговаривать с людьми только знаками. Много поминай Господа твоего и славь Его перед закатом и утром». Вот сказали ангелы о Марьям: «Поистине Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров». О Марьям, будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется. Это один из рассказов о сокровенном, который мы дали тебе в откровении. Ты не был с ними, когда они бросали свои перья, чтобы решить, кто из них будет опекать Марьям. Ты не был с ними, когда они припирались. Вот сказали ангелы о Марьям: «Поистине Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которому Мессия Иса, сын Марьям. Он будет почитаем в этом мире и в последней жизни, и будет одним из приближенных. Он будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослым, и станет одним из праведников». Она сказала: «Господи, как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина?» Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает. Когда Он принимает решение, то ему стоит лишь сказать «будь», как это сбывается. Он научит его письму и мудрости, Торе и Евангелию. Он сделает его посланником к сынам Исраиля. Он скажет: «Я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю для вас подобие птицы из глины, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого или лишенного зрения от рождения, или обладающего слабым зрением, и прокаженного, и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Поистине, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Торе до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Поистине, Аллах мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Это и есть прямой путь». Когда Иса почувствовал их неверие, он сказал: «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: «Мы помощники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем, что мы мусульмане. Господь наш, мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и последовали за посланником. Запиши же нас в число свидетельствующих». Неверующие хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах наилучший из хитрящих. Вот сказал Аллах: «О Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали. Потом вам предстоит вернуться ко мне, и я рассужу между вами в том, в чем вы разошлись во мнениях. Тех, которые не уверовали, я подвергну тяжким мучениям в этом мире и в последней жизни, и не будет у них помощников. Тех же, которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна. Поистине,
Аллах не любит несправедливых. Это и есть то, что мы читаем тебе из аятов и мудрого напоминания. Поистине, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а потом сказал ему «будь», и тот возник. Истина от твоего Господа. Посему не будь в числе тех, кто сомневается. Тому, кто припирается с тобой об этом после того, как к тебе явилось знание, скажи: давайте призовем наших сыновей и ваших, наших женщин и ваших, нас самих и вас самих, а потом помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов. Поистине, это правдивый рассказ. Нет иного божества, кроме Аллаха, и поистине Аллах могущественный, мудрый. Если же они отвернутся, то ведь Аллаху известно о тех, кто распространяет нечестие. Скажи, о люди Писания, давайте придем к единому слову для нас и для вас, и не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к нему никаких сотоварищей, и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом. Если же они отвернутся, то скажите: свидетельствуйте, что мы мусульмане. О люди Писания, почему вы припираетесь относительно Ибрахима? Ведь Тора и Евангелие были ниспосланы только после него. Неужели вы не разумеете? Вы те самые, которые припирались относительно того, что вам было известно. Почему же теперь вы припираетесь относительно того, что вам неизвестно? Аллах знает, а вы не знаете. Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был ханифом, мусульманином и не был из числа многобожников. Поистине, самыми близкими к Ибрахиму людьми являются те, которые последовали за ним, а также этот пророк, то есть Мухаммад, и верующие. А Аллах – покровитель верующих. Часть людей Писания желает ввести вас в заблуждение. Однако они вводят в заблуждение только самих себя и не ощущают этого. О люди Писания, почему вы не веруете в знамения Аллаха, хотя сами свидетельствуете? О люди Писания, почему вы облекаете истину ложью и скрываете истину, хотя сами знаете об этом? Часть людей Писания говорит: уверуйте в то, что ниспослано верующим в начале дня, и перестаньте верить в конце его. Быть может, они обратятся вспять. Верьте только тем, кто последовал вашей религии, дабы никто не получил то, что получили вы, и не припирался с вами перед вашим Господом. Скажи: поистине, верным руководством является руководство Аллаха. Скажи: поистине, милость находится в руке Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает. Поистине, Аллах объемлющий, знающий. Он избирает для своей милости, кого пожелает. Аллах обладает великой милостью. Среди людей Писания есть такой, который вернет тебе целый кинтар, если ты доверишь его ему. Но есть и такой, который, если ты доверишь ему всего 1 динар, не вернет его тебе, пока ты не встанешь у него над душой. Они поступают так, потому что говорят: на нас не будет греха из-за этих невежд. Они сознательно возводят навет на Аллаха. О нет, если кто выполняет обязательства и боится Аллаха, то ведь Аллах любит богобоязненных. Поистине, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в день воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания. Среди них есть такие, которые искажают Писание своими языками, чтобы вы приняли за Писание то, что не относится к нему. Они говорят: это от Аллаха.
А ведь это вовсе не от Аллаха. Они сознательно возводят навет на Аллаха. Если Аллах дал человеку Писание, власть и пророчество, то ему не подобает говорить людям: «Будьте рабами мне, а не Аллаху». Напротив, скажет он: «Будьте духовными наставниками, ведь вы обучаете Писанию и изучаете его». Ему также не подобает приказывать вам признавать ангелов и пророков своими господами. Разве он станет приказывать вам совершать неверие после того, как вы стали мусульманами? Вот Аллах заключил завет с пророками: «Я одарю вас из Писания и мудрости». Если же после этого к вам явится посланник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в него и поможете ему. Он сказал: «Согласны ли вы и принимаете ли мой завет?» Они ответили: «Мы согласны». Он сказал: «Будьте же свидетелями, и я буду свидетельствовать вместе с вами». Те же, которые отвернутся после этого, являются нечестивцами. Неужели они ищут иной религии помимо религии Аллаха, в то время как Ему покорились все, кто на небесах и на земле, по своей воле или по принуждению, и к Нему они будут возвращены? Скажи: мы уверовали в Аллаха и в ниспосланное нам, в ниспосланное Ибрахиму, Исмаилю, Исхаку, Якубу и его коленам, и в дарованное Мусе, Исе и пророкам от их Господа. Мы не делаем различий между ними и Ему одному покоряемся. От того, кто ищет иную религию помимо ислама, ничего не будет принято, и в последней жизни он будет среди понесших урон. Как же Аллах наставит на прямой путь людей, которые стали неверующими после того, как они уверовали и засвидетельствовали правдивость посланника, и ясные доводы дошли до них? Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. Их воздаяние – проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Они пребудут под ним вечно. Их мучения не будут облегчены, и не получат они отсрочку. Кроме тех, которые раскаялись после этого и исправили содеянное. Поистине Аллах прощающий, милующий. Поистине от тех, которые стали неверующими после того, как уверовали, а потом приумножили свое неверие, не будет принято их покаяние. Они и есть заблудшие. Поистине от тех, которые не уверовали и умерли неверующими, не будет принято даже золото размером с землю, если кто-нибудь из них попытается откупиться этим. Им уготованы мучительные страдания, и не будет у них помощников. Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом. Любая пища была дозволена сынам Исраиля, кроме той, которую Исраиль запретил самому себе до ниспослания Торы. Скажи: принесите Тору и прочтите ее, если вы говорите правду. Те же, которые станут возводить навет на Аллаха после этого, несправедливы. Скажи: Аллах изрек истину. Следуйте же религии Ибрахима, ведь он был ханифом и не был многобожником. Поистине, первым домом, который воздвигнут для людей, является тот, что находится в Бекке. Он воздвигнут как благословение и руководство для миров. В нем есть ясные знамения, место Ибрахима. Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому, то есть Каабе, если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах. Скажи: о люди Писания,
Почему вы не веруете в знамения Аллаха, в то время как Аллах наблюдает за тем, что вы совершаете? Скажи, о люди Писания, почему вы сбиваете верующих с пути Аллаха, пытаясь исказить его? Ведь вы свидетели правдивости Мухаммада. Не пренебрегает Аллах тем, что вы совершаете. О вы, которые уверовали, если вы покоритесь некоторым из тех, кому было дано Писание, то они обратят вас в неверующих после того, как вы уверовали. Как вы можете не веровать в то время, как вам читают знамения Аллаха, а его посланник находится среди вас? Кто крепко держится за Аллаха, тот действительно наставлен на прямой путь. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Крепко держитесь за верь в Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Помните милость, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по милости Его вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы последуете прямым путем. Пусть из вас появится народ, который призывает к добру, повелевает одобряемое и запрещает предосудительное. Они – суть преуспевшие. Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как до них дошли ясные доводы. Именно им уготованы великие мучения. В тот день, когда одни лица побелеют, а другие почернеют. Тем, чьи лица почернеют, будет сказано: «Неужели вы стали неверующими после того, как уверовали? Вкусите же мучения за то, что вы не верили». Те же, чьи лица побелеют, окажутся в милости Аллаха. Они пребудут там вечно. Таковы аяты Аллаха, которые мы читаем тебе истинно. Аллах не желает поступать с мирами несправедливо. Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле, и к Аллаху возвращаются дела. Вы лучшая из общин, появившаяся на благо людей. Вы повелеваете совершать одобряемое, удерживаете от предосудительного и веруете в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, это было бы лучше для них. Среди них есть верующие, но большинство из них нечестивцы. Они не причинят вам никакого вреда, кроме досаждения. Если же они станут сражаться с вами, то повернутся к вам спиной, после чего им не будет оказана помощь. Где бы их ни застали, их постигает унижение, если только они не окажутся под покровительством Аллаха и покровительством людей. Они попали под гнев Аллаха, и их постигла бедность. Это за то, что они не веровали в знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это за то, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Не все они одинаковы. Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц. Они веруют в Аллаха и в последний день, велят творить одобряемое, запрещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела. Они являются одними из праведников. Какой бы добрый поступок они ни совершили, ничто не будет отвергнуто от них, ведь Аллах знает богобоязненных. Ни имущество, ни дети ничем не помогут перед Аллахом тем, которые не уверовали. Они будут обитателями огня и пребудут там вечно. То, что они расходуют в этой ближней жизни, подобно морозному ветру, который поразил ниву людей несправедливых по отношению к самим себе, а затем погубил ее. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами были несправедливы к себе. О вы, которые уверовали, не делайте своим окружением тех,
кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже появилась у них на устах, но в их сердцах кроется еще большая ненависть. Мы уже разъяснили вам знамения, если только вы разумеете. Вот вы любите их, а они вас не любят. И вы верите во все Писания. Когда они встречаются с вами, то говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи: умрите от своей злобы. Аллаху известно о том, что в груди. Если с вами случается хорошее, это огорчает их. Если же с вами случается плохое, они радуются. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. Поистине Аллах объемлет все, что они совершают. Вот ты покинул свою семью рано утром, чтобы расставить верующих по местам для сражения при Ухуде. Аллах слышащий, знающий. Вот два отряда среди вас были готовы пасть духом, но ведь Аллах их покровитель. Пусть же на Аллаха уповают верующие. Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же Аллаха, быть может, вы будете благодарны. Вот ты сказал верующим: разве вам недостаточно того, что ваш Господь не спосылает вам в помощь 3000 ангелов? Конечно, да. Если же вы будете терпеливы и богобоязненны, и если враги нападут на вас прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам 5000 меченых ангелов. Аллах сделал это всего лишь благой вестью для вас. И сделал это, чтобы ваши сердца утешились благодаря этому. А победа приходит только от могущественного и мудрого Аллаха. И дабы отсечь от неверующих одну часть или разгромить их так, чтобы они вернулись разочарованными. Ты не принимаешь никакого решения. Аллах же либо примет их покаяние, либо накажет их, потому что они поступают несправедливо. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Он прощает, кого пожелает, и подвергает мучениям, кого пожелает. Аллах прощающий, милующий. О вы, которые уверовали! Не пожирайте лихву в многократно умноженном размере и бойтесь Аллаха. Быть может, вы преуспеете. Бойтесь огня, который уготован для неверующих. Повинуйтесь Аллаху и посланнику. Быть может, вас помилуют. Спешите к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Аллах же любит делающих добро. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, вспомнили Аллаха и попросили прощения за свои грехи, ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? И тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощения от их Господа и райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасна награда тружеников! Подобное случалось и прежде. Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, кто считал лжецами посланников. Это разъяснение людям, верное руководство и назидание для богобоязненных. Не падайте духом и не печальтесь, ибо вы одержите верх, если вы верующие. Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем людям. Мы чередуем дни для людей, чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал среди вас павших мучеников. Ведь Аллах не любит несправедливых.
и чтобы Аллах очистил тех, которые уверовали, и уничтожил неверующих. Или вы полагали, что войдете в рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив? Вы действительно желали смерти, пока не встретились с ней. Теперь вы увидели ее воочию. Мухаммад всего лишь посланник. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных. Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха, в предписанный срок. Тому, кто желает вознаграждения в этом мире, мы дадим его. И тому, кто желает вознаграждения в последней жизни, мы дадим его. Мы вознаградим благодарных. Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось много набожных верующих. Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили слабости и не смирились. Ведь Аллах любит терпеливых. Они не произносили ничего, кроме слов «Господь наш, прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем деле. Утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими». Аллах даровал им вознаграждение в этом мире и прекрасное вознаграждение в последней жизни. Ведь Аллах любит делающих добро. О вы, которые уверовали! Если вы подчинитесь неверующим, то они обратят вас вспять, и вы вернетесь потерпевшими убыток. О нет! Аллах ваш покровитель, и Он наилучший из помощников. Мы вселим ужас в сердца неверующих за то, что они приобщали к Аллаху сотоварищей, о которых Он не ниспослал никакого доказательства. Их пристанищем будет огонь. Как же скверна обитель несправедливых! Аллах исполнил данное вам обещание, когда вы уничтожали их с Его дозволения, пока вы не пали духом, не стали спорить относительно приказа пророка Мухаммада и не ослушались после того, как он показал вам то, что вы любите. Среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, которые желают жизнь последнюю. После этого Он обратил вас вспять, чтобы испытать вас. Он уже простил вас, ведь Аллах оказывает милость верующим. Вот вы бросились бежать, не оглядываясь друг на друга, тогда как посланник призывал вас, находясь в последних, ближайших к противнику рядах. И Аллах воздал вам печалью за печаль, чтобы вы не скорбели о том, что было упущено вами, и о том, что постигло вас. Аллах ведает то, что вы совершаете. После печали Он ниспослал вам успокоение, дремоту, охватившую некоторых из вас. Другие же были озабочены размышлениями о себе. Они несправедливо думали об Аллахе, как это делали во времена невежества, говоря, могли ли мы сами принять какое-нибудь решение. Скажи, решение целиком зависит от Аллаха. Они скрывают в своих душах то, что не открывают тебе, говоря, если бы мы сами могли принять какое-нибудь решение, то не были бы убиты здесь. Скажи, даже если бы вы остались в своих домах, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено было полечь. И Аллах испытал бы то, что в вашей груди, и очистил бы то, что в ваших сердцах. Аллаху известно о том, что в груди. Тех из вас, которые повернули назад в тот день, когда встретились два войска при Ухуде, шайтан заставил поскользнуться по причине некоторых их поступков. Аллах уже простил их, ведь Аллах прощающий, выдержанный. О вы, которые уверовали! Не будьте похожи на неверующих, которые сказали о братьях своих:
когда те странствовали по земле или участвовали в походе. Если бы они были рядом с нами, то не умерли бы и не были бы убиты, дабы Аллах сделал это причиной скорби в их сердцах. Аллах оживляет и умерщвляет, и Аллах видит то, что вы совершаете. Если вы будете убиты на пути Аллаха или умрете, то прощение от Аллаха и милость окажутся лучше того, что они накапливают. Если вы умрете или будете убиты, то непременно будете собраны к Аллаху. По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Будь ты грубым или жестокосердным, они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними при принятии решений. Когда же примешь решение, уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих. Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? Пусть же на Аллаха уповают верующие. Пророку не подобает незаконно присваивать трофеи. Тот, кто незаконно присваивает трофеи, придет в день воскресения с тем, что он присвоил. Затем каждая душа сполна получит то, что она заработала, и с ними не поступят несправедливо. Разве тот, кто последовал за довольством Аллаха, подобен тому, кто привел в ярость Аллаха, и чьим пристанищем будет гиенна? Как же скверно это место прибытия! Они займут разные ступени перед Аллахом, ведь Аллах видит то, что они совершают. Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним посланника из них самих, который читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении. Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили вдвое большее несчастье, вы сказали: «Откуда все это?» Скажи: «От вас самих». Поистине, Аллах всемогущ. То, что постигло вас в тот день, когда встретились две армии при Ухуде, произошло с дозволения Аллаха, для того, чтобы Он узнал верующих. И узнал лицемеров. Им было сказано: «Придите и сразитесь на пути Аллаха, или хотя бы защитите самих себя». Они сказали: «Если бы мы знали, что сражение состоится, то мы непременно последовали бы за вами». В тот день они были ближе к неверию, чем к вере. Они произносят своими устами то, чего нет в их сердцах. Но Аллаху лучше знать о том, что они утаивают. Они сказали своим братьям, отсиживаясь дома: «Если бы они послушались нас, то не были бы убиты». Скажи: «Отвратите смерть от себя, если вы говорите правду». Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа. Радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих, которые ответили Аллаху и посланнику после того, как им нанесли ранение. Тем из них, которые вершили добро и были богобоязненны, уготована великая награда. Люди сказали им: «Народ собрался против вас, побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот покровитель». Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их,
и они последовали за довольством Аллаха. Поистине, Аллах обладает великой милостью. Это всего лишь шайтан пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. Пусть не печалят тебя те, которые спешат к неверию. Они ничем не навредят Аллаху. Аллах желает лишить их доли в последней жизни, и им уготованы великие мучения. Те, которые купили неверие за веру, не причинят никакого вреда Аллаху, и им уготованы мучительные страдания. Пусть неверующие не думают, что наша отсрочка – благо для них. Мы даем им отсрочку только для того, чтобы они приумножили свои грехи, и им уготованы унизительные мучения. Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь, пока не отличит скверного от благого. Аллах не откроет вам сокровенное знание. Однако Аллах избирает среди своих посланников того, кого пожелает. Уверуйте же в Аллаха и Его посланников. Ведь если вы уверуете и будете богобоязненны, то получите великую награду. Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по своей милости, что поступать так лучше для них. Напротив, это хуже для них. В день воскресения их шеи будут обмотаны тем, чем они скупились. Аллаху принадлежит наследие небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. Аллах услышал слова тех, которые сказали: «Поистине, Аллах беден, а мы богаты». Мы запишем то, что они сказали, и то, как несправедливо они убивали пророков, и скажем: «Вкусите мучения от обжигающего огня». Это за то, что приготовили ваши руки, ведь Аллах не поступает с рабами несправедливо. Они сказали: «Аллах взял с нас обещание не верить ни одному посланнику, пока он не явится к нам с жертвой, которую будет пожирать огонь». Скажи: «До меня к вам приходили посланники с ясными доводами и с тем, о чем вы говорите. Почему же вы убили их, если вы говорите правду? Если они сочтут тебя лжецом, то ведь лжецами считали многих посланников до тебя, которые привели ясные доводы, письмена и озаряющее Писание. Каждая душа вкусит смерть, но только в день воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех, а ближняя жизнь – ничто иное, как соблазнительные блага. Испытания непременно коснутся вашего имущества и вас самих, и вы непременно услышите от тех, кому Писание было дано до вас, и от многобожников много неприятных слов. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в таких делах надлежит проявлять решимость. Вот Аллах заключил завет с теми, кому было дано Писание. Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его. Но они бросили его за спины и продали его за ничтожную цену. Как же скверно то, что они приобретают. Не думай же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали, спасутся от мучений. Им уготованы мучительные страдания. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и Аллах всемогущ. Поистине, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и лежа на боку, и размышляют о сотворении небес и земли. Господь наш, Ты не сотворил это понапрасну. Свят Ты, защити же нас от мучений в огне. Господь наш, Ты опозоришь того, кого ввергнешь в огонь,
и у несправедливых не будет помощников. Господь наш, мы услышали глашатая, который призывал к вере: «Уверуйте в вашего Господа». И мы уверовали. Господь наш, прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и умертви нас вместе с благочестивыми. Господь наш, даруй нам то, что Ты обещал нам через своих посланников, и не позорь нас в день воскресения, ведь Ты не нарушаешь обещаний. Господь их ответил им: «Я не погублю деяния кого-либо из вас, ни мужчин, ни женщин. Одни из вас произошли от других. А тем, которые переселились или были изгнаны из своих жилищ, были подвергнуты мучениям на моем пути, сражались и были убиты, я непременно прощу их злодеяния и введу их в райские сады, в которых текут реки. Такой будет награда от Аллаха, а ведь у Аллаха наилучшая награда. Пусть не обольщает тебя свобода действий на земле тех, которые не уверовали. Невелики блага, а потом их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это ложе! Но для тех, которые боятся своего Господа, уготованы райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Таково угощение от Аллаха, и то, что у Аллаха лучше для благочестивых. Поистине среди людей Писания есть такие, которые веруют в Аллаха и в то, что было ниспослано вам и что было ниспослано им, будучи смиренными перед Аллахом и не продавая знамения Аллаха за ничтожную цену. Их награда ожидает их у их Господа. Поистине, Аллах скор в расчете. О вы, которые уверовали, будьте терпеливы, состязайтесь в терпении, будьте на страже и бойтесь Аллаха. Быть может, вы преуспеете. Сура 4. Ан-Ниса. Женщины. Именем Аллаха, милостивого, милующего. О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил на земле много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами. Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте хорошее на скверное. Не пожирайте их имущество вместе со своим. Поистине, это великий грех. Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам. На 2, 3, 4. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной женой или теми рабынями, которые принадлежат вам. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости. Давайте женщинам их махар от чистой души. Если же они по доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте этого блага и на здоровье. Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и говорите им слово доброе. Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдайте им их имущество. Не пожирайте его излишествуя, в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы отдаете им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей. Но довольно того, что Аллах ведет счет. Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники. И женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники.
будь его мало или много. Таков предписанный удел. Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и бедняки, то одарите их из него и скажите им слово доброе. Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных потомков, если бы им пришлось оставить их после себя. Пусть они боятся Аллаха и говорят слово правильное. Поистине, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, поедают в своих животах огонь и будут гореть в пламени. Аллах заповедует вам относительно ваших детей. Мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если все дети женского пола числом более двух, то им принадлежит 2/3 того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит 1/6 того, что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается 1/3. Если же у него есть братья, то матери достается 1/6. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети, вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Поистине, Аллах знающий, мудрый. Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у них нет ребенка. Но если у них есть ребенок, то вам принадлежит 1/4 того, что они оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или выплаты долга. Им принадлежит 1/4 того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит 1/8 того, что вы оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. Если мужчина и женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют единоутробных брата или сестру, то каждому из них достается 1/6. Но если их больше, то они имеют равные права на 1/3. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах знающий, выдержанный. Таковы ограничения Аллаха. Тех, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, Он введет в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это и есть великое преуспеяние. А тех, кто ослушается Аллаха и Его посланника и приступает Его ограничения, Он ввергнет в огонь, где они пребудут вечно. Им уготованы унизительные мучения. Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок, призовите в свидетели 4 из вас. Если они засвидетельствуют это, то держите их в домах, пока смерть не покончит с ними или пока Аллах не установит для них иной путь. Если 2 из вас совершат такой поступок, то подвергните обоих наказанию. Если они раскаются и станут поступать праведно, то оставьте их, ведь Аллах, принимающий покаяние, милующий. Поистине Аллах обязался принимать покаяние тех, которые совершают дурной поступок по неведению и вскоре раскаиваются. Их покаяние Аллах принимает, ведь Аллах знающий, мудрый. Но бесполезно покаяние тех, кто совершает злодеяние, а когда к нему приходит смерть, то говорит: «Вот теперь я раскаиваюсь», и для тех, кто умирает неверующим. Для них мы приготовили мучительные страдания. О вы, которые уверовали,
Вам не дозволено наследовать женщин против их воли. Не чините им препятствия, чтобы унести часть махра, который вы им дали, если только они не совершили явной мерзости. Живите с ними достойно, а если они неприятны вам, то, может быть, в том, что вам неприятно, Аллах заложил много добра. Если вы пожелали заменить одну жену другой, и если одной из них вы подарили кентар, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех? Как вы можете отобрать это, если между вами была близость и если они заключили с вами суровый завет? Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только это не произошло прежде. Поистине это мерзость, ненавистный поступок и скверный путь. Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы имели близость. Но если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха. А также жены ваших сыновей, которые произошли из ваших чресл. Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде. Поистине, Аллах прощающий, милующий. И замужние женщины запретны для вас, кроме тех рабынь, которые принадлежат вам. Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение. На вас не будет греха, если вы придете к обоюдному согласию после того, как определите обязательное вознаграждение, то есть махр. Поистине, Аллах знающий, мудрый. Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа рабынь, которые принадлежат вам. Аллаху лучше знать о вашей вере. Все вы друг от друга. Посему женитесь на них с разрешения их семей и давайте им вознаграждение достойным образом, если они являются целомудренными, а не распутницами или имеющими приятелей. Если же после обретения покровительства, то есть после замужества, рабы не совершат мерзкий поступок, то их наказание должно быть равно половине наказания свободных женщин. Жениться на рабынях позволено тем из вас, кто опасается тягот или прелюбодеяния. Но для вас будет лучше, если вы проявите терпение, ведь Аллах прощающий, милующий. Аллах желает дать вам разъяснение, повести вас путями ваших предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах знающий, мудрый. Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым. О вы, которые уверовали, не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. Не убивайте самих себя, то есть друг друга, ведь Аллах милостив к вам. Мы сожжем в огне того, кто совершит это по своей враждебности и несправедливости. Это для Аллаха легко. Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, мы простим ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход. Не желайте того,
посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля того, что они приобрели, и женщинам полагается доля того, что они приобрели. Просите у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно о всякой вещи. Каждому человеку мы определили близких, которые наследуют из того, что оставили родители и ближайшие родственники. Отдавайте тем, с кем вы связаны клятвами, их долю. Поистине Аллах – свидетель всякой вещи. Мужчины старшие над женщинами, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить в отсутствии мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они будут покорны вам, то не ищите пути против них. Поистине Аллах возвышенный, большой. Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им. Поистине Аллах знающий, ведающий. Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом с спутником, странником и рабам, которые принадлежат вам. Поистине Аллах не любит гордецов и бахвалов, которые скупятся, велят людям быть скупыми и утаивают то, что Аллах даровал им из своей милости. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения. Они расходуют свое имущество на показ людям и не веруют в Аллаха и последний день. Если шайтан приходится ему спутником, то плох такой спутник. Что они потеряют, если уверуют в Аллаха и последний день и станут расходовать из того, чем наделил их Аллах? Аллаху известно о них. Аллах не совершает несправедливости даже весом в пылинку, а если поступок окажется благим, то Он приумножит его и одарит от себя великой наградой. Что же произойдет, когда мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих? В тот день те, которые не уверовали и ослушались посланника, пожелают, чтобы они сравнялись с землей. Они не смогут утаить от Аллаха ни одной беседы. О вы, которые уверовали, не приближайтесь к молитве, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите, и в состоянии полового осквернения, пока не искупаетесь, если только вы не путники. Если же вы больны или находитесь в пути, если кто-либо из вас пришел из уборной, и если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то найдите чистую землю и оботрите ваши лица и руки. Поистине, Аллах снисходительный, прощающий. Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания, кто приобретает заблуждение и хочет, чтобы вы сбились с пути? Аллах лучше знает ваших врагов. Довольно того, что Аллах является покровителем. Довольно того, что Аллах является помощником. Среди исповедующих иудаизм есть такие, которые переставляют слова местами и говорят: «Мы слышали и ослушаемся». «Слушай сам, а мы не будем слушать. И слушай сюда», кривя языками и понося религию. А если бы они сказали: «Мы слышали и повинуемся», и выслушай, и удели нам внимание,
то это было бы лучше для них и вернее. Однако Аллах проклял их за неверие, и они не веруют, кроме немногих. О вы, которым было дано Писание, уверуйте в то, что мы ниспослали в подтверждение того, что есть у вас, пока мы не стерли ваши лица и не повернули их назад, пока мы не прокляли вас, как прокляли тех, которые нарушили субботу. Веление Аллаха непременно исполняется. Поистине Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные грехи тому, кому пожелает. Кто же приобщается товарищей к Аллаху, тот измышляет великий грех. Разве ты не видел тех, которые восхваляют сами себя? О нет, Аллах восхваляет, кого пожелает, и они не будут обижены даже на величину нити на финиковой косточке. Посмотри, как они возводят навет на Аллаха. Этого достаточно, чтобы совершить явный грех. Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в Джибта и Тагута, и говорят о неверующих, эти следуют более верным путем, чем верующие. Они те, кого проклял Аллах, а кого проклял Аллах, тому не найдешь помощника. Или же они обладают долей власти. Будь это так, то они не дали бы людям даже выемки на финиковой косточке. Или же они завидуют тому, что Аллах даровал людям из своей милости. Мы уже одарили род Ибрахима писанием и мудростью и одарили их великой властью. Среди них есть такие, которые уверовали в Мухаммада, и такие, которые отвернулись от него. Довольно того пламени, которое в гиенне. Поистине тех, которые не уверовали в наши знамения, мы сожжем в огне. Всякий раз, когда их кожа зажарится, мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Поистине Аллах могущественный, мудрый. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы введем в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. У них там будут очищенные супруги. Мы введем их в густую тень. Поистине Аллах велит вам передавать вверенное на хранение тем, кому оно причитается. И если вы судите людей, судить по справедливости. Как прекрасно то, чем увещает вас Аллах. Поистине Аллах слышащий, видящий. О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы припираетесь о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и в последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению. Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к Тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Шайтан желает ввести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят «придите к тому, что ниспослал Аллах, и к посланнику», ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя. А что будет, когда беда постигнет их за то, что предварили их руки, после чего они придут к тебе и будут клясться Аллахом: мы хотели только добра и примирения. Аллах знает, что у них в сердцах, посему отвернись от них, но увещевай их и говори им наедине убедительные слова. Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха принимающим покаяние и милующим. Но нет,
клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, пока не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и пока не подчинятся полностью. Если бы мы предписали им «убейте самих себя или покиньте свои дома», то лишь немногие из них совершили бы это. А если бы они совершили то, чему их поучают, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их. Вот тогда мы даровали бы им от нас великую награду и повели бы их прямым путем. Те, кто повинуется Аллаху и посланнику, окажутся вместе с теми, кого облагодетельствовал Аллах, вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками. Как же прекрасны эти спутники! Такова милость от Аллаха, и довольно того, что Аллах ведает о всякой вещи. О вы, которые уверовали, соблюдайте осторожность и выступайте отрядами или же выступайте все вместе. Поистине, среди вас есть такой, который задержится. И если вас постигнет несчастье, то он скажет: «Аллах оказал мне милость тем, что я не присутствовал рядом с ними». Если же вас постигнет милость от Аллаха, то он непременно скажет, словно между ним и вами никогда не было никакой дружбы. Вот если бы я был вместе с ними и добился великого успеха. Пусть сражаются на пути Аллаха те, которые покупают ближнюю жизнь за жизнь последнюю. Того, кто будет сражаться на пути Аллаха и будет убит или одержит победу, мы одарим великой наградой. Отчего вам не сражаться на пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господь наш, выведи нас из этого города, жители которого несправедливы. Назначь нам от себя покровителя и назначь нам от себя помощника». Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на пути Тагута. Посему сражайтесь с помощниками шайтана. Поистине, козни шайтана слабы. Разве ты не видел тех, кому было сказано: «Уберите руки, совершайте молитву и платите закят»? Когда же им было предписано сражаться, некоторые из них стали бояться людей так, как боятся Аллаха, или даже более того. Они сказали: «Господь наш, почему ты предписал нам сражаться? Вот если бы ты отсрочил нам ненадолго. Скажи: мирские блага невелики, а последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на финиковой косточке. Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях. Если с ними случается хорошее, они говорят: это от Аллаха. Если же с ними случается плохое, они говорят: это из-за тебя. Скажи: все от Аллаха. Отчего же эти люди едва понимают сказанное? Все хорошее, что случается с тобой, от Аллаха, а все плохое, что случается с тобой, от тебя самого. Мы отправили тебя посланником для людей. Довольно того, что Аллах является свидетелем. Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь мы не отправили тебя их хранителем. Они говорят: мы покорны. Когда же они покидают тебя, некоторые из них по ночам замышляют не то, что ты говорил. Аллах записывает то, что они замышляют по ночам. Отвернись же от них и уповай на Аллаха, и довольно покровительство Аллаха. Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, они нашли бы в нем много противоречий.
Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим влиянием среди них, то от них его узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не благодеяние и милость Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за шайтаном. Сражайся на пути Аллаха, ведь ты несешь ответственность только за себя самого, и побуждай верующих. Быть может, Аллах сдержит мощь неверующих. Аллах могущественнее всех и суровее в наказании. Тот, кто ходатайствует по хорошему делу, получит добрую долю от этого. И тот, кто ходатайствует по дурному делу, получит горькую долю от этого. Аллах наблюдает за всякой вещью. Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. Поистине Аллах подсчитывает всякую вещь. Аллах нет божества, кроме Него. Он непременно соберет вас ко дню воскресения, в котором нет сомнения. Чья речь правдивее речи Аллаха? Почему вы разошлись во мнениях относительно лицемеров на две группы? Аллах отбросил их назад за то, что они приобрели. Неужели вы хотите наставить на прямой путь того, кого ввел в заблуждение Аллах? Для того, кого Аллах ввел в заблуждение, ты никогда не найдешь дороги. Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и чтобы вы оказались равны. Посему не делайте их своими близкими, пока они не переселятся на пути Аллаха. Если же они отвернутся, то хватайте их и убивайте, где бы вы их ни обнаружили. Не берите себе из них ни покровителей, ни помощников. Исключением являются те, которые присоединились к народу, с которым у вас есть договор, или которые пришли к вам с грудью, стесненной от нежелания сражаться против вас или против своего народа. Если бы Аллах пожелал, то позволил бы им одержать верх над вами, и тогда они непременно сразились бы с вами. Если же они отступили от вас, не стали сражаться с вами и предложили вам мир, то Аллах не открывает вам пути против них. Вы обнаружите, что другие хотят получить гарантии безопасности от вас и от своего народа. Всякий раз, когда их возвращают в смуту, они опрокидываются в ней. Если они не отступят от вас, не предложат вам мира и не уберут свои руки, то хватайте их и убивайте, где бы вы их ни застали. Мы предоставили вам очевидный довод против них. Верующий не может убить верующего, разве что по ошибке. Кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только они не пожертвуют им. Если верующий был из враждебного вам племени, то надлежит освободить верующего раба. Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не сможет совершить этого, тому надлежит поститься в течение 2 месяцев непрерывно, в качестве покаяния перед Аллахом. Аллах знающий, мудрый. Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет гиенна, где он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения. О вы, которые уверовали! Когда вы выступаете на пути Аллаха, удостоверьтесь и не говорите тому, кто приветствует вас миром, «ты неверующий», стремясь обрести тленные блага ближней жизни. У Аллаха есть богатая добыча. Такими вы были прежде, но Аллах оказал вам милость,
и посему удостоверяйтесь. Поистине Аллах ведает то, что вы совершаете. Те из верующих, которые отсиживаются, не равны тем, которые сражаются на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, кроме тех, кто испытывает тяготы. Аллах возвысил тех, которые сражаются своим имуществом и своими душами, над теми, которые отсиживаются, на ступень. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее. Аллах возвысил сражающихся над отсиживающимися великой наградой, ступенями от Него, прощением и милостью. Аллах прощающий, милующий. Тем, кого ангелы умертвят, чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут, в каком положении вы находились. Они скажут, мы были притеснены на земле. Они скажут, разве земля Аллаха не была достаточно велика, чтобы вы могли переселиться? Их обителью станет гиенна. Как же скверно это место прибытия! Исключением будут притесненные мужчины, женщины и дети, которые не находят возможности совершить хиджру и не знают дороги. Таких Аллах может простить, ведь Аллах снисходительный, прощающий. Кто переселится на пути Аллаха, тот найдет на земле много пристанищ и достаток. Если же кто-либо покинет свой дом, переселяясь к Аллаху и Его посланнику, после чего его настигнет смерть, то его награда ляжет на Аллаха. Ведь Аллах прощающий, милующий. Когда вы странствуете по земле, то на вас не будет греха, если вы укоротите некоторые из молитв, если вы опасаетесь искушения со стороны неверующих. Поистине, неверующие являются вашими явными врагами. Когда ты находишься среди них и руководишь их молитвой, то пусть одна группа из них встанет вместе с тобой, и пусть они возьмут свое оружие. Когда же они совершат земной поклон, пусть они находятся позади вас. Пусть затем придет другая группа, которая еще не молилась. Пусть они помолятся вместе с тобой, будут осторожны и возьмут свое оружие. Неверующим хотелось бы, чтобы вы беспечно отнеслись к своему оружию и своим вещам, дабы они могли напасть на вас всего один раз. На вас не будет греха, если вы отложите свое оружие, когда испытываете неудобства от дождя или больны. Но будьте осторожны. Поистине Аллах приготовил неверующим унизительные мучения. Когда вы завершите молитву, то поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа на боку. Когда же вы окажетесь в безопасности, то совершайте молитву, как полагается. Поистине молитва предписана верующим в определенное время. Не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются. Аллах знающий, мудрый. Мы ниспослали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не припирайся за изменников. Проси прощения у Аллаха, ведь Аллах прощающий, милующий. Не припирайся за тех, которые предают самих себя, ведь Аллах не любит того, кто является изменником, грешником. Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха, хотя Он с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми Он недоволен. Аллах объемлет то, что они совершают. Вот вы припираетесь за них в ближней жизни. Но кто будет припираться за них с Аллахом в день воскресения? Или кто будет их покровителем? Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив к себе,
а затем попросит прощения у Аллаха, то найдет Аллаха прощающим и милующим. Кто совершил грех, тот совершил его во вред себе. Аллах знающий, мудрый. А кто совершил ошибку или грех и обвинил в этом невиновного, тот взвалил на себя бремя клеветы и очевидного греха. Если бы не благодеяние и милость Аллаха к тебе, то группа из них вознамерилась бы ввести тебя в заблуждение. Однако они вводят в заблуждение только самих себя и ничем не вредят тебе. Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика. Многие из тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает так, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду. А того, кто воспротивился посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в гиенне. Как же скверно это место прибытия! Поистине Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные грехи, кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение. Они взывают вместо Аллаха лишь к существам женского рода. Они взывают лишь к мятежному шайтану. Аллах проклял его, и он сказал: «Я непременно заберу назначенную часть твоих рабов. Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха. Кто сделал шайтана своим помощником вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный убыток. Он дает им обещания и возбуждает в них надежды, но шайтан не обещает им ничего, кроме обольщения. Их пристанищем будет гиенна, и они не найдут пути к спасению оттуда. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы введем в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно, по истинному обещанию Аллаха. А чья речь может быть правдивее речи Аллаха? Этого не достичь посредством ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Кто творит зло, тому воздастся за него, и он не найдет себе ни покровителя, ни помощника вместо Аллаха. А те мужчины и женщины, которые совершают праведные поступки, будучи верующими, войдут в рай и не будут обижены даже на величину выемки на финиковой косточке. Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой лик Аллаху, творя добро, и последовал за верой Ибрахима, оставаясь ханифом? Ведь Аллах сделал Ибрахима своим любимцем. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Аллах объемлет всякую вещь. Они просят тебя вынести решение относительно женщин. Скажи: Аллах вынесет для вас решение относительно них и того, что читается вам в Писании по поводу осиротевших женщин, которым вы не даете того, что им предписано, размышляя о женитьбе на них, и по поводу слабых детей. А еще вы должны относиться к сиротам справедливо, и что бы вы ни сделали доброго, Аллаху известно об этом. Если женщина опасается от мужа грубости или невнимания, то не будет греха на них, если они придут к мирному соглашению. Мирное соглашение лучше. Душам свойственна скупость, но если вы будете добродетельны и богобоязненны, то ведь Аллах ведает то, что вы совершаете. Вы не сможете относиться к женам одинаково справедливо даже при сильном желании. Не наклоняйтесь же полностью к одной,
оставляя другую словно висящей. Но если вы исправите положение и будете богобоязненны, то ведь Аллах прощающий, милующий. Если они расстанутся, то Аллах обогатит каждого из них из своей милости. Аллах объемлющий, мудрый. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Мы заповедали тем, кому было дано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Если вы не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Аллах богатый, достохвальный. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и довольно покровительство Аллаха. О люди, если Он пожелает, то уведет вас и приведет других. Аллах способен на это. Если кто желает вознаграждения в этом мире, то ведь у Аллаха есть награда как в этом мире, так и в последней жизни. Аллах слышащий, видящий. О вы, которые уверовали, свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость. Если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников, будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желанием, чтобы отступить от справедливости. Если же вы скривитесь или уклонитесь, то ведь Аллах ведает то, что вы совершаете. О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его посланника, и Писание, которое Он ниспослал своему посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писание, Его посланников и последний день, тот впал в глубокое заблуждение. Поистине Аллах не простит и не наставит на путь тех, которые уверовали, затем стали неверующими, затем опять уверовали, затем опять стали неверующими, а затем приумножили свое неверие. Обрадуй вестью о мучительных страданиях лицемеров, которые делают своими близкими неверующих вместо верующих. Неужели они хотят обрести могущество с ними, если могущество целиком присуще Аллаху? Он уже ниспослал вам в Писании. Если услышите, как люди отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, то не садитесь с ними, пока они не примутся за другой разговор. В противном случае вы уподобитесь им. Поистине, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в гиенне. Они ждут, когда вас постигнет беда. Если Аллах одаряет вас победой, они говорят: «Разве мы не были с вами?» Если же доля достается неверующим, они говорят: «Разве мы не покровительствовали вам и не защитили вас от верующих?» Аллах рассудит между вами в день воскресения. Аллах не откроет неверующим пути против верующих. Поистине, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на молитву, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и лишь немного поминая Аллаха. Они колеблются между этим, но не принадлежат ни к тем, ни к другим. Для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты уже не найдешь дороги. О вы, которые уверовали! Не делайте неверующих своими близкими вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? Поистине лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня, и ты не найдешь для них помощника. Если только они не раскаются и исправят содеянное, крепко ухватятся за Аллаха и очистят свою веру перед Ним. Такие окажутся вместе с верующими, а ведь Аллах одарит верующих великой наградой.
Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете? Аллах благодарящий, знающий. Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо. Аллах слышащий, знающий. Если вы обнаружите добро, скроете его или простите злодеяние, то ведь Аллах снисходительный, всемогущий. Поистине те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других», и хотят найти путь между верой и неверием. И есть подлинные неверующие. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения. А тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников и не делают различий между ними, Он одарит наградой. Аллах прощающий, милующий. Люди Писания просят тебя, чтобы ты низвел им Писание с неба. Мусу они попросили о еще большем, когда сказали: «Покажи нам Аллаха открыто». Тогда их поразила молния за их несправедливость. А затем они стали поклоняться Тельцу после того, как до них дошли ясные доводы. Но мы простили это и дали Мусе явное доказательство. Мы воздвигли перед ними гору согласно завету с ними и сказали им: «Войдите во врата, поклонившись». Мы также сказали им: «Не нарушайте субботы». Мы заключили с ними суровый завет. За то, что они нарушили свой завет, не уверовали в знамения Аллаха, несправедливо убивали пророков и говорили: «Наши сердца покрыты пеленой». О нет, это Аллах запечатал их сердца за их неверие, и поэтому их вера ничтожна. За то, что они не уверовали, возвели на Марьям великий навет и сказали: «Поистине мы убили Мессию Ису, сына Марьям, посланника Аллаха». Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Те, которые припираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали его. О нет, это Аллах вознес его к себе, ведь Аллах могущественный, мудрый. Среди людей Писания не останется такого, кто не уверует в пророка Ису до его смерти, а в день воскресения он будет свидетелем против них. За то, что исповедовавшие иудаизм поступали несправедливо и многих сбивали с пути Аллаха, мы запретили им блага, которые были дозволены им. А также за то, что они брали лихву, хотя она была запрещена им, и незаконно пожирали имущество людей. Для неверующих из них мы приготовили мучительные страдания. Однако тех из них, которые обладают основательными знаниями и веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, которые совершают молитву, платят закят и веруют в Аллаха и последний день, мы одарим великим вознаграждением. Поистине, мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него. Мы внушили откровение Ибрахиму, Исмаилю, Исхаку, Якубу и его коленам, Исе, Айюбу, Юнусу, Харуну, Сулейману. Дауду же мы дали псалтирь. Мы отправили посланников, о которых мы уже рассказали тебе прежде, и посланников, о которых мы тебе не рассказывали. А с Мусой Аллах говорил словами. Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах могущественный, мудрый.
Но Аллах свидетельствует о том, что Он не спаслал тебе. Он не спаслал это по своему знанию. Ангелы также приносят свидетельство, но довольно того, что Аллах является свидетелем. Поистине, те, которые не уверовали, избивали других с пути Аллаха, впали в глубокое заблуждение. Поистине, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит и не поведет их прямым путем, кроме пути в гиенну, в которой они пребудут вечно. Это для Аллаха легко. О люди, посланник принес вам истину от вашего Господа. Уверуйте же, ведь так будет лучше для вас. Если же вы не уверуете, то Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Аллах – знающий, мудрый. О люди Писания, не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса, сын Марьям, является посланником Аллаха, Его словом, которое Он послал Марьям, и духом от Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников, и не говорите «Троица». Прекратите, ведь так будет лучше для вас. Поистине Аллах – единственный Бог. Свят Он, и не подобает Ему иметь сына. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и довольно покровительство Аллаха. Мессия никогда не посчитает для себя унизительным быть рабом Аллаха, и ангелы, приближенные, не сделают этого. А тех, кто считает для себя унизительным поклоняться Ему и проявляет высокомерие, Он соберет к себе всех вместе. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна и даже приумножит его по своей милости. А тех, которые считали для себя унизительным поклоняться Ему и проявляли высокомерие, Он подвергнет мучительным страданиям. Они не найдут себе вместо Него ни покровителя, ни помощника. О люди! К вам уже явилось доказательство от вашего Господа, и мы не спаслали вам ясный свет. Тех, которые уверовали в Аллаха и крепко ухватились за Него, Он введет в свою милость и щедрость и поведет к себе прямым путем. Они просят тебя вынести решение. Скажи, Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя родителей или детей. Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежит 2/3 того, что он оставил. Если же они являются братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля, равная доле 2 женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает о всякой вещи. Сура 5. Аль-Маида. Трапеза. Именем Аллаха, милостивого, милующего. О вы, которые уверовали, будьте верны обязательствам. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам зачитано, и кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться в храме. Поистине, Аллах повелевает все, что пожелает. О вы, которые уверовали, не нарушайте святость обрядовых знамений Аллаха и запретного месяца. Не считайте дозволенным покушаться на жертвенных животных, или людей с ожерельями, или людей, которые приходят к заповедному дому, стремясь к милости и довольству своего Господа. Когда же освободитесь от ихрама, можете охотиться. И пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти к заповедной мечети, не подтолкнет вас на преступление. Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности,
но не помогайте друг другу в грехе и несправедливости. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. Вам запрещена мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, что было зарезано не с именем Аллаха, или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами, или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его. И то, что зарезано на каменных жертвенниках или для идолов, а также гадание по стрелам. Все это нечестие. Сегодня неверующие отчаялись навредить вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь меня. Сегодня я сделал для вас вашу религию совершенной, довершил мою милость к вам и остался доволен исламом, как вашей религией. А если кто вынужден съесть запретное от голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах прощающий, милующий. Они спрашивают тебя о том, что им дозволено. Скажи, вам дозволено благое, а то, что поймали для вас обученные вами хищники, которых вы обучаете из того, чему обучил вас Аллах. Ешьте и поминайте над этим имя Аллаха. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах скор в расчете. Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания тоже дозволена вам, а ваша еда дозволена им. А также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было дано до вас, если вы выплатите им вознаграждение, желая сберечь целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги. Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в последней жизни он окажется среди потерпевших урон. О вы, которые уверовали! Когда вы встаете на молитву, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток. А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной, или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то найдите чистую землю и оботрите ею ваши лица и руки. Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довершить свою милость к вам. Быть может, вы будете благодарны. Помните милость Аллаха к вам и завет, который Он заключил с вами, когда вы сказали «слушаем и повинуемся». Бойтесь Аллаха, ведь Аллаху известно о том, что в груди. О вы, которые уверовали, будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть неприязнь к кому-то из людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает то, что вы совершаете. Аллах обещал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду. А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, окажутся обитателями ада. О вы, которые уверовали, помните милость, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть верующие уповают только на Аллаха. Аллах заключил завет с сынами Исраиля. Мы создали среди них 12 вождей. Аллах сказал: «Я с вами». Если вы будете совершать молитву и платить закят, уверуете в моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заем, то я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады, в которых текут реки. А если кто-либо из вас после этого станет неверующим, то он сойдет с прямого пути. За то, что они нарушили завет, мы прокляли их и ожесточили их сердца.
Они искажают слова, переставляя их местами, и забыли часть того, что им напомнили. Ты будешь обнаруживать их измену, кроме некоторых из них. Прости же их и будь великодушен. Поистине, Аллах любит делающих добро. Мы также заключили завет с теми, которые сказали «мы христиане». Они забыли часть того, что им напомнили, и мы возбудили между ними вражду и ненависть до дня воскресения. Аллах поведает им о том, что они творили. О люди Писания, к вам явился наш посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и воздерживается от многого. Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет путями мира тех, кто стремится снискать его довольство. По своему соизволению Он выводит их из мраков к свету и наставляет на прямой путь. Не уверовали те, которые сказали: «Поистине Аллах – это Мессия, сын Марьям». Скажи, кто сможет хоть немного помешать Аллаху, если Он пожелает погубить Мессию, сына Марьям, его мать и всех, кто на земле? Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними. Он создает, что пожелает. Аллах всемогущий. Иудеи и христиане сказали: «Мы сыны Аллаха и Его возлюбленные». Скажи, почему же Он причиняет вам мучения за ваши грехи? О нет, вы всего лишь одни из людей, которых Он сотворил. Он прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними, и к Нему предстоит прибытие. О люди Писания, после периода, когда не было посланников, к вам явился наш посланник, давая вам разъяснение, дабы вы не говорили: «К нам не приходил добрый вестник и предостерегающий увещеватель». Добрый вестник и предостерегающий увещеватель уже явился к вам. Аллах всемогущ. Вот Муса сказал своему народу: «О мой народ, помните милость, которую Аллах оказал вам, когда создал среди вас пророков, сделал вас царями и дал вам то, чего не давал никому из миров. О мой народ, ступите на священную землю, которую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять, а не то вернетесь потерпевшими убыток». Они сказали: «О Муса, там обитают могучие люди, и мы не войдем туда, пока они не уйдут оттуда. Если же они уйдут оттуда, то мы войдем». Двое богобоязненных мужчин, которым Аллах оказал милость, сказали: «Входите к ним через ворота. Когда вы войдете туда, вы непременно одержите победу. Уповайте только на Аллаха, если вы верующие». Они сказали: «О Муса, мы ни за что не войдем туда, пока они находятся там. Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же посидим здесь». Он сказал: «Господи, я властен только над самим собой и моим братом. Разлучи же нас с нечестивыми людьми». Он сказал: «Тогда она будет запретна для них в течение 40 лет. Они будут скитаться по земле. Не печалься же о людях нечестивых». Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба принесли жертву, и она была принята от одного из них и была не принята от другого. Он сказал: «Я непременно убью тебя». Он ответил: «Поистине, Аллах принимает только от богобоязненных. Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Поистине, я боюсь Аллаха, Господа миров. Я хочу, чтобы ты вернулся с моим грехом и твоим грехом и оказался среди обитателей огня. Таково воздаяние несправедливым».
душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его, и оказался одним из потерпевших убыток. Аллах послал ворона, который стал разгребать землю, чтобы показать ему, как спрятать труп его брата. Он сказал: «Горе мне! Неужели я не могу поступить, как этот ворон, и спрятать труп моего брата?» И пожалел он о случившемся. По этой причине мы предписали сынам Исраиля: кто убил человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранил жизнь человеку, тот словно сохранил жизнь всем людям. Наши посланники уже привели им ясные доводы, но многие из них после этого излишествуют на земле. Поистине те, которые сражаются против Аллаха и Его посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в последней жизни для них уготованы великие мучения. Кроме тех из них, которые раскаялись до того, как вы получили власть над ними. Знайте же, что Аллах прощающий, милующий. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха, ищите близости к Нему и сражайтесь на Его пути. Быть может, вы преуспеете. Поистине, если бы у неверующих было все, что есть на земле, и еще столько же, чтобы откупиться от мучений в день воскресения, это не было бы принято от них. Им уготованы мучительные страдания. Они захотят выйти из огня, но не смогут выйти оттуда. Им уготованы вечные мучения. Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они приобрели. Таково примерное наказание от Аллаха, ведь Аллах могущественный, мудрый. Аллах примет покаяние того, кто раскается после совершения несправедливости и исправит содеянное, ибо Аллах прощающий, милующий. Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землей? Он подвергает мучениям, кого пожелает, и прощает, кого пожелает. Аллах всемогущ. О посланник, пусть тебя не печалят те, которые стремятся исповедовать неверие и говорят своими устами: «Мы уверовали», хотя их сердца не уверовали. Среди исповедующих иудаизм есть такие, которые охотно прислушиваются ко лжи и прислушиваются к другим людям, которые не явились к тебе. Они искажают слова, переставляя их местами, и говорят: «Если вам дадут это, то берите, но если вам не дадут этого, то остерегайтесь». Того, кого Аллах желает подвергнуть искушению, ты не властен защитить от Аллаха. Их сердца Аллах не пожелал очистить. В этом мире их ожидает позор, а в последней жизни им уготованы великие мучения. Они охотно выслушивают ложь и пожирают запретное. Если они явятся к тебе, то рассуди их или же отвернись от них. Если ты отвернешься от них, то они нисколько не навредят тебе. Но если ты вынесешь решение, то суди их беспристрастно. Поистине, Аллах любит беспристрастных. Как они выбирают тебя судьей, если у них есть Тора, содержащая закон Аллаха? А потом они отворачиваются, и они не являются верующими. Мы ниспослали Тору, в которой есть верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по ней решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали также в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о ней. «Не бойтесь же людей, а бойтесь меня.
и не продавайте мои знамения за ничтожную цену. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими. В ней мы предписали им: душа за душу, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб, а за раны возмездие. Если же кто-нибудь пожертвует этим, это станет искуплением для него. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, несправедливы. Вслед за ними мы отправили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было прежде в Торе. Мы дали ему Евангелие, в котором верное руководство и свет. Оно подтвердило то, что прежде было ниспослано в Торе. Оно было верным руководством и назиданием для богобоязненных. Пусть люди Евангелия судят по тому, что Аллах ниспослал в нем. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, суть нечестивцы. Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их. Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся тебе истины. Каждому из вас мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной. Однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях. Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах. Не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов. Поистине, многие люди являются нечестивцами. Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решения Аллаха для людей убежденных? О вы, которые уверовали, не делайте иудеев и христиан своими близкими. Они близки друг другу. Тот из вас, кто считает их своими близкими, сам один из них. Поистине, Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. Ты видишь, как поспешают среди них те, чьи сердца поражены недугом. Они говорят: мы боимся, что нас постигнет беда. А может случиться, что Аллах явит победу или свое повеление, и они пожалеют о том, что утаивали в себе. Те, которые уверовали, скажут: неужели это те, которые приносили величайшие клятвы именем Аллаха о том, что они были с вами? Тщетны были их деяния, и они оказались потерпевшими убыток. О вы, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить, и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими. Будут сражаться на пути Аллаха и не будут бояться порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую Он дарует кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий. Ваш покровитель Аллах, а также Его посланник и верующие, которые совершают молитву и платят закят, преклонившись. Если кто считает Аллаха, Его посланника и верующих своими близкими, то ведь партия Аллаха непременно одержит верх. О вы, которые уверовали! Не делайте тех, которым Писание было дано до вас, и которые глумятся над вашей религией и считают ее развлечением, а также неверующих своими близкими. Бойтесь Аллаха, если вы верующие. Когда вы призываете на молитву,
они насмехаются над этим и считают это развлечением. Это потому, что они люди неразумные. Скажи, о люди Писания, неужели вы упрекаете настолько в том, что мы уверовали в Аллаха, в то, что ниспослано нам и что было ниспослано прежде, и в то, что большинство из вас являются нечестивцами? Скажи, сообщите ли вам о тех, кто получит еще худшее воздаяние от Аллаха? Это те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался, кого Он превратил в обезьян и свиней, и кто поклонялся тагуту. Они займут еще более скверное место и еще больше сбились с прямого пути. Придя к вам, они сказали: «Мы уверовали». Однако они вошли с неверием и вышли с ним. Аллаху лучше знать, что они утаивали. Ты видишь, что многие из них поспешают совершать грехи, приступать к границе дозволенного и пожирать запретное. Поистине, скверно то, что они совершают. Почему же раввины и первосвященники не удерживают их от греховных речей и пожирания запретного? Поистине, скверно то, что они творят. Иудеи сказали: «Рука Аллаха скована». Это их руки скованы, и они прокляты за то, что сказали. Обе руки его простерты. Он расходует, как пожелает. Ниспосланное тебе от твоего Господа приумножает во многих из них несправедливость и неверие. Мы посеяли между ними вражду и ненависть вплоть до дня воскресения. Всякий раз, когда они разжигают огонь войны, Аллах тушит его. Они стремятся распространить на земле нечестие, но Аллах не любит распространяющих нечестие. Если бы люди Писания уверовали и были богобоязненны, мы простили бы им злодеяния их и ввели бы их в сады блаженства. Если бы они руководствовались Торой, Евангелием и тем, что было ниспослано им от их Господа, то питались бы тем, что над ними, и тем, что у них под ногами. Среди них есть умеренная группа, но плохо то, что совершают многие из них. О посланник, возвести то, что ниспослано тебе от твоего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь его послание. Аллах защитит тебя от людей. Поистине, Аллах не ведет прямым путем людей неверующих. Скажи, о люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Торой, Евангелием и тем, что ниспослано вам от вашего Господа. Ниспосланное тебе от твоего Господа приумножает во многих из них несправедливость и неверие. Не печалься же о людях неверующих. Поистине верующие, а также иудеи, сабии и христиане, которые уверовали в Аллаха и в последний день и поступали праведно, не познают страха и не будут опечалены. Мы уже заключили завет с сынами Исраиля и отправили к ним посланников. Всякий раз, когда посланники приносили им то, что им было не по душе, они нарекали лжецами одних и убивали других. Они посчитали, что не будет искушения, и потому стали слепы и глухи. Затем Аллах принял их покаяние, после чего многие из них снова стали слепы и глухи. Аллах видит то, что они совершают. Не уверовали те, которые говорят: Аллах – это Мессия, сын Марьям. Мессия сказал: «О сыны Израиля, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Поистине, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил рай. Его пристанищем будет огонь, и у несправедливых не будет помощников». Не уверовали те, которые говорят: Аллах один из Троицы.
нет божества, кроме единственного Бога. Если они не отрекутся от того, что говорят, то неверующих из их числа коснутся мучительные страдания. Неужели они не покаются перед Аллахом и не попросят у Него прощения? Ведь Аллах прощающий, милующий. Мессия, сын Марьям, был всего лишь посланником. До него тоже были посланники, а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они принимали пищу. Посмотри, как мы разъясняем им знамения. А затем посмотри, до чего они отвращены от истины. Скажи, неужели вы станете поклоняться вместо Аллаха тому, что не властно принести вам ни вреда, ни пользы? Это Аллах является слышащим, знающим. Скажи, о люди Писания, не проявляйте чрезмерности в вашей религии вопреки истине и не потакайте желаниям людей, которые прежде впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути. Неверующие сыны Исраиля были прокляты языком Дауда и Исы, сына Марьям. Это потому, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали. Ты видишь, что многие из них дружат с неверующими. Скверно то, что уготовили им их души, ведь поэтому Аллах разгневался на них. Они будут мучаться вечно. Если бы они уверовали в Аллаха, пророка и то, что было ниспослано ему, то не сделали бы их своими близкими. Но многие из них нечестивцы. Ты непременно найдешь, что самые лютые враги верующих – иудеи и многобожники. И ты непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим те, которые говорят «мы христиане». Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия. Когда они слышат то, что было ниспослано посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами из-за истины, которую они узнают. Они говорят: «Господь наш, мы уверовали. Запиши же нас в число свидетелей». Отчего нам не веровать в Аллаха и в ту истину, которая явилась к нам? Мы желаем, чтобы наш Господь ввел нас в рай вместе с праведными людьми. Аллах вознаградил их за то, что они сказали, райскими садами, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Таково воздаяние творящим добро. А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, являются обитателями ада. О вы, которые уверовали, не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и не приступайте к границе дозволенного. Поистине, Аллах не любит преступников. Из того, чем Аллах наделил вас, ешьте дозволенное и благое, и бойтесь Аллаха, в которого вы веруете. Аллах не взыщет с вас за праздные клятвы, но взыщет, если вы скрепили клятвы намерением. В искупление за нарушение такой клятвы нужно накормить 10 бедняков средним из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. А тот, кто не сможет сделать этого, должен поститься в течение 3 дней. Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись и нарушили клятву. Оберегайте же ваши клятвы. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы будете благодарны. О вы, которые уверовали! Поистине, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы являются скверной из деяний шайтана. Сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете.
Поистине, при помощи опьяняющих напитков и азартных игр шайтан хочет лишь посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не прекратите? Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и остерегайтесь. Но если вы отвернетесь, то знайте, что на нашего посланника возложена только ясная передача откровения. На тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязненны, веровали и совершали праведные деяния. Если после этого они опять были богобоязненны и веровали, если после этого они опять были богобоязненны и творили добро. Ведь Аллах любит делающих добро. О вы, которые уверовали! Аллах обязательно подвергнет вас испытанию охотничьей добычей, которую смогут достать ваши руки и копья, чтобы Аллах узнал тех, кто боится Его, не видя Его воочию. А кто приступит к границе дозволенного после этого, тому будут уготованы мучительные страдания. О вы, которые уверовали! Не убивайте охотничью добычу, находясь в храме. Если кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием за это будет скотина, подобная той, что он убил. Выносят решение о жертвенной скотине двое справедливых мужей из вас, и эта жертва должна достичь Каабы. Или же для искупления этого следует накормить бедняков или соблюсти равноценный пост, дабы он вкусил пагубность своего поступка. Аллах простил то, что было прежде, но если кто-нибудь вернется к этому, то Аллах отомстит ему. Аллах могущественный, способный на возмездие. Вам дозволены морская добыча и еда во благо вам и путникам, но вам запрещена охотничья добыча на суше, пока вы находитесь в храме. Бойтесь Аллаха, к которому вы будете собраны. Аллах сделал Каабу, заповедный дом, а также запретный месяц, жертвенных животных и животных с ожерельями опорой для людей. Это для того, чтобы вы знали, что Аллаху известно о том, что на небесах, и том, что на земле, и что Аллах ведает о всякой вещи. Знайте, что Аллах суров в наказании, и что Аллах прощающий, милующий. На пророка не возложено ничего, кроме передачи откровения. Аллах знает о том, что вы обнаруживаете, и о том, что вы скрываете. Скажи, скверное и благое не равны, даже если изобилие скверного понравилось тебе. Бойтесь же Аллаха, о обладающие разумом. Быть может, вы преуспеете. О вы, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда ниспосылается Коран. Аллах простил вам это, ибо Аллах прощающий, выдержанный. Люди до вас спрашивали о них, и по этой причине стали неверующими. Аллах не распоряжался относительно Бахиры, Саибы, Васили и Хами. Но неверующие возводят навет на Аллаха, и большая часть их не разумеет. Когда им говорят «придите к тому, что ниспослал Аллах, и к посланнику», они отвечают «нам достаточно того, что мы видели от наших отцов». Неужели они поступят так, даже если их отцы ничего не знали и не следовали прямым путем? О вы, которые уверовали, позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали. О вы, которые уверовали! Если к кому-нибудь из вас явится смерть, и он оставит завещание,
то пусть его засвидетельствуют 2 справедливых мужей из вас, или 2 других не из вас, если смерть постигнет вас, когда вы странствуете по земле. Задержите их обоих после молитвы, и если вы усомнитесь, то они должны поклясться Аллахом. Мы не станем покупать за это мирскую выгоду, даже если он будет близким родственником, и мы не скрываем свидетельства Аллаха. В противном случае мы были бы в числе грешников. Если будет обнаружено, что они оба повинны в грехе, то пусть 2 других самых близких родственников из числа тех, кто имеет законные права, займут их место и поклянутся Аллахом. Наше свидетельство вернее их свидетельства, и мы не приступаем к границ дозволенного. В противном случае мы принадлежим к числу несправедливых. Поступить так лучше для того, чтобы они принесли истинное свидетельство или устрашились того, что другие клятвы будут принесены после их клятв. Бойтесь Аллаха и слушайте, ведь Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. В тот день, когда Аллах соберет посланников и скажет, что вам ответили, они скажут: мы не обладаем знанием. Поистине, ты ведающий сокровенное. Аллах скажет: «О Иса, сын Марьям, помни о милости, которую я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом, благодаря чему ты говорил с людьми в колыбели и будучи взрослым. Я научил тебя письму и мудрости, Торе и Евангелию. По моему соизволению ты лепил изваяние птиц из глины и дул на них, и по моему соизволению они становились птицами. По моему соизволению ты исцелял слепого и прокаженного. По моему соизволению ты выводил покойников живыми из могил. Я отвратил от тебя сынов Исраиля, когда ты привел им ясные доводы. А неверующие из их числа сказали, что это всего лишь очевидное колдовство. Я внушил апостолам: уверуйте в меня и в моего посланника. Они сказали: мы уверовали. Засвидетельствуй же, что мы стали мусульманами. Вот сказали апостолы: «О Иса, сын Марьям, может ли твой Господь не спаслать нам трапезу с неба?» Он сказал: «Побойтесь Аллаха, если вы верующие». Они сказали: «Мы хотим отведать ее, чтобы наши сердца успокоились, чтобы мы узнали, что ты сказал нам правду, и чтобы мы свидетельствовали о ней». Иса, сын Марьям, сказал: «О Аллах, Господь наш, не спошли нам трапезу с неба, которая была бы праздником для всех нас от первого до последнего и знамением от Тебя. Надели нас уделом, ведь Ты наилучший из дарующих удел». Аллах ответил: «Я не спошлю ее вам. Но если кто-либо после этого не уверует, то я подвергну его таким мучениям, которым я не подвергал никого из миров». Вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марьям, говорил ли ты людям: примите меня и мою мать 2 богами наряду с Аллахом?» Он сказал: «Свят ты! Как я мог сказать то, на что не имею права? Если бы я сказал такое, ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у тебя. Поистине ты ведающий сокровенное. Я не говорил им ничего, кроме того, что ты мне велел. Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу. Я был свидетелем о них, пока находился среди них. А после того, как ты упокоил меня, ты наблюдал за ними. Ты свидетель всякой вещи. Если ты подвергнешь их мучениям, то ведь они твои рабы. Если же ты простишь им, то ведь ты могущественный, мудрый». Аллах сказал: «Это день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость.
Им уготованы райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Это великое преуспеяние. Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что на них. И Он всемогущ. Сура 6. Аль-Ан'ам. Скот. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Хвала Аллаху, который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет. Но даже после этого те, которые не уверовали, равняют других со своим Господом. Он тот, кто сотворил вас из глины, а затем назначил срок для вашей смерти. У Него есть также назначенный срок для воскрешения, но после этого вы все еще сомневаетесь. Он Аллах, которому поклоняются на небесах и на земле. Он знает то, что вы утаиваете и совершаете открыто, и знает то, что вы приобретаете. Какое бы знамение из знамений их Господа не являлось к ним, они отворачивались от Него. Они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, но до них дойдут вести о том, над чем они насмехались. Разве они не видели, сколько поколений мы погубили до них? Мы одарили их на земле властью, которой не одарили вас. Не спосылали им с неба обильные дожди и заставляли реки течь под ними. Мы погубили их за их грехи и создали после них другие поколения. Если бы даже мы не спаслали тебе Писание на бумаге, и они прикоснулись бы к ней своими руками, неверующие все равно бы сказали: это очевидное колдовство. Они сказали: почему к нему не спускается ангел? Если бы мы не спаслали ангела, то дело было бы уже решено, после чего они не получили бы отсрочки. Если бы мы не спаслали ангела, то все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно того, в чем они сомневаются. До тебя посланников также подвергали осмеянию, но тех, кто насмехался над ними, окружало то, над чем они издевались. Скажи: постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые сочли ложью истину. Скажи, кому принадлежит то, что на небесах и на земле? Скажи Аллаху. Он предписал себе оказывать милость. Он непременно соберет вас вместе в день воскресения, в котором нет сомнения. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. Ему принадлежит все, что покоится днем и ночью, и Он слышащий, знающий. Скажи: неужели я возьму своим покровителем кого-либо, кроме Аллаха, Творца небес и земли? Он кормит, а его не кормят. Скажи: мне велено быть первым из тех, кто покорился. Не будь же в числе многобожников. Скажи: я боюсь, что если я ослушаюсь моего Господа, то меня постигнут мучения в великий день. Тот, кто будет отвращен от мучений в тот день, того Он помиловал. Вот очевидное преуспеяние. Если Аллах нашлет на тебя беду, то никто, кроме Него, не избавит от нее. Если же Он пошлет тебе благо, то ведь Он всемогущ. Он покоряющий и властвует над своими рабами. Он мудрый, ведающий. Скажи: чье свидетельство самое важное? Скажи: Аллах свидетель между мною и вами. Этот Коран внушен мне через откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет. Неужели вы действительно свидетельствуете, что наряду с Аллахом существуют другие боги? Скажи: я не свидетельствую об этом. Скажи: Он является единственным Богом, и я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Те, кому мы дали Писание,
знают Его, как знают своих сыновей. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или счел ложью Его знамение? Поистине не преуспеют несправедливые. В тот день мы соберем их вместе, а затем скажем тем, кто предавал Аллаху сотоварищей: где ваши сотоварищи, о существовании которых вы предполагали? Тогда у них не будет никакого оправдания, кроме слов «клянемся Аллахом, нашим Господом, мы не были многобожниками». Посмотри, как они лгут о самих себе. Не покинет их то, что они измышляли. Среди них есть такие, которые слушают тебя, но мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не могли понять Коран, и поразили их уши глухотой. Какое бы знамение они ни увидели, они все равно не уверуют в него. И поэтому, когда они приходят к тебе, чтобы припираться с тобой, неверующие говорят: это всего лишь легенды древних народов. Они удерживают других от следования прямым путем и сами сторонятся его. Однако они губят только самих себя, не ощущая этого. Если бы ты видел, как их остановят перед огнем, они скажут: «О, если бы нас вернули обратно! Мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими». О нет, им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Поистине, они лжецы. Они говорят: есть только наша мирская жизнь, и мы не будем воскрешены. Если бы ты видел, как их остановят перед их Господом, Он скажет: разве это не истина? Они скажут: конечно, клянемся нашим Господом. Он скажет: вкусите же мучения за то, что вы не верили. Те, которые отрицали встречу с Аллахом, уже оказались в убытке. Когда же внезапно для них настанет судный час, они, неся свои ноши на спинах, скажут: горе нам за то, что мы упустили там. Знайте же, что скверна их ноша. Ближняя жизнь – не что иное, как игра и потеха, а последняя обитель лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не разумеете? Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя. Несправедливые отвергают знамения Аллаха. До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их так называли, и обижали, пока не являлась к ним наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках. Если тебя тяготит их отвращение, если ты сможешь отыскать проход в земле или лестницу на небо, то принеси им знамение. Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути. Посему не будь одним из невежд. Отвечают только те, которые внимают, а мертвых Аллах воскресит, после чего они будут возвращены к Нему. Они говорят: почему Ему не ниспослано знамение от Его Господа? Скажи: Аллах властен ниспослать знамение, но большинство из них не обладает знанием. Все животные на земле и птицы, летающие на двух крыльях, всего лишь подобные вам сообщества. Мы ничего не упустили в Писании, а затем они будут собраны к своему Господу. Те, которые считают ложью наши знамения, глухи и немы во мраках. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит час, если только вы говорите правду? О нет, вы будете призывать только Его.
Если Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи. Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы насылали на них нужду и болезни. Быть может, они смирятся. Почему же, когда их поражало наше наказание, они не становились смиренными? Их сердца ожесточались, а шайтан приукрашивал для них то, что они совершали. Когда они позабыли то, что им напомнили, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и вот они пришли в отчаяние. Несправедливые были уничтожены до основания. Хвала Аллаху, Господу миров. Скажи, как вы думаете, если Аллах отнимет ваш слух и ваше зрение и запечатает ваши сердца, какое божество, кроме Аллаха, вернет вам все это? Посмотри, как мы разъясняем знамения. И после этого они отвращаются. Скажи, как вы думаете, если наказание Аллаха поразит вас неожиданно или открыто, разве будет погублен кто-либо, кроме несправедливых людей? Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены. А тех, которые считают ложью наши знамения, коснутся мучения за то, что они были нечестивцами. Скажи, я не говорю вам, что при мне сокровищница Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что внушается мне через откровение. Скажи, разве равны слепой и зрячий? Неужели вы не поразмыслите? Предостерегай этим Кораном тех, которые страшатся того, что будут собраны перед своим Господом, и не будет у них помимо Него ни покровителя, ни заступника. Быть может, они будут богобоязненны. Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то станешь одним из несправедливых. Так мы искушали одних из них другими, дабы они сказали: неужели среди нас Аллах оказал милость только этим? Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен? Когда к тебе приходят те, которые уверовали в наши знамения, говори им: мир вам. Ваш Господь предписал себе оказывать милость, и если кто-нибудь из вас сотворит зло по неведению, а затем раскается и исправит свои деяния, то ведь Он прощающий, милующий. Так мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников. Скажи, мне запрещено поклоняться тем, кому вы взываете наряду с Аллахом. Скажи, я не стану потакать вашим желаниям. В противном случае я собьюсь с пути и не окажусь в числе следующих прямым путем. Скажи, я опираюсь на ясный довод от моего Господа, а вы считаете это ложью. Я не владею тем, что вы торопите. Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину, и Он наилучший из судей. Скажи, если бы я владел тем, что вы торопите, то спор между мной и вами был бы уже решен. Но Аллаху лучше знать о несправедливых. У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже листья падают только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего либо свежего или сухого, чего нет в ясном Писании. Он тот, кто усыпляет вас ночью и знает, что вы делаете днем. Затем Он воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный срок.
затем к Нему вам предстоит вернуться, и затем Он поведает вам о том, что вы совершали. Он покоряющий и властвует над своими рабами. Он посылает к вам хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы умерщвляют его, и они не делают упущений. Потом их возвращают к Аллаху, их истинному покровителю. Знайте же, что только Он принимает решение, и Он самый быстрый в расчете. Скажи, кто спасает от мраков на суше и на море, когда вы взываете к Нему смиренно и тайно, говоря, если Он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны. Скажи, Аллах спасает вас от этого и от всех остальных скорбей, но вы продолжаете приобщать сотоварищей. Скажи, Он властен наслать на вас мучения сверху или из-под ваших ног, или привести вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из вас вкусить жестокость других. Посмотри, как мы разъясняем знамения, чтобы они могли понять. Твой народ счел Коран ложью, хотя это истина. Скажи, я не смотритель над вами. У каждого сообщения свой срок, и вы узнаете. Когда увидишь тех, которые принялись за наши знамения, отвернись от них, пока они не примутся за другой разговор. Если же шайтан заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь. Те, которые богобоязненны, не несут никакой ответственности за их расчет. Они должны лишь напоминать им, быть может, они будут богобоязненны. Покинь тех, которые считают свою религию забавой и потехой и обольщаются ближней жизнью. Но увещевай этим Кораном, дабы душа не обрекла себя на погибель тем, что приобрела, когда не будет у нее покровителя и заступника, кроме Аллаха, и когда от нее ничего не будет принято, какой бы выкуп она ни предложила. Они обрекли себя на погибель тем, что приобрели. Им уготованы кипящее питье и мучительные страдания за то, что они были неверующими. Скажи, разве мы станем поклоняться помимо Аллаха тому, что не приносит нам пользы и не вредит? Разве мы обратимся вспять после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого шайтаны на земле обольстили и привели в замешательство, а его товарищи призывают его на прямой путь «иди к нам». Скажи, путь Аллаха – единственно верный путь, и нам велено покориться Господу миров. Совершайте молитву и бойтесь Его, ведь к Нему вы будете собраны. Он тот, кто сотворил небеса и землю ради истины. В тот день Он скажет «будь», и это сбудется. Его слово есть истина. Ему одному будет принадлежать власть в тот день, когда подуют в рог. Он знает сокровенное и явное, и Он мудрый, ведающий. Вот Ибрахим сказал своему отцу Азару: «Неужели ты считаешь идолов богами? Я вижу, что ты и твой народ находитесь в очевидном заблуждении». Так мы показали Ибрахиму царство небес и земли, дабы стал он одним из убежденных. Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел светило и сказал: «Вот мой Господь». Когда же оно закатилось, он сказал: «Я не люблю тех, кто закатывается». Когда он увидел восходящую луну, то сказал: «Вот мой Господь». Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из заблудших людей». Когда он увидел восходящее солнце, то сказал: «Вот мой Господь, оно больше других». Когда же оно зашло, он сказал: «О мой народ, я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи». Будучи ханифом, я обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю,
и я не принадлежу к многобожникам». Его народ стал припираться с ним, и тогда он сказал: «Неужели вы станете припираться со мной относительно Аллаха, в то время как Он наставил меня на прямой путь? И я не боюсь тех, кого вы приобщаете в сотоварищи к Нему, ибо не навредят они мне, если только мой Господь не пожелает этого. Мой Господь объемлет знанием всякую вещь. Неужели вы не вразумитесь? Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал вам никакого доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете? Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности и следуют прямым путем. Таковы наши доводы, которые мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Поистине, Твой Господь мудрый, знающий. Мы даровали ему Исхака и Якуба. Мы повели их обоих прямым путем. Еще раньше мы повели прямым путем Нуха, а из его потомков Дауда, Сулеймана, Айюба, Юсуфа, Мусу и Харуна. Таким образом мы воздаем творящим добро. А также Закарию, Яхью, Ису и Ильяса. Все они были из числа праведников. А также Исмаиля, Альясу, Юнуса и Лута. Всех их мы превознесли над мирами. А также некоторых из их отцов, потомков и братьев. Мы избрали их и наставили на прямой путь. Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем тех из своих рабов, кого пожелает. Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. Это те, кому мы дали Писание, мудрость и пророчество. И даже если они не уверуют в это, мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими. Это те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Скажи: я не прошу у вас вознаграждения за него. Это не что иное, как напоминание для миров. Они не оценили Аллаха должным образом, сказав: Аллах ничего не ниспосылал человеку. Скажи: кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса, и которые вы превратили в отдельные листы, показывая некоторые из них и скрывая многие другие? А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы. Скажи: Аллах. Затем оставь их забавляться, принимаясь за грехи. Это благословенное Писание, которое мы ниспослали, и которое подтверждает то, что было до него, чтобы ты предостерег мать селений и тех, кто вокруг нее. Те, которые веруют в последнюю жизнь, веруют в Коран и бережливо относятся к своим молитвам. Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или говорит: «Мне дано откровение», хотя никакого откровения ему не дано, или говорит: «Я ниспошлю подобное тому, что ниспослал Аллах». Если бы ты видел несправедливых, когда они находятся в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки: «Отдайте свои души». Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями. Вы явились к нам одинокими, какими мы сотворили вас в первый раз, и оставили позади себя то, чем мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали. Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает живое из мертвого и извлекает мертвое из живого.
Таков Аллах. До чего же вы отвращены от истины? Он раскрывает утреннюю зарю. Он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну для исчисления. Таково установление могущественного, знающего. Он тот, кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей знающих. Он тот, кто сотворил вас из одной души. Для вас есть место пребывания на земле или в утробах матерей, и место хранения в могилах или чреслах отцов. Мы уже разъяснили знамения для людей понимающих. Он тот, кто ниспослал с неба воду. Посредством нее мы взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зеленые травы, а из них расположенные одно на другом зерна. На финиковых пальмах из завязей вырастают свисающие низко гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходство и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Поистине, в этом знамение для людей верующих. Они приобщили к Аллаху в сотоварищи джиннов, а ведь Он создал их. Они выдумали для Него сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания. Свят Он и превыше того, что они приписывают Ему. Он – Созидатель небес и земли. Как может быть у Него сын, если у Него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем. Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему. Он является попечителем и хранителем всякой вещи. Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры. Он проницательный, ведающий. Скажи, к вам уже явились наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слепым, тот навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем. Вот так мы излагаем различным образом аяты, чтобы они сказали: «Ты обучился этому», и чтобы мы разъяснили его для людей знающих. Следуй тому, что дано тебе через откровение от твоего Господа. Нет божества, кроме Него, и отвернись от многобожников. Если бы Аллах пожелал, то они не предавали бы Ему сотоварищей. Мы не назначили тебя их хранителем, и ты не смотритель над ними. Не оскорбляйте тех, кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству. Так мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что они совершали. Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что если к ним явится знамение, они непременно уверуют в него. Скажи: знамение у Аллаха. И откуда вам знать, что они не уверуют, если даже оно придет к ним? Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их слепо скитаться в своем беззаконии. Даже если бы мы не спаслали им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и мы собрали бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал Аллах. Однако большинство их не ведает об этом. Так мы определили для каждого пророка врагов, шайтанов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу приукрашенные слова обольщения. Если бы твой Господь пожелал, они бы не поступали так. Оставь же их вместе с их измышлениями. Мы сделали так, чтобы к этим словам склонялись сердца тех, которые не верят в последнюю жизнь, и чтобы они довольствовались ими и совершали то, что они совершают. Скажи: неужели я пожелаю иного судью помимо Аллаха, в
то время как Он ниспослал вам Писание, подробно разъяснив его. Те, кому мы дали Писание, знают, что оно ниспослано от твоего Господа с истиной, посему не будь в числе тех, кто сомневается. Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо. Никто не изменит его слов. Он слышащий, знающий. Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они лишь следуют предположениям, и они лишь строят домыслы. Поистине твоему Господу лучше знать, кто сбивается с его пути. Ему также лучше знать, кто следует прямым путем. Ешьте же из того, над чем произнесено имя Аллаха, если вы веруете в его знамение. Почему вам не есть из того, над чем произнесено имя Аллаха, в то время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому? Поистине многие вводят других в заблуждение своими собственными желаниями, без всякого знания. Поистине, твоему Господу лучше знать преступников. Оставьте грехи очевидные и сокрытые. Поистине те, которые совершают грех, получат наказание за то, что они совершали. Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Поистине шайтаны внушают своим близким припираться с вами. Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками. Разве тот, кто был мертвецом, и мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим представляется прекрасным то, что они совершают. Вот так в каждом селении мы сделали старейшинами грешников, чтобы они строили там козни. Однако они строят козни только против самих себя, но не ощущают этого. Когда им явилось знамение, они сказали: «Мы не уверуем, пока не получим то, что получили посланники Аллаха. Аллах лучше знает, куда поместить свое послание». Грешников же постигнет унижение перед Аллахом и тяжкие мучения за то, что они строили козни. Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо. Так Аллах насылает скверну на тех, кто не верует. Таков прямой путь твоего Господа. Мы уже подробно разъяснили знамения для людей поминающих. Им уготована обитель мира и благополучия у их Господа. Он является их покровителем благодаря тому, что они совершали. В тот день Он соберет их вместе. О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей. Их помощники из числа людей скажут: «Господь наш, одни из нас использовали других, и мы достигли нашего срока, который Ты назначил нам». Он скажет: «Огонь будет вашей обителью. Вы пребудете в нем вечно, если только Аллах не пожелает иначе. Поистине, твой Господь мудрый, знающий». Так мы позволяем одним несправедливым править другими за то, что они приобретают. Мы скажем: «О сонмище джиннов и людей! Разве к вам не приходили посланники из вашего числа, которые читали вам мои аяты и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?» Они скажут: «Мы свидетельствуем против самих себя». Ближняя жизнь обольстила их, и они принесут свидетельство против самих себя о том, что были неверующими. Это произойдет потому, что твой Господь не губит города несправедливо, пока их жители пребывают в неведении. Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили. Не пренебрегает Господь твой тем, что они совершают. Господь твой богат и обладает милостью.
Если Он пожелает, то уничтожит вас и сделает вашими преемниками, кого пожелает, подобно тому, как Он сотворил вас из потомства других людей. Поистине, обещанное вам наступит, и вы не сможете избежать этого. Скажи, о мой народ, действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Вы узнаете, кому достанется последняя обитель. Поистине не преуспеют несправедливые. Они предназначают Аллаху долю того, что Он вырастил из посевов и скота, и по своему разумению говорят: это Аллаху, а это сотоварищам. То, что предназначено сотоварищам, не попадает Аллаху, а то, что предназначено Аллаху, попадает сотоварищам. Скверно то, что они решают. Так многим многобожникам их сотоварищи представили прекрасным убийство детей, дабы погубить их и сделать запутанной их религию. Если бы Аллах пожелал, они не поступали бы так. Оставь же их вместе с их измышлениями. На основании своих предположений они говорят: эта скотина и эти посевы запретны. Питаться ими может только тот, кому мы позволим. На одной скотине они запрещают ездить верхом и возить грузы, а над другой скотиной они не произносят имени Аллаха, возводя навет на него. Он воздаст им за то, что они измышляют. Они говорят: то, что находится в утробах этой скотины, дозволено нашим мужчинам и запрещено нашим женам. Если же он рождается мертвым, то все они получают право на него. Аллах воздаст им за то, что они приписывали, ведь Он мудрый, знающий. Понесли урон те, которые убивали своих детей по глупости, без всякого знания, и запрещали то, чем наделял их Аллах, возводя навет на Аллаха. Они впали в заблуждение и не последовали прямым путем. Он тот, кто создал сады на трильяжах и без трильяжей, финиковые пальмы и злаки с различным вкусом, оливки и гранаты, имеющие сходство и различия. Вкушайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте должное от урожая в день уборки, но не излишествуйте, ведь Он не любит тех, кто излишествует. Среди скотины есть предназначенное для перевозки и не предназначенное для этого. Ешьте из того, чем вас наделил Аллах, и не следуйте по стопам шайтана, ведь он ваш явный враг. 8 особей, пара овец и пара коз. Скажи, он запретил самцов или самок, или же то, что находится в утробах самок? Поведайте мне, опираясь на знание, если вы говорите правду. Еще пара верблюдов и пара крупного рогатого скота. Скажи, он запретил самцов или самок, или же то, что находится в утробах самок, или же вы присутствовали, когда Аллах заповедал вам это? Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы ввести людей в заблуждение без всякого знания? Поистине, Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. Скажи, в том, что внушено мне, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину и пролитую кровь, и мясо свиньи, ибо оно скверное, и то, что было нечестиво зарезано, не с именем Аллаха. А если кто вынужден съесть запретное, не желая этого и не приступая предела необходимого, то ведь Аллах прощающий, милующий. Исповедующим иудаизм мы запретили всех животных с нераздвоенным копытом. Мы запретили им сало коров и овец, кроме того, что находится на спинном хребте и внутренностях, или смешалось с костями. Так мы наказали их за их бесчинство. Поистине, мы правдивы. Если они сочтут тебя лжецом, то скажи: ваш Господь обладает обширной милостью, но Его наказание невозможно отвратить от грешных людей. Многобожники скажут: если бы Аллах пожелал,
то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего. Также считали лжецами посланников те, которые были до них, пока они не вкусили наше наказание. Скажи, есть ли у вас какое-либо знание, которое вы можете представить нам? Вы всего лишь следуете предположениям, и вы лишь строите домыслы. Скажи, у Аллаха убедительное доказательство. Если бы Он пожелал, то повел бы всех вас прямым путем. Скажи, приведите ваших свидетелей, которые засвидетельствуют, что Аллах запретил это. Если даже они станут свидетельствовать, ты не свидетельствуй вместе с ними и не потакай желанием тех, которые считали ложью наши знамения, которые не веруют в последнюю жизнь и равняют других со своим Господом. Скажи, придите, и я прочту вам то, что запретил вам Господь ваш. Никого не приобщайте в сотоварищи к Нему, и делайте добро родителям. И не убивайте ваших детей, опасаясь нищеты. Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. И не приближайтесь к мерзким поступкам, ни к явным из них, ни к сокрытым. И не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать без права на то. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы уразумеете. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека больше, чем он может осилить. Когда вы говорите свое слово, будьте справедливы, даже если это касается вашего родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы вразумитесь. Таков мой прямой путь. Следуйте им и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедал вам это. Быть может, вы будете богобоязненны. Мы также дали Мусе Писание в завершение милости к тому, кто был добродетелен, как разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость, дабы они уверовали во встречу со своим Господом. Это благословенное Писание, которое мы ниспослали. Следуйте же ему и будьте богобоязненны. Быть может, вас помилуют. Мы ниспослали его, чтобы вы не говорили: Писание было ниспослано только 2 общинам до нас, и мы ничего не знали о том, что они изучали. Или чтобы вы не говорили: если бы нам было ниспослано Писание, то мы придерживались бы прямого пути лучше, чем они. До вас уже дошли ясный довод от вашего Господа, верное руководство и милость. Кто же несправедливее того, кто считает ложью знамения Аллаха и отвращается от них? Мы воздадим тем, кто отвращается от наших знамений, тяжкими мучениями за то, что они отвращались. Неужели они ожидают чего-либо, помимо того, что к ним явятся ангелы, или явится твой Господь, или явятся некоторые из знамений твоего Господа? В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. Скажи: ждите, и мы тоже подождем. Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на группы. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том, что они совершали. Кто явится с добрым деянием, тот получит 10-кратное воздаяние, а кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо. Скажи: поистине мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную религию, веру Ибрахима. Он был ханифом и не был из числа многобожников. Скажи: поистине
моя молитва и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у него сотоварищей. Это мне велено, и я первый из мусульман. Скажи, неужели я стану искать другого Господа помимо Аллаха, в то время как Он – Господь всякой вещи? Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна обремененная душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях. Он тот, кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Поистине твой Господь скор в наказании. Поистине Он прощающий, милующий. Сура 7. Аль-Араф. Ограды. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф, лям, мим, сад. Это Писание ниспослано тебе, и пусть твоя грудь не сжимается от него, чтобы ты увещевал им и как напоминание для верующих. Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными покровителями помимо Него. Мало же вы вразумляетесь. Сколько же селений мы погубили! Наше наказание поражало их ночью или во время полуденного отдыха. А когда наше наказание поражало их, они лишь говорили: «Поистине мы были несправедливы». Мы непременно спросим тех, кому были отправлены посланники, и непременно спросим самих посланников. Мы непременно расскажем им об их деяниях на основании знания. Мы никогда не отсутствовали. В тот день взвешивать будут правильно. Те, чья чаша весов будет перевешивать, окажутся преуспевшими. Те же, чья чаша весов окажется легче, потеряют самих себя, поскольку они были несправедливы к нашим знамениям. Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к существованию. Как же мала ваша благодарность! Мы сотворили вас, потом придали вам облик. Потом мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис не был в числе поклонившихся. Аллах сказал: «Что помешало тебе пасть ниц, когда я приказал тебе?» Иблис сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его из глины». Аллах сказал: «Не свергнись отсюда. Негоже тебе превозноситься здесь. Изыди, ибо отныне ты один из униженных». Иблис сказал: «Отсрочь мне до того дня, когда они будут воскрешены». Аллах сказал: «Поистине ты один из получивших отсрочку». Иблис сказал: «За то, что ты совратил меня, я непременно засяду против них на твоем пути, а потом буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и ты не найдешь большинство из них благодарными». Аллах сказал: «Выйди отсюда презренным и отверженным. А если кто из них последует за тобой, то я заполню гиенну всеми вами. О Адам, поселись в раю вместе со своей супругой. Ешьте, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то станете одними из несправедливых». Шайтан стал нашептывать им обоим, чтобы обнажить их срамные места, которые были сокрыты от них. Он сказал им: «Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными». Он поклялся им: «Поистине я для вас искренний доброжелатель». Он не низвел их обманом, и когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья. Тогда Господь их воззвал к ним:
разве я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что шайтан – ваш явный враг? Они сказали: Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе. И если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон. Аллах сказал: не свергнитесь и будьте врагами друг другу. На земле будут для вас пристанище и благо на некоторое время. Аллах сказал: на ней вы будете жить, на ней будете умирать, и из нее будете выведены. О сыны Адама, мы не спаслали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения. Однако одеяние из богобоязненности лучше. Таково одно из знамений Аллаха. Быть может, они вразумятся. О сыны Адама, не позволяйте шайтану совратить вас, подобно тому, как он вывел из рая ваших родителей. Он сорвал с них одежды, чтобы показать им их срамные места. Поистине, он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их не видите. Поистине, мы сделали шайтанов помощниками тех, которые не веруют. Когда они совершают мерзость, они говорят: мы видели, что наши отцы поступали таким образом. Аллах повелел нам это. Скажи: Аллах не велит совершать мерзость. Неужели вы станете наговаривать на Аллаха то, чего не знаете? Скажи: мой Господь велел поступать справедливо. Обращайте к Нему лица в любом месте поклонения и взывайте к Нему, очищая перед Ним веру. Он сотворил вас изначально, и также вы будете возвращены. Он одних наставил на прямой путь, а другим заслуженно предписал заблуждение. Они сочли шайтанов своими помощниками вместо Аллаха и полагают, что следуют прямым путем. О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Он не любит тех, кто излишествует. Скажи: кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал своим рабам, и прекрасный удел? Скажи: в ближней жизни они для тех, кто уверовал, а в день воскресения они будут исключительно для них. Так мы разъясняем знамения людям знающим. Скажи: мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. Для каждой общины есть свой срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час. О сыны Адама, если к вам придут посланники из вашей среды, читая вам мои аяты, то всякий, кто станет богобоязненным и исправит свои деяния, не познает страха и не будет опечален. А те, которые сочтут ложью наши аяты и превознесутся над ними, станут обитателями огня и пребудут там вечно. Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет или считает ложью его знамения? Они получат удел, отведенный им в Писании. Когда же к ним явятся наши посланцы, чтобы умертвить их, они скажут: где те, кому вы взывали вместо Аллаха? Они скажут: они бросили нас. Они принесут свидетельство против самих себя о том, что они были неверующими. Аллах скажет: войдите в огонь вместе с народами из числа джиннов и людей, которые прожили до вас. Каждый раз, когда один народ будет входить туда, он будет проклинать родственный ему народ. Когда же они будут собраны там вместе, то последние из них скажут о первых: Господь наш, это они ввели нас в заблуждение. Удвой же их мучения в огне. Он скажет: всем воздастся вдвойне.
но вы не знаете этого. Тогда первые из них скажут последним: вы не были лучше нас, посему вкусите наказание за то, что вы приобретали. Поистине, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так мы воздаем грешникам. Их ложа будут из гиенны, а над ними будут покрывала. Так мы воздаем несправедливым. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут обитателями рая и пребудут там вечно. Мы не возлагаем на человека больше, чем он может осилить. Мы исторгнем злобу из их сердец, и под ними будут протекать реки. Они скажут: «Хвала Аллаху, который привел нас к этому». Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас. И посланники Господа нашего принесли истину. Им будет возвещено: вот рай, который вы унаследовали за то, что совершали. Обитатели рая воззовут к обитателям огня: мы уже убедились в том, что обещанное нам нашим Господом истина. Убедились ли вы в том, что обещанное вашим Господом истина? Они скажут: да. Тогда глашатай возвестит среди них: да пребудет проклятие Аллаха над несправедливыми, которые сбивали других с пути Аллаха, пытались исказить его и не верили в последнюю жизнь. Между ними будет изгородь, а на оградах будут люди, которые распознают каждого из них по их признакам. Они воззовут к обитателям рая: мир вам. Они пока не войдут в рай, хотя будут желать этого. Когда же их взоры обратятся к обитателям огня, они скажут: Господь наш, не помещай нас с людьми несправедливыми. Люди на оградах обратятся к мужчинам, которых они узнают по их признакам, и скажут: не помогло вам то, что вы собирали, и ваше высокомерие. Разве это не те, о которых вы клялись, что Аллах никогда не проявит к ним милости? Им будет сказано: войдите в рай, вы не познаете страха и не будете опечалены. Обитатели огня воззовут к обитателям рая: пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах. Они скажут: Аллах запретил это для неверующих. Которые обратили свою религию в потеху и игру и обольстились ближней жизнью. Сегодня мы предадим их забвению, как они предали забвению встречу в этот день и отвергли наши знамения. Мы принесли им Писание, которое разъяснили на основании знания, как верное руководство и милость для верующих людей. Неужели они ждут чего-либо, кроме исполнения этого? В тот день, когда это исполнится, те, которые прежде предали его забвению, скажут: посланники нашего Господа принесли истину. Найдутся ли для нас заступники, которые заступились бы за нас? И не вернут ли нас обратно, чтобы мы поступали не так, как поступали прежде? Они потеряют самих себя, и покинет их то, что они измышляли. Поистине ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю за 6 дней, а потом возвысился на троне. Он покрывает ночью день, который поспешно следует за ней. Солнце и луна и звезды подчинены вашим интересам по Его воле. Знайте же, что только Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров. Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Поистине Он не любит преступников. Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Поистине, милость Аллаха близка к творящим добро. Он тот, кто направляет ветры добрыми вестниками своей милости.
Когда же они приносят тяжелые облака, мы пригоняем их к мертвой земле, проливаем воду и посредством этого взращиваем всевозможные плоды. Также мы воскрешаем мертвых. Быть может, вы вразумитесь. На хорошей земле растения растут по воле ее Господа, а на плохой земле они растут с трудом. Так мы разъясняем знамения для благодарных людей. Мы послали Нуха к его народу, и он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества, кроме Него. Я боюсь, что вас постигнут мучения в великий день». Знатные люди из его народа сказали: «Мы видим, что ты в очевидном заблуждении». Он сказал: «О мой народ, я не заблуждаюсь, напротив, я посланник Господа миров. Я сообщаю вам послание моего Господа и даю вам искренние советы. Я знаю от Аллаха то, чего вы не знаете. Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа явилось к вам через мужчину из вашей среды, чтобы он предостерег вас и чтобы вы стали богобоязненны? Быть может, тогда вас помилуют. Они сочли его лжецом, а мы спасли его и тех, кто был с ним в ковчеге, и потопили тех, кто счел ложью наши знамения. Поистине, они были слепыми людьми. Мы отправили к адитам их брата Худа. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не будете богобоязненны?» Знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: «Мы видим, что ты глупец, и считаем тебя одним из лжецов». Он сказал: «О мой народ, не глупец я, а посланник Господа миров. Я доношу до вас послание от вашего Господа, и я для вас надежный и добрый советчик. Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа дошло до вас через мужчину, который является одним из вас, чтобы он предостерег вас? Помните, как он сделал вас преемниками народа Нуха и сделал вас еще более рослыми. Помните милости Аллаха, быть может, вы преуспеете». Они сказали: «Неужели ты пришел к нам для того, чтобы мы поклонялись одному Аллаху и отреклись от того, чему поклонялись наши отцы? Не спошли нам то, чем ты угрожаешь, если ты говоришь правду». Он сказал: «Наказание и гнев вашего Господа уже поразили вас. Неужели вы станете пререкаться со мной относительно имен, которые придумали вы и ваши отцы? Аллах не ниспосылал о них никакого доказательства. Ждите, и я подожду вместе с вами. Мы спасли его и тех, кто был с ним по своей милости, и искоренили тех, которые сочли ложью наши знамения и не стали верующими. Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. До вас уже дошел ясный довод от вашего Господа. Это верблюдица Аллаха, знамение для вас. Позвольте ей пастись на земле Аллаха и не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут мучительные страдания. Помните, как Он сделал вас преемниками адитов и расселил вас на земле, на равнинах которой вы воздвигаете дворцы, а в горах высекаете жилища. Помните милости Аллаха и не злодействуйте на земле, распространяя нечестие». Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали тем, кого притесняли, уверовавшим из их числа: «Знаете ли вы, что Салих послан своим Господом?» Они сказали: «Мы веруем в то, с чем он послан». Те, которые превозносились, сказали: «А мы отказываемся уверовать в то, во что уверовали вы». Они подрезали верблюдице поджилки, превознеслись над повелениями своего Господа и сказали: «О Салих,
Не спошли нам то, чем ты угрожаешь, если ты действительно являешься одним из посланников». Их поразило землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. Он отвернулся от них и сказал: «О мой народ, я донес до вас послание моего Господа и искренне желал вам добра, но вы не любите тех, кто желает вам добра. Мы отправили Лута, и он сказал своему народу: неужели вы станете совершать мерзость, которую до вас не совершал никто из миров? В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин. Поистине, вы народ излишествующий». В ответ его народ лишь сказал: «Прогоните их из вашего селения. Поистине, эти люди хотят очиститься». Мы спасли его и его семью, кроме жены, которая оказалась в числе оставшихся позади. Мы пролили на них дождь. Посмотри же, каким был конец грешников. Мы отправили к мадианитам их брата Шуайба. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. До вас уже дошел ясный довод от вашего Господа. Наполняйте же меру и весы сполна, не придерживайте имущество людей и не распространяйте нечестие на земле после того, как на ней наведен порядок. Так будет лучше для вас, если только вы верующие. Не садитесь на дорогах, угрожая и сбивая с пути Аллаха тех, кто уверовал в Него, и пытаясь исказить Его. Помните, что вас было мало, а Он приумножил ваше число. Посмотрите же, каким был конец злодеев. Если одна часть из вас уверовала в то, с чем я послан, а другая не уверовала, то потерпите, пока Аллах не рассудит между нами, ибо Он наилучший из судей». Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали: «О Шуайб, мы непременно изгоним тебя и тех, кто уверовал вместе с тобой из нашего города. Или же ты вернешься в нашу религию». Шуайб сказал: «Даже если это ненавистно нам, мы возведем навет на Аллаха, если вернемся в вашу религию после того, как Аллах спас нас от нее. Не бывать тому, чтобы мы вернулись в вашу религию, если только этого не пожелает Аллах, наш Господь. Наш Господь объемлет знанием всякую вещь. Мы уповаем только на Аллаха. Господь наш, рассуди между нами и нашим народом по справедливости, ведь Ты наилучший из судей». Знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: «Если вы последуете за Шуайбом, то непременно окажетесь в числе потерпевших урон». Их постигло землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. Те, которые сочли Шуайба лжецом, словно никогда не жили там. Те, которые сочли Шуайба лжецом, сами оказались потерпевшими убыток. Он отвернулся от них и сказал: «О мой народ, я донес до вас послание моего Господа и искренне желал вам добра. Как я могу печалиться о неверующих людях? В какое бы селение мы ни отправляли пророка, мы непременно насылали на его жителей нужду и болезни, чтобы они смирились. Затем мы заменяли зло добром, и тогда они начинали благоденствовать и говорили: наших отцов также касались невзгоды и радости. Мы хватали их внезапно, когда они даже не помышляли об этом. Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и мы схватили их за то, что они приобретали. Неужели жители селений не опасались того, что наше наказание постигнет их ночью, когда они спят? Неужели жители селений не опасались того, что наше наказание постигнет их утром, когда они забавляются? Неужели они не опасались хитрости Аллаха?
Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток. Разве не ясно тем, которые унаследовали землю от ее прежних жителей, что если бы мы пожелали, то покарали бы их за грехи? Мы запечатываем их сердца, и они не способны слышать. Мы рассказываем тебе повествование об этих селениях. Их посланники привели им ясные доводы, но они не уверовали в то, что они прежде сочли ложью. Так Аллах запечатывает сердца неверующих. Большинство из них мы не нашли верными завету. Поистине, мы нашли большинство из них нечестивцами. После них мы отправили Мусу с нашими знамениями к фараону и его знати, но они поступили с ними несправедливо. Посмотри же, каким был конец распространявших нечестие. Муса сказал: «О фараон, я посланник от Господа миров. Мне полагается говорить об Аллахе только правду. Я привел вам ясный довод от вашего Господа. Пошли же со мной сынов Исраиля». Он сказал: «Если ты принес знамение, то покажи его, если ты говоришь правду». Он бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Затем он вытащил руку, и она стала белой для тех, кто смотрел на нее. Знать из народа фараона сказала: «Поистине он знающий колдун. Он хочет вывести вас из вашей страны. Что же вы посоветуете?» Они сказали: «Повремени с ним и его братом», и разошли по городам сборщиков, чтобы они привели к тебе всех знающих колдунов. Колдуны пришли к фараону и сказали: «Если мы одержим верх, то нам полагается вознаграждение». Он сказал: «Да, вы станете одними из приближенных». Они сказали: «О Муса, либо ты бросишь, либо бросим мы». Он сказал: «Бросайте». Когда же они бросили, то очаровали взоры людей, вселили в них страх и явили великое колдовство. Мы внушили Мусе: «Брось свой посох». И вот змея стала заглатывать то, что они измыслили. Истина подтвердилась, и тщетным оказалось то, что они совершали. Они были повержены там и вернулись униженными. Колдуны пали ниц и сказали: «Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна». Фараон сказал: «Вы уверовали в него без моего дозволения? Поистине, это козни, которые вы задумали в городе, чтобы изгнать из него его жителей. Но скоро вы узнаете. Я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем распну вас всех». Они сказали: «Поистине, мы возвращаемся к нашему Господу. Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамение нашего Господа, когда они явились к нам. Господь наш, ниспошли нам терпение и умертви нас мусульманами». Знатные люди из народа фараона сказали: «Неужели ты позволишь Мусе и его народу распространять на земле нечестие и отречься от тебя и твоих богов?» Он сказал: «Мы будем убивать их сыновей и оставлять в живых их женщин. Мы обладаем непоколебимой властью над ними». Муса сказал своему народу: «Просите помощи у Аллаха и терпите. Поистине, земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из своих рабов, кому пожелает, и благой конец уготован богобоязненным». Они сказали: «Нам причиняли страдания до того, как ты явился к нам, и причиняют их после твоего пришествия». Он сказал: «Может быть, ваш Господь погубит вашего врага и сделает вас их преемниками на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать». Мы поразили семейство фараона засушливыми годами и неурожаем плодов. Быть может, они вразумятся. Когда их постигало добро, они говорили: «Это для нас». А когда их постигало зло,
они связывали его с Мусой и теми, кто был с ним. Знайте же, что их дурные предзнаменования у Аллаха, но большинство из них не знают этого. Они сказали: какие бы знамения ты ни показывал, чтобы заворожить нас ими, мы не поверим тебе. Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь, различные знамения. Однако они возгордились, они были народом грешным. Когда наказание поражало их, они говорили: «О Муса, помолись за нас твоему Господу о том, что Он обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания, то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Израиля». Когда же мы избавляли их от наказания до определенного срока, которого они непременно должны были достичь, они нарушали обещание. Мы отомстили им и потопили их в море за то, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегали ими. Мы сделали тех, кого притесняли, наследниками восточных и западных земель, которые мы благословили. Сбылось прекрасное слово твоего Господа о сынах Израиля, поскольку они проявили терпение. Мы разрушили то, что содеяли фараон и его народ, и что они воздвигали. Мы переправили сынов Израиля через море, и они прибыли к народу, который был предан своим идолам. Они сказали: «О Муса, сделай нам божество такое же, как у них». Он сказал: «Поистине, вы невежественные люди». У этих людей погублено будет то, что они исповедуют, и тщетно будет то, что они совершают. Он сказал: «Неужели я стану искать для вас другое божество, кроме Аллаха, который возвысил вас над мирами? Вот мы спасли вас от рода фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием от вашего Господа. Мы определили Мусе 30 ночей и добавили к ним еще 10, и поэтому срок его Господа составил 40 ночей. Муса сказал своему брату Харуну: «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие». Когда же Муса пришел к назначенному нами сроку и месту, и Господь его заговорил с ним, он сказал: «Господи, покажись мне, чтобы я взглянул на тебя». Он сказал: «Ты не увидишь меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, ты увидишь меня». Показавшись горе, Господь его превратил ее в песок, а Муса упал без сознания. Придя в себя, он сказал: «Свят ты, я раскаиваюсь перед тобой, и я первый из верующих». Он сказал: «О Муса, я возвысил тебя над людьми благодаря своему посланию и своему разговору. Посему возьми то, что я дал тебе, и будь одним из благодарных». Мы написали для него на скрижалях увещевание о всякой вещи и разъяснение всего сущего. Держи их крепко и вели твоему народу следовать наилучшему из этого. Я покажу вам обитель нечестивцев. Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле без всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они увидят правый путь, то не последуют этим путем. А если они увидят путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. Деяния тех, которые сочли ложью наши знамения и встречу в последней жизни, окажутся тщетными. Разве им не воздастся только за то, что они совершали? В отсутствие Мусы его народ сделал из своих украшений изваяние тельца, который мычал. Разве они не видели, что он не разговаривал с ними и не вел их прямым путем? Они стали поклоняться ему. Они были несправедливы.
Когда же они пожалели о содеянном и увидели, что впали в заблуждение, то сказали: «Если наш Господь не смилостивится над нами и не простит нас, то мы непременно окажемся в числе потерпевших убыток». Когда Муса вернулся к своему народу, он разгневался и опечалился. Он сказал: «Скверно то, что вы совершили в мое отсутствие. Неужели вы хотели опередить повеление вашего Господа?» Он бросил скрижали, схватил своего брата за голову и потянул его к себе. Тот сказал: «О сын моей матери! Поистине люди сочли меня слабым и готовы были убить меня. Не давай врагам повода злорадствовать и не причисляй меня к несправедливым людям». Он сказал: «Господи, прости меня и моего брата и введи нас в свою милость, ибо Ты самый милостивый из милующих». На тех, которые стали поклоняться Тельцу, падут гнев их Господа и унижение в ближней жизни. Так мы воздаем тем, кто измышляет ложь. А если кто совершил злодеяние, а затем раскаялся и уверовал, то ведь твой Господь после всего этого прощающий, милующий. Когда гнев Мусы смолк, он взял скрижали, на которых были начертаны верное руководство и милость для тех, кто боится своего Господа. Муса отобрал из своего народа 70 мужей для назначенного нами срока и места. Когда же их поразило землетрясение, он сказал: «Господи, если бы Ты пожелал, то погубил бы их прежде вместе со мной. Неужели Ты погубишь нас за то, что совершили глупцы из нас? Поистине это является всего лишь Твоим искушением, посредством которого Ты вводишь в заблуждение, кого пожелаешь, и ведешь прямым путем, кого пожелаешь. Ты наш покровитель. Прости же нас и помилуй, ибо Ты наилучший из прощающих. Предпиши для нас добро в этом мире и в последней жизни, ибо мы возвращаемся к Тебе». Он сказал: «Я поражаю своим наказанием, кого пожелаю, а моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязненны, станут платить закят и уверуют в наши знамения, которые последуют за посланником, неграмотным пророком, запись о котором они найдут в Торе и Евангелии. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в Него, станут почитать Его, окажут Ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с Ним светом, непременно преуспеют. Скажи: о люди, я посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет божества, кроме Него. Он воскрешает и умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его посланника, неграмотного пророка, который уверовал в Аллаха и Его слова. Последуйте за Ним, дабы вы последовали прямым путем. Среди народа Мусы есть люди, которые истинно указывают путь и устанавливают справедливость. Мы разделили их на 12 колен, родов. Когда же его народ попросил его напоить их, мы внушили Мусе: ударь своим посохом по камню. Из него потекли 12 ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Мы осенили их облаками и ниспослали им манну и перепелов. Ешьте благое из того, чем мы наделили вас. Они не были несправедливы к нам, они были несправедливы только к себе. Вот им было сказано: поселитесь в этом городе и ешьте там, где пожелаете. Скажите: прости нас, и войдите во врата, поклонившись. Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро. Несправедливые из них заменили сказанное им слово другим
и мы не спаслали на них наказание с небес за то, что они поступали несправедливо. Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку по субботам рыбы приплывали к ним открыто и не приплывали в другие дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. Вот некоторые из них сказали: «Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?» Они сказали, чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они будут богобоязненны. Когда они забыли то, что им напоминали, мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли несправедливых ужасным мучениям за то, что они поступали нечестиво. Когда они превознеслись над тем, что им было запрещено, мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными». Вот твой Господь возвестил, что Он непременно будет насылать на них до дня воскресения тех, кто будет подвергать их ужасным мучениям. Поистине, твой Господь скор в наказании. Поистине Он прощающий, милующий. Мы разбросали их по земле общинами. Среди них есть и праведные, и не только праведные. Мы подвергли их испытанию добром и злом. Быть может, они вернутся на прямой путь. Их преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание. Они схватились за благо этой жалкой жизни и сказали: «Мы будем прощены». Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Разве с ними не был заключен завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в Писании. Обитель последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете? Если кто придерживается Писания и творит молитву, то ведь мы не теряем вознаграждение тех, кто наводит порядок. Вот мы подняли над ними гору, словно тучу, и они подумали, что она упадет на них. Крепко держитесь за то, что мы дали вам, и помните то, что содержится в нем. Быть может, вы будете богобоязненны. Вот твой Господь вынул из чресел сынов Адама их потомков и заставил их засвидетельствовать против самих себя: «Разве я не ваш Господь?» Они сказали: «Да, мы свидетельствуем». Это для того, чтобы в день воскресения вы не говорили: «Мы не знали этого». Или же не говорили: «Наши отцы были многобожниками раньше нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели ты погубишь нас за то, что совершили приверженцы лжи?» Так мы разъясняем знамения. Быть может, они вернутся на прямой путь. Прочти им историю о том, кому мы дали наши знамения, а он отверг их. Шайтан настиг его и подчинил себе, и стал он одним из заблудших. Если бы мы пожелали, то возвысили бы его посредством них. Однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Он уподобился собаке. Она высовывает язык, и когда прогонишь ее, и когда оставляешь ее в покое. Такова притча о тех, которые считают ложью наши знамения. Рассказывай эти истории, быть может, они поразмыслят. Нехорошо сравнение с людьми, которые считают ложью наши знамения и поступают несправедливо по отношению к себе. Кого Аллах ведет прямым путем, тот идет им, а кого Аллах вводит в заблуждение, те терпят убыток. Мы сотворили для гиенны много джиннов и людей. У них сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но еще более заблудшие. Они — суть беспечные. У Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их
и оставьте тех, которые уклоняются от истины в отношении Его имен. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали. Среди наших творений есть община, которая истинно указывает путь и устанавливает справедливость. А тех, которые считают ложью наше знамение, мы завлечем так, что они даже не осознают этого. Я отсрочиваю им. Поистине, хитрость моя несокрушима. Неужели они не размышляют? Их товарищ не является бесноватым. Он никто иной, как разъясняющий и предостерегающий увещеватель. Неужели они не вглядываются в царствие небес и земли и не задумываются над тем, что сотворил Аллах, и что их срок, быть может, уже близок? В какой же рассказ после этого они уверуют? Кого Аллах ввел в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Он оставляет их слепо скитаться в своем беззаконии. Они спрашивают тебя о судном часе, когда он наступит. Скажи, поистине, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время Его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он наступит не иначе, как внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, поистине, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого. Скажи, я не властен ни принести себе пользу, ни причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник для верующих людей. Он тот, кто сотворил вас из одного человека. Он создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой. Когда же он вступил с ней в близость, она понесла легкое бремя и ходила с ним. Когда же она отяжелела от бремени, они вдвоем воззвали к Аллаху, своему Господу: «Если ты даруешь нам праведного ребенка, то мы непременно будем в числе благодарных». Когда же он даровал им обоим праведного ребенка, они стали приобщать к нему сотоварищей в том, чем он одарил их. Аллах превыше того, что они приобщают в сотоварищи. Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, тогда как сами были сотворены? Которые не способны оказать им поддержку и не способны помочь даже самим себе? Если вы призовете их на прямой путь, они не последуют за вами. Для вас все равно, будете вы их призывать или будете молчать. Те, к кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами, подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы говорите правду. Есть ли у них ноги, на которых они ходят? Или у них есть руки, которыми они хватают? Или у них есть глаза, которыми они видят? Или у них есть уши, которыми они слышат? Скажи, призовите этих сотоварищей, а затем ухитритесь против меня и не давайте мне отсрочки. Поистине, мой покровитель Аллах, который ниспослал Писание, Он покровительствует праведникам. А те, к кому вы взываете вместо Него, не способны оказать вам поддержку и не способны помочь даже самим себе. Если ты призовешь их на прямой путь, они не услышат этого. Ты видишь, как они смотрят на тебя, но они ничего не видят. Будь снисходителен, вели творить добро и отвернись от невежд. А если шайтан станет наущать тебя, то прибеги к защите Аллаха, ведь Он слышащий, знающий. Поистине богобоязненные, если их касается омрачения от шайтана, вспоминают Аллаха и прозревают. А в своих братьях шайтаны усиливают заблуждение
после чего они не останавливаются. Если ты не явишь им знамение, они скажут: почему ты не придумал его? Скажи: я следую только за тем, что внушается мне через откровение от моего Господа. Это очевидное знамение от Господа вашего, верное руководство и милость для верующих. Когда читается Коран, слушайте его и храните молчание. Быть может, вас помилуют. Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя, и негромко по утрам и перед закатом, и не будь одним из беспечных. Те, которые находятся возле твоего Господа, не превозносятся над поклонением Ему, славословят Ему и падают перед Ним ниц. Сура 8. Аль-Анфаль. Трофей. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи: трофеи принадлежат Аллаху и посланнику. Побойтесь же Аллаха и уладьте разногласия между собой. Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, если только вы верующие. Верующими являются только те, чьи сердца испытывают страх при упоминании Аллаха, чья вера усиливается, когда им читают Его аяты, и которые уповают на своего Господа, которые совершают молитву и расходуют из того, чем мы их наделили. Они истинно верующие, и для них уготованы высокие ступени возле их Господа, прощение и щедрый удел. Также твой Господь побудил тебя выйти из дома и направиться к колодцам Бадра ради торжества истины, хотя некоторые из верующих не хотели этого. Они припирались с тобой относительно истины после того, как она стала очевидна, словно их вели на смерть, и они наблюдали за этим. Вот Аллах обещал вам, что вам достанется один из двух отрядов. Вы пожелали, чтобы вам достался невооруженный отряд. Но Аллах желает подтвердить истину своими словами и искоренить неверующих, чтобы восторжествовала истина и исчезла ложь, даже если это ненавистно грешникам. Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам: «Я помогу вам 1000 ангелов, следующих друг за другом». Аллах сделал это лишь доброй вестью, дабы ваши сердца обрели покой. Победа может быть только от Аллаха. Поистине, Аллах могущественный, мудрый. Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас ею, и удалить с вас скверну шайтана, чтобы сделать ваши сердца стойкими и утвердить этим ваши стопы. Вот твой Господь внушил ангелам: «Я с вами, укрепите тех, которые уверовали. Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют. Рубите им головы и рубите им кончики всех пальцев». Это потому, что они воспротивились Аллаху и Его посланнику. А если кто противится Аллаху и Его посланнику, то ведь Аллах суров в наказании. Вот так, вкусите же Его. Поистине неверующим уготованы мучения в огне. О вы, которые уверовали, когда вы встретитесь с неверующими на поле битвы, то не поворачивайтесь к ним спиной. Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто разворачивается для боя или для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха. Их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это место прибытия! Не вы их убили, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песка, когда бросал, а Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от себя. Поистине, Аллах слышащий, знающий. Вот так, поистине, Аллах ослабляет козни неверующих.
если вы, неверующие, просили вынести приговор, то приговор уже явился к вам. Если вы прекратите, то так будет лучше для вас. Но если вы вновь станете сражаться против верующих, то мы вновь нанесем вам поражение, и ваш отряд не принесет вам никакой пользы, даже если будет многочисленным. Поистине, Аллах с верующими. О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не отворачивайтесь от Него, пока вы слышите. Не уподобляйтесь тем, которые говорят «мы слышали», а сами не слушают. Поистине наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и немые, которые не способны понимать. Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом. Но даже если бы Он наделил их слухом, они все равно бы отвернулись с отвращением. О вы, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и посланнику, когда Он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь. И знайте, что Аллах между человеком и его сердцем, и что вы будете собраны к Нему. Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании. Помните, что вы были малочисленны и притеснены. Вы опасались, что люди схватят вас, но Аллах дал вам убежище, подкрепил вас своей помощью и наделил вас благами. Быть может, вы будете благодарны. О вы, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и посланника и не покушайтесь на то, что доверено вам сознательно. Знайте, что ваше имущество и ваши дети являются искушением, и что у Аллаха великая награда. О вы, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, Он одарит вас способностью различать между истиной и ложью, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас. Поистине Аллах обладает великой милостью. Вот неверующие ухищряются против тебя, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они хитрят, и Аллах хитрит. А ведь Аллах наилучший из хитрящих. Когда им читают наши аяты, они говорят: «Мы уже слышали это. Если мы захотим, то сочиним нечто подобное. Ведь это всего лишь легенды древних народов». Вот они сказали: «О Аллах, если это есть истина от Тебя, обрушь на нас камни с неба, или же подвергни нас мучительным страданиям». Аллаху не пристало подвергать их мучениям, пока ты находился среди них. И Аллаху не пристало подвергать их мучениям, пока они молили о прощении. Но как же Аллаху не подвергнуть их мучениям, если они не допускают мусульман к заповедной мечети, не будучи ее хранителями? Ее хранители только богобоязненные, но большинство из них не ведает об этом. Их молитва возле мечети была всего лишь свистом и хлопаньем в ладоши. Вкусите же мучения за то, что вы не верили. Поистине неверующие расходуют свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверующие будут собраны в гиенне. Чтобы Аллах отделил скверного человека от доброго, бросил скверных одного на другого, собрал их вместе и поместил в гиенне. Они будут потерпевшими убыток. Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом. Но если они возвратятся к неверию, то ведь уже были примеры первых поколений. Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и пока религия не будет полностью посвящена Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они совершают. Но если они отвернутся,
то знайте, что Аллах ваш покровитель. Как прекрасен этот покровитель! Как прекрасен этот помощник! Знайте, что если вы захватили трофеи, то 5-я часть их принадлежит Аллаху, посланнику, близким родственникам посланника, сиротам, беднякам и путникам. Если вы уверовали в Аллаха и в то, что мы ниспослали нашему рабу в день развлечения, в день, когда встретились две армии при Бадре. Поистине, Аллах всемогущ. Вот вы находились на ближней стороне долины, а они на дальней стороне, а караван был ниже вас. Если бы вы условились, то разошлись бы во времени и месте. Однако все произошло так, чтобы Аллах довершил дело, которое уже было свершившимся, чтобы погибший погиб от ясного довода, и чтобы выживший выжил от ясного довода. Поистине, Аллах слышащий, знающий. Вот Аллах показал их тебе во сне малочисленными. Если бы Он показал тебе их многочисленными, то вы пали бы духом и стали бы припираться при принятии решения. Однако Аллах уберег вас, ибо Он знает о том, что в груди. Вот Аллах, когда вы встретились, показал их вашим глазам малочисленными, и вас показал их глазам малочисленными, чтобы довершить дело, которое уже было свершившимся. Поистине, дела возвращаются к Аллаху. О вы, которые уверовали! Когда вы сталкиваетесь с вражеским отрядом, то будьте стойки и много поминайте Аллаха. Быть может, вы преуспеете. Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не припирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах с терпеливыми. Не уподобляйтесь тем, которые горделиво вышли из своих домов, показывая себя перед людьми, и сбивали других с пути Аллаха. Аллах объемлет все, что они совершают. Вот шайтан приукрасил для них их деяния и сказал: «Сегодня никто из людей не одолеет вас. Поистине, я ваш защитник». Но когда два отряда увидели друг друга, он повернул вспять и сказал: «Я не причастен к вам. Поистине я вижу то, чего вы не видите. Я боюсь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». Вот лицемеры и те, чьи сердца были поражены недугом, сказали: «Эти люди обмануты своей религией. Но если кто уповает на Аллаха, то ведь Аллах могущественный, мудрый. Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих, они бьют их по лицу и по спинам. Вкусите мучения от обжигающего огня. Это за то, что приготовили ваши руки. Поистине, Аллах не поступает несправедливо с рабами. Так же поступали семейства фараона и те, которые жили до них. Они отвергали знамения Аллаха, и Аллах схватил их за грехи. Поистине, Аллах силен и суров в наказании. Это произошло потому, что Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они не изменят самих себя. Поистине, Аллах слышащий, знающий. Так же поступали семейства фараона и те, которые жили до них. Они отвергли знамения своего Господа, и мы погубили их за грехи и потопили семейство фараона. Все они были несправедливы. Поистине наихудшими из живых существ перед Аллахом являются те, которые не уверовали и не уверуют. Ты заключаешь с ними договор, но всякий раз они нарушают этот договор и не страшатся. Если ты застанешь их врасплох в битве, то покарай их сурово, дабы рассеять тех, кто позади них. Быть может, они вразумятся. Если ты опасаешься измены со стороны людей, то отбрось договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Поистине,
Аллах не любит изменников. Пусть не думают неверующие, что они избежали наказания. Поистине им не спастись. Приготовьте против них сколько сможете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо. Если они склонятся к миру, то и ты склонись к миру и уповай на Аллаха. Поистине Он слышащий, знающий. Если же они захотят обмануть тебя, то тебе достаточно Аллаха. Он поддержал тебя своей помощью и верующими. Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца. Однако Аллах сплотил их. Поистине, Он могущественный, мудрый. О пророк, довольно Аллаха тебе и твоим верующим последователям. О пророк, вдохновляй верующих на сражение. Если будет среди вас 20 терпеливых, то они одолеют 200. Если же их среди вас будет 100, то они одолеют 1000 неверующих, потому что те люди неразумные. Теперь Аллах облегчил ваше бремя, ибо Ему известно, что вы слабы. Если среди вас будет 100 терпеливых, то они одолеют 200. Если же их среди вас будет 1000, то с позволения Аллаха они одолеют 2000. Поистине, Аллах с терпеливыми. Не подобало пророку брать пленных, пока он не пролил кровь на земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах желает последней жизни. Аллах могущественный, мудрый. Если бы не было предварительного предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, что вы взяли. Вкушайте то, что вы захватили дозволенным и честным путем, и бойтесь Аллаха. Поистине Аллах прощающий, милующий. О пророк, скажи пленникам, которые находятся в ваших руках: если Аллаху известно, что в ваших сердцах есть добро, то Он дарует вам нечто лучшее, чем отобранное у вас, и простит вас. Поистине, Аллах прощающий, милующий. Но если они захотят предать тебя, то ведь еще раньше они предали Аллаха, и Он отдал их во власть мусульман. Аллах знающий, мудрый. Поистине те, которые уверовали, совершили переселение и сражались своим имуществом и своими жизнями на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище мухаджирам и оказали помощь, являются близкими друг другу. Если же люди уверовали, но не совершили переселение, то вы не обязаны защищать их, пока они не совершат переселение. Если они попросят вас о помощи в делах религии, то вы должны помочь, если только эта помощь не направлена против народа, с которым вы заключили договор. Аллах видит то, что вы совершаете. Неверующие являются близкими друг другу, и если вы не будете поступать так, то на земле возникнут смута и великое беззаконие. Те, которые уверовали, совершили переселение и боролись на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище и оказали им помощь, являются истинно верующими. Им уготованы прощение и щедрый удел. Те, которые уверовали впоследствии, переселились и боролись вместе с вами, являются одними из вас. Однако родственники ближе друг к другу. Таково предписание Аллаха. Поистине, Аллах ведает о всякой вещи. Сура 9. Ат-Тауба. Покаяние. Аллах и Его посланник освобождены от договоров, которые вы заключили с многобожниками.
Посему странствуйте по земле в течение 4 месяцев и знайте, что вам не сбежать от Аллаха, и что Аллах опозорит неверующих. В день великого паломничества Аллах и Его посланник объявят людям о том, что Аллах и Его посланник отрекаются от многобожников. Если вы раскаетесь, то тем лучше для вас. Если же вы отвернетесь, то знайте, что вам не сбежать от Аллаха. Обрадуй же вестью о мучительных страданиях неверующих. Это не относится к тем многобожникам, с которыми вы заключили договор, и которые после этого ни в чем его не нарушили и никому не помогали против вас. Соблюдайте же договор с ними до истечения его срока. Поистине, Аллах любит богобоязненных. Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили. Берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать молитву и платить закят, то отпустите их, ибо Аллах прощающий, милующий. Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежище, то предоставь ему убежище, чтобы он услышал слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, потому что они невежественные люди. Может ли быть у многобожников договор с Аллахом и Его посланником, не считая тех, с которыми вы заключили договор у заповедной мечети? Пока они верны вам, вы также будьте верны им. Поистине, Аллах любит богобоязненных. Какой там? Если они одолеют вас, то не станут соблюдать перед вами ни родственных, ни договорных обязательств. На словах они пытаются угодить вам, но в сердцах они питают к вам отвращение, ведь большинство их являются нечестивцами. Они продавали знамения Аллаха за ничтожную цену и сбивали других с Его пути. Как же отвратительны их деяния! Они не соблюдают по отношению к верующим ни родственных, ни договорных обязательств. Они преступники. Но если они раскаются и будут совершать молитву и платить закят, то станут вашими братьями по вере. Мы разъясняем наши знамения для людей знающих. Если же они нарушат свои клятвы после заключения договора и станут посягать на вашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо для них нет клятв. Быть может, тогда они прекратят. Неужели вы не сразитесь с людьми, которые нарушили свои клятвы и вознамерились изгнать посланника? Они начали первыми. Неужели вы боитесь их? Вам надлежит больше бояться Аллаха, если вы являетесь верующими. Сражайтесь с ними. Аллах накажет их вашими руками, опозорит их и одарит вас победой над ними. Он исцелит груди верующих людей и удалит гнев из их сердец. Аллах прощает, кого пожелает, ибо Он знающий, мудрый. Неужели вы полагали, что вас оставят, пока Аллах не распознает тех из вас, которые сражались и не избирали себе помощников, кроме Аллаха, Его посланника и верующих? Поистине, Аллах ведает то, что вы совершаете. Не полагается многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о собственном неверии. Тщетны их деяния, и они вечно пребудут в огне. Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в последний день, кто совершает молитву, платит закят и не боится никого, кроме Аллаха. Быть может, они окажутся на верном пути. Неужели утоление жажды паломника и содержание заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха и в последний день и сражался на Его пути? Они не равны перед Аллахом, и Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых.
Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, занимают более великую степень перед Аллахом. Они и есть преуспевшие. Господь обрадует их вестью о своей милости, своем довольстве и райских садах, в которых им уготовано вечное блаженство. Они пребудут в них вечно. Поистине, Аллах вознаграждает великой наградой. О вы, которые уверовали, не делайте своих отцов и братьев своими близкими, если они предпочли неверие вере. А те из вас, которые делают их своими близкими, и есть несправедливые. Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим велением. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. Аллах одарил вас победой во многих местах и в день Хунайна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла. Земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули вспять. Потом Аллах не спаслал спокойствие своему посланнику и верующим, не спаслал воинов, которых вы не видите, и подверг мучениям тех, кто не верует. Таково возмездие неверующим. А после этого Аллах примет покаяние тех, кого пожелает, ибо Аллах прощающий, милующий. О вы, которые уверовали, поистине многобожники нечисты, и пусть они после этого их года не приближаются к заповедной мечети. Если же вы боитесь бедности, то Аллах обеспечит вас богатством из своей милости, если пожелает. Поистине, Аллах знающий, мудрый. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и Его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. Иудеи сказали «Узайр, сын Аллаха». Христиане сказали «Мессия, сын Аллаха». Они произносят своими устами слова, похожие на слова прежних неверующих. Да погубит их Аллах! До чего же они отвращены от истины? Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям. А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Свят Он и далек от того, что они приобщают в сотоварищи. Они хотят потушить свет Аллаха своими устами. Но Аллах не допустит этого и завершит распространение своего света, даже если это ненавистно неверующим. Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам. О вы, которые уверовали! Поистине, многие из первосвященников и монахов незаконно пожирают имущество людей и сбивают их с пути Аллаха. Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями. В тот день накопленные ими сокровища будут раскалены в огне гиенны, и ими будут заклеймлены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: «Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили». Поистине число месяцев у Аллаха 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. 4 месяца из них запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе.
Сражайтесь с многобожниками всеми вместе, подобно тому, как они сражаются с вами всеми вместе. Знайте, что Аллах с богобоязненными. Откладывание запретного месяца только увеличивает неверие. От этого неверующие впадают в заблуждение. В один год они объявляют его дозволенным, а в другой – запретным, чтобы уравнять количество месяцев, которые Аллах сделал запретными. Они объявляют дозволенным то, что запретил Аллах, и их злодеяния кажутся им прекрасными. Аллах не ведет прямым путем людей неверующих. О вы, которые уверовали! Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь ближней жизнью вместо жизни последней? Благо ближней жизни по сравнению с жизнью последней невелики. Если вы не выступите в поход, то он подвергнет вас мучительным страданиям и заменит вас другим народом. Вы ничем не навредите ему, ибо Аллах всемогущ. Если вы не поддержите Мухаммада, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих в пещере и сказал своему спутнику: «Не скорби, ибо Аллах с нами». Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих нижайшим, тогда как слово Аллаха превыше всего. Аллах могущественный, мудрый. Выступайте в поход и тогда, когда вам легко, и тогда, когда это обременительно для вас. И сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Будь нажива близкой, а поездка нетрудной, они последовали бы за тобой. Но путь показался им далеким, и они будут клясться Аллахом: если бы мы могли, то непременно отправились бы с вами. Они губят себя, и Аллах знает, что они являются лжецами. Да простит тебя Аллах. Почему ты разрешил им остаться дома, пока тебе не стало ясно, кто говорит правду, а кто является лжецом? Те, которые веруют в Аллаха и в последний день, не спрашивают у тебя дозволения на то, чтобы сражаться своим имуществом и своими душами. Ведь Аллах знает богобоязненных. У тебя просят дозволения остаться дома только те, которые не веруют в Аллаха и в последний день, чьи сердца испытывают сомнения, и по причине своего сомнения они пребывают в замешательстве. Если бы они желали выступить в поход, то приготовились бы к этому. Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход, и задержал их. Им было сказано: «Отсиживайтесь вместе с теми, кто остался отсиживаться». Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка. Торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас есть такие, которые прислушиваются к ним. Аллах знает несправедливых. Они и раньше стремились посеять смуту и замышляли против тебя козни, пока не явилась истина и не проявилось веление Аллаха, хотя это и было им ненавистно. Среди них есть и такой, который говорит: «Позволь мне остаться дома и не искушай меня». Знайте же, что они уже впали в искушение. Поистине, гиенна объемлет неверующих. Если тебе достается благо, это огорчает их. Если же тебя постигает беда, они говорят: «Мы заранее приняли меры предосторожности для себя», и они уходят радостными. Скажи: нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом. Он наш покровитель. И пусть верующие уповают на одного Аллаха. Скажи: неужели вы ожидаете, что нам выпадет что-либо, кроме одного из двух благ?
Мы тоже ждем, что Аллах поразит вас мучениями от себя или же накажет вас нашими руками. Ждите, и мы подождем вместе с вами. Скажи, станете ли вы делать пожертвования по доброй воле или по принуждению? От вас все равно не будет принято, поскольку вы являетесь людьми нечестивыми. Тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха и Его посланника, лениво совершают молитву и нехотя делают пожертвования. Пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только наказать их детьми и имуществом в ближней жизни, дабы они расстались со своими душами неверующими. Они клянутся Аллахом, что принадлежат к вам, однако они не принадлежат к вам. Напротив, они люди боязливые. Если бы они нашли убежище, пещеру или укрытие, то они поспешно направились бы туда. Среди них есть такие, которые обвиняют тебя из-за милостыни. Если им достается что-либо из милостыни, то они остаются довольными. Если же им ничего не достается, то они приходят в ярость. Лучше бы они довольствовались тем, что дали им Аллах и Его посланник, и сказали: «Нам достаточно Аллаха. Аллах одарит нас из своей милости, а также Его посланник. Поистине мы устремляемся к Аллаху». Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят умиротворить, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Поистине Аллах знающий, мудрый. Среди них есть такие, которые обижают пророка и говорят: «Он есть ухо». Скажи, он слушает только то, что лучше для вас. Он верует в Аллаха и доверяет верующим. Он является милостью для тех, которые уверовали. Тем же, которые обижают посланника Аллаха, уготованы мучительные страдания. Они клянутся Аллахом, чтобы угодить вам. Но для них было бы лучше, если только они являются верующими, угождать Аллаху и Его посланнику. Разве они не знали, что тому, кто проявляет враждебность к Аллаху и Его посланнику, навеки уготован огонь гиенны? Это великое бесчестие. Лицемеры опасаются, что им будет ниспослана сура, которая поведает о том, что в их сердцах. Скажи, насмехайтесь. Аллах непременно выведет наружу то, чего вы опасаетесь. Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы лишь принялись болтать и позабавились». Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его посланником? Не извиняйтесь, вы стали неверующими после того, как уверовали. Если мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных за то, что они стали грешниками. Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они велят совершать предосудительное, запрещают одобряемое и сжимают свои руки. Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Поистине, лицемеры и есть нечестивцы. Лицемерам, лицемеркам и неверующим Аллах обещал огонь гиенны, в котором они пребудут вечно. Довольно с них этого. Аллах проклял их, и им уготованы вечные мучения. Они подобны тем, которые жили до вас. Они превосходили вас силой, и у них было больше имущества и детей. Они насладились своей долей. Вы тоже насладились своей долей, подобно вашим предшественникам. Вы принимались за грехи, подобные им. Их деяния тщетны как в этом мире, так и в последней жизни. Они и есть потерпевшие убыток. Разве до них не дошли рассказы о тех, кто жил до них?
народе Нуха, Адитах, Самудянах, народе Ибрахима, жителях Мадиана и опрокинутых селений. Их посланники привели им ясные доводы. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами были несправедливы к себе. Верующие мужчины и женщины являются близкими друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают молитву, платят закят, повинуются Аллаху и Его посланнику. Аллах смилостивится над ними. Поистине, Аллах могущественный, мудрый. Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Адна. Но довольство Аллаха превыше этого. Это и есть великое преуспеяние. О пророк, борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним. Их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это место прибытия. Они клянутся Аллахом, что ничего не говорили. А ведь они произнесли слово «неверие» и стали неверующими после того, как обратились в ислам. Они задумали совершить то, что им не удалось совершить. Они мстят только за то, что Аллах и Его посланник обогатили их из Его милости. Если они раскаются, то так будет лучше для них. А если они отвернутся, то Аллах подвергнет их мучительным страданиям в ближней жизни и в жизни последней. Нет у них на земле ни покровителя, ни помощника. Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: если Он одарит нас из своей милости, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников. Когда же Он одарил их из своей милости, они стали скупиться и отвернулись с отвращением. Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали. Разве они не знали, что Аллаху известны их секреты и тайные беседы, и что Аллах – ведающий сокровенное? Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними. Им уготованы мучительные страдания. Будешь ли ты просить прощения для них или не будешь, Аллах все равно не простит их, даже если ты попросишь для них прощения 70 раз. Ибо они не уверовали в Аллаха и Его посланника. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. Оставшиеся позади радовались тому, что они остались позади посланника Аллаха. Им было ненавистно сражаться своим имуществом и своими душами на пути Аллаха. И они говорили: не отправляйтесь в поход в такую жару. Скажи: огонь гиенны еще жарче, если бы они только понимали. Пусть они мало смеются и много плачут в воздаяние за то, что они приобретали. Если Аллах возвратит тебя к некоторым из них, и они попросят у тебя дозволения отправиться в поход, то скажи: вы никогда не отправитесь со мной в поход и никогда не будете сражаться вместе со мной против врага. Вы были довольны тем, что отсиделись в первый раз. Посему отсиживайтесь вместе с теми, кто остается. Никогда не молись за кого-либо из них, когда тот умрет, и не стой над его могилой, ведь они не уверовали в Аллаха и Его посланника и умерли нечестивцами. Пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только подвергнуть их мучениям имуществом и детьми в этом мире, дабы они расстались со своими душами неверующими. Когда была ниспослана сура с повелением уверовать в Аллаха и сражаться вместе с Его посланником, обладающие богатством среди них стали просить тебя позволить им остаться и сказали: «Оставь нас,
мы будем в числе тех, кто остался сидеть». Они были довольны тем, что оказались среди тех, кто остался позади. Их сердца запечатаны, и они не понимают истины. Однако посланник и те, которые уверовали вместе с ним, сражались своим имуществом и своими душами. Им уготованы блага, именно они являются преуспевшими. Аллах приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут в них вечно. Это великое преуспеяние. Бедуины, которые уклонялись под благовидным предлогом, пришли для того, чтобы он позволил им остаться. И те из них, которые солгали Аллаху и его посланнику, остались сидеть. Тех из них, которые не уверовали, постигнут мучительные страдания. Нет греха на немощных, больных и тех, которые не находят средств на пожертвования, если они искренни перед Аллахом и его посланником. Нет оснований укорять делающих добро. Поистине, Аллах прощающий, милующий. Также нет греха на тех, которым, когда они пришли к тебе, чтобы ты обеспечил их верховыми животными, ты сказал: «Я не могу найти животных для вас». Они вернулись с глазами полными слез от огорчения тем, что они не нашли средств на пожертвование. Укора заслуживают лишь те, которые попросили тебя остаться дома, будучи богатыми. Они были рады оказаться среди тех, кто остался позади. Аллах запечатал их сердца, и они не знают истины. Когда вы возвратитесь к ним, они станут оправдываться. Скажи: не оправдывайтесь, мы все равно не поверим вам. Аллах уже сообщил нам вести о вас. Аллах и его посланник увидят ваши деяния, а потом вы будете возвращены к ведающему сокровенное и явное, и он поведает вам о том, что вы совершали. Когда вы вернетесь к ним, они будут клясться Аллахом, чтобы вы отвернулись от них. Отвернись же от них, ибо они нечисть. Их пристанищем будет гиенна. Таково воздаяние за то, что они приобретали. Они станут вам клясться, чтобы вы остались довольны ими. Но даже если вы останетесь довольны ими, Аллах все равно не будет доволен людьми нечестивыми. Бедуины оказываются самыми упорными в неверии и лицемерии. Они больше других не признают ограничений, которые Аллах ниспослал своему посланнику. Поистине Аллах знающий, мудрый. Среди бедуинов есть и такие, которые считают свои пожертвования убытком и выжидают, когда вас постигнут превратности судьбы. Их самих постигнут превратности судьбы. Поистине Аллах слышащий, знающий. Среди бедуинов есть и такие, которые веруют в Аллаха и в последний день и считают, что их пожертвования приблизят их к Аллаху и помогут заслужить молитвы посланника. Знайте же, что они и есть для них средство приближения. Аллах введет их в свою милость, ведь Аллах прощающий, милующий. Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали за ними наилучшим образом. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние. Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины, есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь их. Мы же знаем их и подвергнем их мучениям дважды, а затем они будут возвращены в великие мучения. Есть и другие люди, которые признались в своих грехах. Они смешали праведные поступки со злыми. Возможно, Аллах примет их покаяние. Поистине, Аллах прощающий, милующий. Бери из их имущества пожертвования,
чтобы ими очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы – успокоение для них. Поистине Аллах – слышащий, знающий. Неужели они не знают, что Аллах принимает покаяние от своих рабов и принимает пожертвования, что Аллах, принимающий покаяние, милующий? Скажи: трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его посланник и верующие. Вы предстанете перед ведающим сокровенное и явное, и Он поведает вам о том, что вы совершали. Есть и такие, которые выжидают веления Аллаха. Он либо накажет их, либо примет их покаяние. Аллах знающий, мудрый. Те, которые построили мечеть для нанесения вреда, поддержания неверия, внесения раскола в ряды мусульман и создания заставы для тех, кто издавна сражается против Аллаха и Его посланника, непременно будут клясться: мы не хотели ничего, кроме добра. Аллах свидетельствует, что они являются лжецами. Никогда не совершай в ней молитву. Мечеть, которая с первого дня основана на богобоязненности, больше заслуживает того, чтобы ты выстаивал в ней. В ней есть мужи, которые любят очищаться. Поистине, Аллах любит очищающихся. Тот ли, кто заложил основание своего строения на страхе перед Аллахом и стремлении к Его довольству, лучше? Или же тот, кто заложил его на самом краю обрыва, готового обвалиться, так что он обвалится вместе с ним в огонь гиенны? Поистине, Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. Строение, которое они построили, всегда будет порождать сомнения в их сердцах, пока их сердца не разорвутся. Аллах знающий, мудрый. Поистине, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его обещание и обязательство в Торе, Евангелии и Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, которую вы заключили. Это и есть великое преуспеяние. Они каются и поклоняются, восхваляют Аллаха и постятся, кланяются и падают ниц, повелевают одобряемое и запрещают предосудительное, и соблюдают ограничения Аллаха. Обрадуй же верующих. Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, даже если они являются родственниками, после того, как им стало ясно, что они будут обитателями ада. А молитва Ибрахима о прощении для его отца была всего лишь исполнением обещания, которое он ему дал. Когда же ему стало ясно, что его отец – враг Аллаха, он отрекся от него. Поистине, Ибрахим был смиренным, выдержанным. Аллах не вводит в заблуждение людей, которым Он указал прямой путь, пока Он не разъяснит им, чего они должны опасаться. Поистине, Аллах знает о всякой вещи. Поистине Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он дарует жизнь и умерщвляет. Нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника. Аллах принял покаяние пророка, мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в трудный час после того, как сердца некоторых из них едва не уклонились в сторону. Он принял их покаяние, ибо Он сострадательный, милующий. Аллах простил и тех троих, которым было отсрочено до тех пор, пока земля не стала тесной для них, несмотря на ее просторы. Их души сжались, и они поняли, что им негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он простил их, чтобы они могли раскаяться. Поистине, Аллах, принимающий покаяние, милующий. О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте справедливыми. Не следовало жителям Медины
и бедуинам из окрестностей оставаться позади посланника Аллаха и отдавать предпочтение собственным жизням перед его жизнью. Это потому, что жажда, усталость и голод, постигающие их на пути Аллаха, и каждый шаг, вызывающий гнев неверующих, и каждое поражение, нанесенное врагу, непременно запишутся им как добрые дела. Поистине Аллах не теряет вознаграждения делающих добро. Какое бы большое и скудное пожертвование они ни делали, какую бы долину они ни пересекали, это записывается им, дабы Аллах воздал им большим, чем то, что они совершили. Верующим не следует выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они изучили религию и предостерегли людей, когда вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться. О вы, которые уверовали! Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас, и пусть они убедятся в вашей суровости. И знайте, что Аллах с богобоязненными. Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит, чья вера от этого стала сильнее. Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнения к их сомнению, и они умрут неверующими. Неужели они не видят, что каждый год они подвергаются испытанию 1 или 2 раза? Они не раскаиваются после этого и не вразумляются. Когда ниспосылается сура, они смотрят друг на друга. Видит ли вас кто-нибудь? А затем они отворачиваются. Аллах отвратил их сердца, потому что они люди неразумные. К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милостив к верующим. А если они отвернутся, то скажи: «Мне достаточно Аллаха, нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он – Господь великого трона». Сура 10. Юнус. Иона. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф, лям, ра. Это аяты мудрого писания. Неужели люди удивлены тем, что мы внушили человеку из их среды предостеречь людей и обрадовать уверовавших вестью о том, что они получат от их Господа воздаяние за свои благодеяния? Неверующие сказали: безусловно, он явный колдун. Поистине, ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю за 6 дней, а потом возвысился на троне. Он управляет делами. Никто не будет заступаться, кроме как после его дозволения. Таков Аллах, ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Неужели вы не вразумитесь? Все вы возвратитесь к Нему, согласно истинному обещанию Аллаха. Он создает творение в первый раз, а затем воссоздает его, чтобы по заслугам вознаградить тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Тем же, которые не уверовали, уготованы напиток из кипятка и мучительные страдания за то, что они не уверовали. Он тот, кто даровал солнцу сияние, а луне свет. Он установил для нее фазы, чтобы вы могли вести летоисчисление и знали счет. Все это Аллах сотворил только ради истины. Он разъясняет свои знамения для людей знающих. Поистине, в смене ночи и дня и в том, что Аллах сотворил на небесах и на земле, есть знамения для людей богобоязненных. Поистине тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуются ближней жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают нашими знамениями,
Пристанищем будет огонь за то, что они приобретали. Поистине тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Господь поведет верным путем за их веру. В садах блаженства под ними будут течь реки. Там они будут взывать «Свят Ты, о Аллах!». Там их приветствием будет слово «Мир», а их молитвы завершатся словами «Хвала Аллаху, Господу миров». Если бы Аллах ускорил для людей наступление зла, которое они призывают в своих проклятиях, подобно тому, как Он ускорил для них наступление добра, о котором они просят в молитвах, то они непременно погибли бы. Но мы оставляем тех, которые не надеются на встречу с нами, слепо скитаться в своем беззаконии. Когда человека поражает горе, он взывает к нам и лежа на боку, и сидя, и стоя. Когда же мы избавляем его от напасти, он проходит, словно никогда не взывал к нам по поводу постигшего его несчастья. Вот как приукрашено для тех, кто излишествует, то, что они совершают. Мы уже погубили поколения, жившие до вас, когда они поступили несправедливо. Наши посланники привели им ясные доводы, но они не уверовали. Так мы наказываем грешных людей. Потом мы сделали вас их преемниками на земле, чтобы посмотреть, как вы будете поступать. Когда наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с нами, они говорят: «Принеси нам другой Коран или замени его». Скажи: «Не подобает мне заменять его по своему желанию. Я лишь следую тому, что мне внушают, и боюсь, что если я ослушаюсь Господа моего, меня постигнут мучения в великий день». Скажи: «Если бы Аллах пожелал, то я не стал бы читать его вам, и Он не стал бы обучать вас ему. Прежде я прожил с вами целую жизнь. Неужели вы не разумеете? Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или отверг его знамение? Поистине, грешники не преуспеют. Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: они наши заступники перед Аллахом. Скажи: разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал? Свят Он и превыше того, что они приобщают в сотоварищи. Люди были единой общиной верующих, но впали в разногласия. И если бы прежде не было слова Твоего Господа, то их разногласия были бы разрешены. Неверующие говорят: почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи: сокровенное принадлежит одному Аллаху. Ждите, и я подожду вместе с вами. Когда мы дали людям вкусить милость после того, как их коснулась беда, они тотчас начали ухищряться против наших знамений. Скажи: Аллах быстрее в ухищрениях. Поистине, наши посланцы записывают ваши козни. Он тот, кто предоставил вам возможность путешествовать по суше и по морю. И вот вы на кораблях, плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они решат, что они окружены, и станут взывать к Аллаху, очищая перед Ним веру. Если Ты спасешь нас отсюда, то мы будем одними из благодарных. Когда же Он спасает их, они бесчинствуют на земле без всякого права на то. О люди, ваши бесчинства обернутся только против вас самих. Это благо ближней жизни. Потом вы возвратитесь к нам, и мы поведаем вам о том, что вы совершали. Ближняя жизнь подобна воде, которую мы ниспосылаем с неба и благодаря которой смешиваются земные растения, идущие в пищу людям и животным.
Когда же земля покрывается убранством и приукрашается, а ее жители полагают, что они властны над ней, наше повеление постигает ее ночью или днем. Мы превращаем ее в жнивье, словно еще вчера она не изобиловала. Так мы разъясняем знамения для людей размышляющих. Аллах призывает к обители мира и благополучия, а кого пожелает, наставляет на прямой путь. Тем, которые творили добро, уготована наилучшая и добавка. Не будет на их лицах ни праха, ни унижения. Они – обитатели рая, в котором они пребудут вечно. А воздаянием тем, кто приобрел зло, будет равноценное зло. Их постигнет унижение, и никто не защитит их от Аллаха. Их лица словно покроются клочьями ночного мрака. Они – обитатели огня, в котором они пребудут вечно. В тот день мы соберем их вместе, а потом скажем многобожникам: оставайтесь на своих местах вместе со своими сотоварищами. Потом мы разделим их, и сотоварищи скажут им: вы вовсе не поклонялись нам. Довольно того, что Аллах свидетель между нами и вами. Мы не ведали о вашем поклонении. Там каждый человек испытает то, что он совершил прежде. Они будут возвращены к Аллаху, их истинному покровителю, и покинет их то, что они измышляли. Скажи, кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами? Они скажут: Аллах. Скажи, неужели вы не будете богобоязненны? Таков Аллах, ваш истинный Господь. Что может быть после истины, кроме заблуждения? До чего же вы отвращены от истины? Так подтвердилось слово твоего Господа о том, что нечестивцы не уверуют. Скажи, есть ли среди тех, кого вы предаете в сотоварищи к Аллаху, такой, который создает творение, а затем воссоздает его? Скажи, Аллах создает творение, а затем воссоздает его. До чего же вы отвращены от истины? Спроси, есть ли среди тех, кого вы предаете в сотоварищи к Аллаху, указывающий путь к истине? Скажи, Аллах указывает путь к истине. Кто более достоин того, чтобы за ним следовали? Тот, кто сам указывает путь к истине, или же тот, кто не может найти верного пути, пока ему не укажут на него? Что с вами? Как вы судите? Большинство их следует своим предположениям. Но ведь предположения никак не могут заменить истину. Поистине, Аллаху известно о том, что они совершают. Этот Коран не может быть сочинением кого-либо, кроме Аллаха. Он подтверждает то, что было до него, и разъясняет Писание от Господа миров, в котором нет сомнения. Или же они говорят: он выдумал его. Скажи, принесите одну суру, подобную этим, и призовите, кого сможете, кроме Аллаха, если вы говорите правду. Нет, они объявили ложью то, что не могли объять знанием и что еще не исполнилось. Таким же образом его отвергли их предшественники. Погляди же, каким был конец несправедливых. Среди них есть такие, которые уверуют в Него, и такие, которые не уверуют в Него. Твой Господь лучше осведомлен о распространяющих нечестие. Если тебя сочтут лжецом, то скажи: мне достанутся мои деяния, а вам ваши деяния. Вы не причастны к тому, что я совершаю, а я не причастен к тому, что совершаете вы. Среди них есть и такие, которые выслушивают тебя. Разве ты можешь заставить слышать глухих, если они к тому же не разумеют? Среди них есть и такие,
которые смотрят на тебя. Разве ты можешь наставить на прямой путь слепых, если они к тому же не видят? Поистине, Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами несправедливы к себе. В тот день Аллах соберет их, словно они пробыли на земле или в могилах, всего лишь 1 дневной час, и они узнают друг друга. Поистине убыток потерпят те, которые считали ложью встречу с Аллахом и не следовали прямым путем. Мы покажем тебе часть того, что мы обещали им, или же умертвим тебя, но они все равно вернутся к нам. Кроме того, Аллах – свидетель того, что они совершают. У каждой общины есть посланник. Когда же приходил посланник, между ними все решалось по справедливости, и с ними не поступали несправедливо. Они говорят: когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду? Скажи: я не способен причинить себе зло или принести себе пользу, если того не пожелает Аллах. Для каждой общины установлен срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час. Скажи, как вы думаете, какую часть мучения от Аллаха будут торопить грешники, если они постигнут вас ночью или днем? Неужели вы уверуете в них только тогда, когда они постигнут вас? Неужели теперь, после того, как вы торопили их? Потом будет сказано тем, кто поступал несправедливо: вкусите вечные мучения. Разве вам не воздается только за то, что вы совершали? Они спрашивают тебя: неужели это правда? Скажи: конечно, клянусь моим Господом. Это подлинная правда, и вам не избежать этого. Если бы несправедливый человек владел всеми богатствами земными, то он отдал бы их в качестве выкупа. Они скроют раскаяние, когда увидят мучения. Между ними рассудят беспристрастно, и с ними не поступят несправедливо. Знайте же, что Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. И знайте, что обещание Аллаха – истина, но большинство из них не знают этого. Он оживляет и умерщвляет, и к Нему вы будете возвращены. О люди, к вам от вашего Господа явилось назидание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. Скажи: это благодеяние и милость Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают. Скажи, что вы думаете об уделе, который ниспослал Аллах, часть которого вы объявили запретной, а часть дозволенной? Скажи: Аллах позволил вам это, или же вы возводите навет на Аллаха? Что думают о дне воскресения те, которые возводят навет на Аллаха? Поистине, Аллах милостив к людям, но большинство из них неблагодарно. Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана, и что бы вы ни совершали, мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в пылинку, или меньше того, или больше того. Все записано в ясном Писании. Знайте же, что приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Те, которые уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в жизни ближней и в последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это и есть великое преуспеяние. И пусть не печалит тебя то, что они говорят. Поистине могущество целиком принадлежит Аллаху. Он слышащий, знающий. Знайте же, что Аллаху принадлежат те, кто на небесах, и те, кто на земле. Чему же следуют те, которые взывают вместо Аллаха к сотоварищам?
Они следуют лишь предположениям, и они лишь строят домыслы. Он тот, кто создал для вас ночь, чтобы вы отдыхали в течение нее, и создал день светлым. Поистине, в этом знамение для тех, кто внимает. Они говорят: Аллах обзавелся сыном. Свят Он богат, и Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Нет у вас никакого доказательства этому. Неужели вы наговариваете на Аллаха то, чего вы не знаете? Скажи: поистине те, которые возводят навет на Аллаха, не преуспеют. Они попользуются мирскими благами, а потом вернутся к нам. И тогда мы дадим им вкусить тяжкие мучения за то, что они не уверовали. Прочти им рассказ о Нухе. Вот он сказал своему народу: «О народ мой! Если вам тяжко от того, что я нахожусь среди вас и напоминаю о знамениях Аллаха, то я уповаю на Него. Объединитесь со своими идолами и действуйте открыто, а затем возьмитесь за меня и не давайте мне отсрочки. Но если вы отвернетесь, то ведь я не просил у вас награды. Меня вознаградит только Аллах, и мне велено быть одним из мусульман». Они сочли его лжецом, и мы спасли его и тех, кто был с ним, в ковчеге. Мы сделали их преемниками и потопили тех, кто отвергал наши знамения. Посмотри же, каким был конец увещеваемых. После него мы отправили посланников к их народам. Они привели им ясные доводы, но те не уверовали в то, что отвергли прежде. Так мы запечатываем сердца преступников. После них мы послали Мусу и Харуна с нашими знамениями к фараону и его знати, но они возгордились. Они были грешным народом. Когда к ним явилась истина от нас, они сказали: «Поистине, это очевидное колдовство». Муса сказал: «Неужели, когда истина явилась к вам, вы говорите: колдовство ли это? Поистине, колдуны не преуспеют». Они сказали: «Неужели ты пришел для того, чтобы отвратить нас от того, что мы видели от наших отцов, и чтобы вам обоим досталось величие на земле? Мы не уверуем в вас». Фараон сказал: «Приведите ко мне всех знающих колдунов». Когда колдуны явились, Муса сказал им: «Бросайте то, что вы хотите бросить». Когда они бросили, Муса сказал: «Вы явили колдовство. Поистине, Аллах сделает его тщетным. Аллах не исправляет деяний, распространяющих нечестие. Аллах утвердит истину своими словами, даже если это ненавистно грешникам». Из-за страха перед тем, что фараон и его знать будут преследовать их, Мусе поверили лишь немногие потомки из его народа. Поистине, фараон превознесся на земле. Поистине, он был одним из тех, кто излишествует. Муса сказал: «О мой народ, если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него». Они сказали: «Мы уповаем на одного Аллаха. Господь наш, не делай нас искушением для людей несправедливых. По своей милости спаси нас от людей неверующих. Мы ниспослали откровение Мусе и его брату. Устройте для вашего народа жилище в Египте, превратите свои жилища в места для поклонения и совершайте молитву. Обрадуй же верующих». Муса сказал: «Господь наш, Ты даровал фараону и его знати в ближней жизни украшения и богатства. Господь наш, и вот они сбивают других с Твоего пути. Господь наш, уничтожь их богатство и ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока не увидят мучительные страдания». Он сказал: «Ваша молитва принята. Ступайте прямым путем
и не следуйте за теми, кто не обладает знанием. Мы переправили сынов Израиля через море, а фараон и его войско последовали за ними, бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же фараон стал тонуть, он сказал: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Израиля. Я стал одним из мусульман». Аллах сказал: «Только сейчас, а ведь прежде ты ослушался и был одним из распространявших нечестие. Сегодня мы спасем твое тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после тебя. Поистине, многие люди пренебрегают нашими знамениями. Мы поселили сынов Израиля в славной стране и одарили их благами. Между ними не было разногласий, пока к ним не явилось знание. Поистине, в день воскресения твой Господь рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях. Если ты сомневаешься в том, что мы не спаслали тебе, то спроси тех, кто начал читать Писание раньше тебя. Поистине, к тебе явилась истина от твоего Господа. Не будь же в числе тех, кто сомневается. Не будь в числе тех, которые считают ложью знамения Аллаха, а не то окажешься одним из потерпевших убыток. Поистине, те, о которых подтвердилось слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения. Разве были селения, жители которых уверовали после того, как они узрели наказание и им помогла вера, кроме народа Юнуса? Когда они уверовали, мы избавили их от позорных мучений в ближней жизни и дозволили им пользоваться мирскими благами на некоторое время. Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих? Ни один человек не уверует без дозволения Аллаха. Он обрушивает ярость на тех, кто не разумеет. Скажи: наблюдайте за тем, что на небесах и на земле. Но знамения и предостережения не приносят пользы людям неверующим. Неужели они ждут дней, подобных тем, которые наступили для их предшественников? Скажи: ждите, и я подожду вместе с вами. Потом мы спасем наших посланников и тех, которые уверовали. Так нам надлежит спасать верующих. Скажи: о люди, если вы сомневаетесь в моей религии, то ведь я не поклоняюсь тем, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Я поклоняюсь Аллаху, который умертвит вас, и мне приказано быть одним из верующих. Обрати свой лик к религии, будучи ханифом, и не будь из числа многобожников. Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь так, то станешь одним из несправедливых. Если Аллах нашлет на тебя беду, то никто, кроме Него, не избавит тебя от нее. Если Он пожелает одарить тебя благом, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею того из своих рабов, кого пожелает. Он прощающий, милующий. Скажи: о люди, к вам явилась истина от вашего Господа. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Я не смотритель над вами. Следуй тому, что внушается тебе через откровение, и терпи, пока Аллах не вынесет приговор, ведь Он наилучший из судей. Сура 11. Худ. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф, лям, ра. Это Писание, аяты которого сделаны совершенными, а затем разъяснены мудрым, ведающим.
Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Поистине я для вас предостерегающий увещеватель и добрый вестник от Него. Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, и Он наделит вас прекрасными благами до назначенного срока и одарит своей милостью каждого милостивого. Если же вы отвернетесь, то я боюсь, что вас постигнут мучения в великий день. Вы вернетесь к Аллаху, а ведь Он всемогущ. Знайте же, что они сворачивают свои сердца, чтобы спрятаться от Него. И знайте, что даже когда они закутываются в одежду, Он знает то, что они утаивают и обнародуют. Он ведает то, что в груди. Нет на земле ни единого животного, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Он знает их место пребывания и место хранения. Все записано в Ясном Писании. Он тот, кто создал небеса и землю за 6 дней, когда его трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше. Если ты скажешь, вы будете воскрешены после смерти, то неверующие скажут, это не что иное, как очевидное колдовство. Если мы отложим наказание их до рассчитанного срока, то они скажут, что же удерживает его. Знайте же, что в тот день, когда оно постигнет их, ничто не отвратит его, и окружит их то, над чем они насмехались. Если мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберем это, то он отчаивается и становится неблагодарным. Если же мы дадим ему вкусить милость после постигшей его беды, то он говорит: «Напасти оставили меня в покое». Он начинает ликовать и бахвалиться. И только тем, которые терпели и совершали праведные деяния, уготованы прощение и большая награда. Быть может, ты оставишь часть того, что было внушено тебе через откровение, и твое сердце сожмется от этого, потому что они говорят, почему ему не ниспосланы сокровища, или ангел не явился вместе с ним. Но ведь ты всего лишь предостерегающий увещеватель, а Аллах – попечитель и хранитель всякой вещи. Или же они говорят, он измыслил Коран. Скажи, принесите 10 вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете помимо Аллаха, если вы говорите правду. Если они не ответят вам, то знайте, что Он ниспослан с ведома Аллаха и что нет божества, кроме Него. Неужели вы не станете мусульманами? Тем, кто желает ближней жизни и ее украшений, мы сполна воздадим за их поступки в ней, и они не будут обделены. В последней жизни для них не будет ничего, кроме огня. Тщетно будет то, что они совершили в этом мире, и бесполезны будут их деяния. Разве тот, кто опирается на ясный довод от своего Господа, за которым следует свидетель от Него, и до которого руководством и милостью было Писание Мусы, подобен неверующему? Они уверовали в Коран, а партиям, которые не уверовали в него, обещан огонь, и не сомневайтесь в этом. Поистине, это истина от твоего Господа, хотя большая часть людей не верует. Кто может быть несправедливее того, кто возвел навет на Аллаха? Когда они предстанут перед Господом, свидетели скажут, это они оболгали своего Господа. Знайте же, что проклятие Аллаха лежит на несправедливых, которые сбивают других с пути Аллаха, стремясь исказить его, и не веруют в последнюю жизнь. Они не смогут спастись на земле, и не будет у них помощников вместо Аллаха. Их мучения будут приумножены. Они не могли слышать и не видели. Они потеряют самих себя, и покинет их то, что они измышляли. Нет сомнения в том, что в последней жизни они понесут самый большой урон. Поистине те, которые уверовали, совершали праведные деяния и были смиренны перед своим Господом, будут обитателями рая и пребудут там вечно. Эти две группы
подобны слепому и глухому, и зрячему и слышащему. Разве равны они по положению? Неужели вы не вразумитесь? Мы отправили Нуха к его народу. Поистине, я для вас разъясняющий и предостерегающий увещеватель. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Я боюсь, что вас подвергнут страданиям в мучительный день. Знатные люди его народа, которые не уверовали, сказали: «Мы видим, что ты такой же человек, как и мы, и мы видим, что за тобой, недолго думая, пошли только самые ничтожные среди нас. Мы не видим, чтобы вы чем-то превосходили нас. Напротив, мы считаем вас лжецами». Он сказал: «О мой народ, а что, если я опираюсь на ясный довод от моего Господа, и Он даровал мне от себя милость, которая непонятна вам? Неужели мы станем принуждать вас к этой милости, если вам она ненавистна? О мой народ, я не прошу у вас за это богатство, ибо вознаградит меня один лишь Аллах. Я не стану прогонять тех, которые уверовали, ибо они собираются встретиться со своим Господом, а вас я считаю людьми невежественными. О мой народ, кто защитит меня от Аллаха, если я прогоню их? Неужели вы не вразумитесь? Я не говорю вам, что владею сокровищницами Аллаха. Я не ведаю сокровенное. Я не говорю, что являюсь ангелом. Я также не говорю тем, которые презренны в ваших глазах, что Аллах не дарует им никакого добра. Аллаху лучше знать о том, что в их душах. В противном случае я стал бы одним из несправедливых. Они сказали: «О Нух, ты пререкался с нами и пререкался долго. Так яви же нам то, чем ты угрожаешь нам, если ты один из тех, кто говорит правду». Он сказал: «Поистине это явит вам сам Аллах, если пожелает, и не в ваших силах предотвратить это. Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение. Он ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены». Или же они говорят: «Он сочинил его». Скажи: «Если я сочинил его, то на мне лежит мой грех, но к вашим преступлениям я не причастен». Нуху было внушено через откровение: верующими из твоего народа будут только те, которые уже уверовали. Посему не печалься от того, что они совершают. Воздвигни ковчег у нас на глазах и по откровению нашему, и не проси меня за тех, которые были несправедливы. Поистине они будут потоплены. Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его народа, они глумились над ним. А он говорил: «Если вы глумитесь над нами, то и мы будем глумиться над вами, подобно тому, как глумитесь вы. Вы непременно узнаете, кого поразит унизительная кара, кого постигнут вечные мучения». А когда явилось наше веление и забурлила печь, мы сказали: «Погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью, за исключением тех, о которых уже было сказано слово, а также тех, кто уверовал. Но уверовали вместе с ним лишь немногие». Он сказал: «Садитесь на него. С именем Аллаха он будет плыть и останавливаться. Поистине, Господь мой прощающий, милующий». Ковчег поплыл с ними по волнам, подобным горам, и Нух обратился к своему сыну, который одиноко стоял в стороне: «Сын мой, садись с нами и не оставайся с неверующими». Он сказал: «Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды». Он сказал: «Сегодня никто не спасет от воли Аллаха, если только Он не смилостивится». Тут волна разлучила их, и он оказался в числе потопленных. И было сказано: «О земля, поглоти свою воду, о небо, перестань». Вода спала, и свершилось веление. Ковчег пристал к Джуде,
и было сказано: да сгинут люди несправедливые. Нух воззвал к своему Господу: Господи, ведь сын мой частица моей семьи. Твое обещание правдиво, и ты наимудрейший из судей. Он сказал: о Нух, он не частица твоей семьи, и такой поступок не является праведным. Не проси меня о том, чего не ведаешь. Поистине, я призываю тебя не быть одним из невежд. Он сказал: Господи, я прибегаю к тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. И если ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток. И было сказано: о Нух, сходи на землю с миром от нас, и да пребудет благословение над тобой и теми народами, которые с тобой. Но будут народы, которых мы облагодетельствуем, после чего их постигнут мучительные страдания от нас. Вот повествование о сокровенном, которое мы внушаем тебе. Ни ты, ни твой народ не ведали о них прежде. Будь же терпелив, ибо добрый исход уготован богобоязненным. Мы отправили к адитам их брата Худа. Он сказал: о мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Вы же измышляете ложь. О мой народ, я не прошу у вас за это награды, ибо вознаградит меня тот, кто создал меня. Неужели вы не разумеете? О мой народ, просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним. Он ниспошлет вам с неба обильный дождь и приумножит вашу силу. Посему не отворачивайтесь, будучи грешниками. Они сказали: о Худ, ты не привел нам ясного довода, и мы не отречемся от наших богов ради твоих слов. Мы не уверуем в тебя. Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло. Он сказал: поистине я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я не причастен к тем, кому вы поклоняетесь. Вместо него стройте ваши козни против меня все вместе и не давайте мне отсрочки. Поистине я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного животного, которого бы он не держал за чуб. Поистине, мой Господь на прямом пути. Если же вы отвернетесь, то ведь я довел до вашего сведения то, с чем я к вам отправлен. Мой Господь заменит вас другим народом, и вы ничем не навредите Ему. Поистине, Господь мой – хранитель всякой вещи. Когда же явилось наше веление, мы по своей милости спасли Худа и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы избавили их от лютой кары. Такими были адиты. Они отвергли знамения своего Господа, ослушались Его посланников и последовали за всяким горделивым упрямцем. Проклятие будет преследовать их в этом мире и в день воскресения. Знайте же, что адиты не уверовали в своего Господа, и знайте, что сгинули адиты, народ Худа. Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: о мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Поистине, мой Господь близкий, отзывчивый. Они сказали: о Салих, прежде ты был нашей надеждой. Неужели ты запрещаешь нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Поистине мы испытываем подозрительные сомнения относительно того, к чему ты нас призываешь. Он сказал: о мой народ, а что, если я опираюсь на ясный довод от моего Господа, и Он даровал мне от себя милость? Кто тогда защитит меня от Аллаха, если я ослушаюсь Его? Вы же не можете приумножить для меня ничего, кроме убытка. О мой народ, вот это верблюдица Аллаха – знамение для вас. Пусть она пасется на земле Аллаха, и вы не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут близкие мучения.
Но они подрезали ей поджилки, и Салих сказал: «Наслаждайтесь в своих жилищах еще 3 дня. Это обещание не окажется лживым». Когда же явилось наше веление, мы по милости своей спасли Салиха и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы избавили их от позора в тот день. Поистине, Твой Господь всесильный, могущественный. А несправедливых поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах, словно они никогда не жили там. Знайте же, что самудяне не уверовали в своего Господа, и знайте, что сгинули самудяне. Наши посланцы принесли Ибрахиму радостную весть и сказали: «Мир». Он сказал: «И вам мир», и не преминул принести жареного теленка. Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он не одобрил их и испугался их в душе. Посланцы сказали: «Не бойся, поистине мы посланы к народу Лута». Жена его стояла и засмеялась, и мы сообщили ей благую весть об Исхаке, а вслед за Исхаком — Якубе. Она сказала: «Горе мне, неужели я рожу? Ведь я старуха, и мой муж старик. Поистине, это нечто удивительное». Они сказали: «Неужели ты удивляешься повелению Аллаха? Да пребудет над вами милость и благословение Аллаха, обитатели дома. Поистине, Он достохвальный, славный». Когда страх Ибрахима прошел, и он услышал радостную весть, он стал припираться с нами за народ Лута. Поистине, Ибрахим был выдержанным, смиренным и кающимся. Ангелы сказали: «О Ибрахим, перестань, ибо твой Господь уже отдал приказ, и их постигнут неотвратимые мучения». Когда наши посланцы явились к Луту, он огорчился из-за них, и его сердце сжалось. Он сказал: «Это тяжкий день». К нему сбежались его соплеменники, которые и прежде совершали злодеяния. Он сказал: «О мой народ, вот мои дочери, они для вас чище. Побойтесь Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного мужчины?» Они сказали: «Ты знаешь, что нам не нужны твои дочери. Тебе известно, чего мы хотим». Он сказал: «Если бы у меня была сила, чтобы одолеть вас, если бы у меня была мощная опора». Они сказали: «О Лут, мы посланцы твоего Господа, и они не причинят тебе зла. Отправляйся в путь вместе со своей семьей среди ночи, и пусть никто из вас не оглядывается, и только твою жену поразит то, что поразит остальных. Их срок выйдет утром. Разве утро не близко? Когда же явилось наше веление, мы перевернули вверх дном их селения и последовательно обрушили на них каменья из обожженной глины, помеченные у твоего Господа. Поистине, они недалеки от несправедливых. Мы отправили к мадианитам их брата Шуайба. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Не обмеривайте и не обвешивайте. Я вижу, как вы благоденствуете, и боюсь, что вас постигнут мучения в объемлющий день. О мой народ, наполняйте меру и весы по справедливости, не придерживайте имущество людей и не злодействуйте на земле, распространяя нечестие. Для вас лучше довольствоваться тем, что Аллах оставил вам, если только вы верующие, и я не ваш хранитель». Они сказали: «О Шуайб, неужели твоя молитва повелевает нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы, или распоряжаться нашим имуществом не так, как мы того хотим? Ведь ты выдержанный, благоразумный». Он сказал: «О мой народ, а что, если я опираюсь на ясный довод от моего Господа, и Он наделил меня прекрасным уделом от себя?
Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю вам, а хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь. О мой народ, пусть ваши разногласия со мной не обрекут вас на то, что постигло народ Нуха, или народ Худа, или народ Салиха. Народ Лута тоже не был далек от вас. Просите прощения у своего Господа, а потом покайтесь перед Ним. Поистине мой Господь, милующий, любящий. Они сказали: «О Шуайб, многое из того, что ты говоришь, нам непонятно. Мы считаем тебя слабым среди нас. Если бы не твой род, мы побили бы тебя камнями. Ты нисколько не дорог нам». Он сказал: «О мой народ, неужели мой род дороже для вас, чем Аллах? Вы оставили его за спиной, а ведь мой Господь объемлет то, что вы совершаете. О мой народ, действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Вы скоро узнаете, кого постигнут унизительные мучения, и кто является лжецом. Ждите, и я подожду вместе с вами. Когда же явилось наше веление, мы по своей милости спасли Шуайба и тех, кто уверовал вместе с ним. А несправедливых поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах, словно они никогда не жили там. Знайте же, что сгинули мадианиты, как сгинули самудяне. Мы отправили Мусу с нашими знамениями и явным доказательством к фараону и его знати. Но они последовали повелению фараона, хотя повеление фараона было неразумным. В день воскресения фараон возглавит свой народ и приведет их в огонь. Отвратительно то место, куда их поведут. Проклятие будет преследовать их в этом мире и в день воскресения. Отвратителен дар, которым их одарили. Это некоторые из повествований о селениях, которые мы рассказываем тебе. Одни из них все еще существуют, а другие уже скошены. Мы не были к ним несправедливы, однако они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им. Они не приумножили им ничего, кроме погибели. Какой была хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители которых были несправедливы? Поистине, хватка Его мучительно сурова. Поистине в этом знамение для тех, кто страшится мучений в последней жизни. Это будет день, когда будут собраны люди. Это будет день, когда все будут присутствовать. Мы отсрочим его лишь до рассчитанного срока. Когда этот день наступит, ни один человек не заговорит без его соизволения, и среди них будут несчастные и счастливые. Несчастные пребудут в огне, где они будут вздыхать и хрипеть. Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, кроме того, что пожелает твой Господь. Поистине твой Господь вершит то, что пожелает. Счастливые же пребудут в раю. Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, кроме того, что пожелает твой Господь. Это будет неиссякаемый дар. Не сомневайся в том, чему они поклоняются. Они поклоняются тем, кому прежде поклонялись их отцы. Поистине мы воздадим им сполна, без убавления. Мы дали Мусе Писание, но по его поводу возникли разногласия. И если бы не было прежде слова от твоего Господа, то спор их был бы решен. Поистине они испытывают подозрительные сомнения относительно него. Поистине твой Господь воздаст сполна каждому из них за его деяние, ведь Он ведает то, что они совершают. Будь же тверд на прямом пути, как тебе приказано,
вместе с теми, кто покаялся наряду с тобой. И не приступайте к границе дозволенного, ибо Он видит то, что вы совершаете. Не склоняйтесь на сторону несправедливых, дабы вас не коснулся огонь. Не будет у вас помощников вместо Аллаха, и после этого никто не окажет вам поддержки. Совершай молитву в конце 2 частей дня и в некоторые часы ночи. Поистине, добрые деяния удаляют злодеяния. Это напоминание для поминающих. Терпи, ибо Аллах не теряет вознаграждения делающих добро. Если бы только среди поколений, живших до вас, были мудрые люди, которые выступали бы против нечестия на земле. Такими были лишь немногие из числа тех, кого мы спасли, а несправедливые последовали за тем, что было дано им, и стали грешниками. Твой Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны. Если бы твой Господь пожелал, то сделал бы человечество единой общиной верующих. Однако они не перестают разногласить. Кроме тех, кому был милостив твой Господь, Он сотворил их для этого. Исполнится слово твоего Господа: я непременно заполню гиенну джиннами и людьми, всеми вместе. Мы рассказываем тебе повествование о посланниках, чтобы укрепить ими твое сердце. В этой суре к тебе явилась истина, увещевание и напоминание для верующих. Скажи тем, которые не веруют: действуйте по своему усмотрению, и мы тоже будем действовать. Выжидайте, и мы тоже будем выжидать. Аллаху ведомо сокровенное на небесах и на земле, и к Нему возвращаются дела. Посему поклоняйся Ему и уповай на Него. Не пренебрегает Господь твой тем, что вы совершаете. Сура 12. Юсуф. Иосиф. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф, лям, ра. Это аяты ясного писания. Поистине, мы не спаслали Коран по-арабски, быть может, вы уразумеете. Мы рассказываем тебе самый прекрасный рассказ, внушая тебе через откровение этот Коран, хотя прежде ты был одним из тех, кто ничего не ведал об этом. Вот Юсуф сказал своему отцу: «Отец мой, поистине я видел 11 звезд, солнце и луну. Я видел, как они поклонились мне». Он сказал: «О сын мой, не рассказывай этот сон своим братьям, а не то они замыслят против тебя дурное. Поистине, шайтан – явный враг человеку. Твой Господь изберет тебя, научит тебя толковать сны и одарит совершенной милостью тебя и род Якуба, подобно тому, как еще раньше Он одарил совершенной милостью твоих отцов Ибрахима и Исхака. Поистине, твой Господь знающий, мудрый». Безусловно, Юсуф и его братья стали знамениями для тех, кто спрашивает. Вот они сказали: «Отец любит Юсуфа и его брата больше, чем нас, хотя нас много. Поистине, наш отец пребывает в очевидном заблуждении. Убейте Юсуфа или бросьте его на другой земле. Тогда лицо вашего отца целиком будет обращено к вам, а после этого вы будете праведными людьми». Один из них сказал: «Не убивайте Юсуфа, а бросьте его на дно колодца, если вы решили действовать. Один из караванов вытащит его». Они сказали: «О отец наш, почему ты не доверяешь нам Юсуфа? Поистине мы желаем ему добра. Отпусти его завтра с нами, пусть он насладится и поиграет, а мы будем оберегать его». Он сказал: «Мне грустно от того, что вы уведете его. Я боюсь, что волк растерзает его, когда вы оставите его без присмотра». Они сказали:
Если волк растерзает его, тогда как нас целая группа, то мы действительно окажемся потерпевшими убыток. Когда они увели его и бросили на дно колодца, мы внушили ему: ты непременно напомнишь им об этом поступке, когда они даже не узнают тебя. Вечером они вернулись к своему отцу с плачем и сказали: «О, отец наш, мы стали соревноваться, а Юсуфа оставили возле наших вещей, и волк съел его. Ты не веришь нам, даже когда мы говорим правду». Они показали лживую кровь на его рубашке, и он сказал: «О нет, это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы рассказали». Когда прибыл караван, люди послали водоноса набрать воды. Он опустил свое ведро и сказал: «Вот радость, это же мальчик». Они спрятали его, чтобы продать. Но Аллах ведал о том, что они совершали. Братья Юсуфа продали его за ничтожную цену, всего за несколько дирхамов. Они невысоко оценили его. Тот житель Египта, который купил Юсуфа, сказал своей жене: «Относись к нему хорошо. Быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его». Так мы утвердили Юсуфа на земле и научили его толкованию снов. Аллах властен вершить свои дела, однако большинство людей не ведает об этом. Когда же Юсуф достиг зрелого возраста, мы даровали ему умение принимать решения и знания. Так мы вознаграждаем делающих добро. Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его, заперла двери и сказала: «Иди ко мне». Он сказал: «Упаси Аллах, ведь он мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Поистине не преуспеют несправедливые». Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамения своего Господа. Так мы отвратили от него зло и мерзость. Поистине он был из числа наших избранных рабов. Они бросились к двери, пытаясь опередить друг друга, и она порвала его рубаху со спины. У двери они встретили ее господина. Она сказала: «Как иначе можно покарать того, кто хотел причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не подвергнуть мучительным страданиям?» Он сказал: «Это она пыталась соблазнить меня». А свидетель из ее семьи сказал: «Если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он один из тех, кто лжет. А если рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он один из тех, кто говорит правду». Увидев, что его рубаха разорвана со спины, он сказал: «Поистине все это ваши женские козни. Поистине ваши козни велики. Юсуф, забудь об этом, а ты проси прощения за свое прегрешение, ибо ты совершила грех». Женщины в городе стали говорить: «Жена визиря пыталась соблазнить своего юного раба. Она страстно возлюбила его, и мы полагаем, что она впала в очевидное заблуждение». Когда она услышала про их хитрость, то пригласила их, велела приготовить им подушки, дала каждой по ножу для фруктов и сказала: «Выйди к ним». Когда они увидели его, то так превознесли его, что порезали ножами себе руки и сказали: «Упаси Аллах, да ведь это не человек, он никто иной, как благородный ангел». Она сказала: «Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Я действительно пыталась его соблазнить, но он отказался. Но если он не выполнит мой приказ, то будет заточен в темницу и окажется в числе презренных». Он сказал: «Господи, темница мне милее того, к чему меня призывают. Если ты не отвратишь от меня их козни, я уступлю им и окажусь в числе невежд». Господь ответил на его мольбу и отвратил от него их козни.
Поистине, Он слышащий, знающий. Но даже после того, как они увидели знамение, они решили заточить его до поры до времени. Вместе с ним в темницу попали двое юношей. Один из них сказал: «Я видел, что выжимаю вино». Другой сказал: «Я видел, что несу на голове хлеб, который клюют птицы. Поведай нам толкование этого, ибо мы считаем тебя одним из праведников». Он сказал: «Не успеют принести еду, которой вас кормят, как еще раньше я растолкую ваши сновидения. Это часть того, чему научил меня мой Господь. Поистине я отрекся от религии людей, которые не веруют в Аллаха и не признают последнюю жизнь. Я последовал за верой моих отцов, Ибрахима, Исхака и Якуба. Нам не подобает поклоняться никому, кроме Аллаха. Такова милость Аллаха к нам и к человечеству, но большинство людей неблагодарны. О мои товарищи по темнице, множество различных богов лучше, или же Аллах, единственный, могущественный? Помимо Него, вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большинство людей не знает этого. О мои товарищи по темнице, один из вас будет разливать вино для своего господина, а другой будет распят, и птицы будут клевать с его головы. Дело, о котором вы спрашиваете, уже предрешено. Он попросил того, который, по его предположению, должен был спастись: «Напомни обо мне твоему господину». Но шайтан побудил его позабыть напомнить это его господину, и он пробыл в темнице несколько лет. Царь сказал: «Я видел, как 7 тощих коров пожирают 7 тучных, а также 7 зеленых колосьев и 7 высохших. О знатные люди, разъясните мое видение, если вы умеете толковать сны». Они сказали: «Это бессвязные сны. Мы не умеем толковать такие сновидения». Но тот из 2 людей, который спасся, вдруг вспомнил его спустя много времени и сказал: «Я расскажу вам его толкование, только пошлите меня». Он сказал: «О Юсуф, о правдивый муж, поведай нам о 7 тучных коровах, которые пожирают 7 тощих, а также о 7 зеленых колосьях и 7 высохших, чтобы я вернулся к людям. Быть может, они уразумеют». Юсуф сказал: «Вы будете усердно сеять 7 лет подряд. То, что пожнете, оставляйте в колосьях, за исключением небольшого количества, которое вы будете есть. Затем наступят 7 тяжелых лет, которые поедят то, что вы приготовите для них, кроме небольшого количества, которое вы сбережете. Вслед за ними наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды». Царь сказал: «Приведите его ко мне». Когда посланец пришел к Юсуфу, он сказал: «Возвращайся к своему господину и спроси его, что стало с женщинами, которые порезали себе руки. Поистине моему Господу известно об их кознях». Он сказал: «Что вы скажете о том, как вы пытались соблазнить Юсуфа?» Они ответили: «Упаси Аллах, мы не знаем о нем ничего плохого». Жена визиря сказала: «Теперь истина прояснилась. Это я пыталась соблазнить его, а он один из тех, кто говорит правду. Я признаюсь в этом для того, чтобы мой муж знал, что я не изменила ему в его отсутствие и что Аллах не помогает козням изменников. Я не оправдываю себя, ведь душа повелевает зло, кроме тех, над кем смилостивился мой Господь. Поистине мой Господь прощающий, милующий». Царь сказал: «Приведите его ко мне».
я сделаю его своим приближенным». Побеседовав с ним, он сказал: «Сегодня при нас ты обрел положение и доверие». Он сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я знающий хранитель». Так мы наделили Юсуфа властью на земле. Он мог поселиться там, где желал. Мы одаряем своей милостью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения делающих добро. Поистине вознаграждение в последней жизни лучше для тех, которые уверовали и были богобоязненны. Братья Юсуфа прибыли в Египет и явились к нему. Он узнал их, а они его не узнали. Снабдив их провизией, он сказал: «Привезите ко мне вашего брата по отцу. Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру, и что я самый гостеприимный из хозяев? Если же вы не привезете его ко мне, то я не стану отмеривать вам, и тогда даже не приближайтесь ко мне». Они сказали: «Мы постараемся уговорить его отца. Мы непременно сделаем это». Он велел своим слугам: «Положите их деньги во вьюки, чтобы они узнали о них, когда возвратятся к своим семьям. Быть может, они вернутся». Вернувшись к отцу, они сказали: «Отец наш, нам не будут больше отмеривать зерно. Отпусти с нами нашего брата, и мы получим свою меру. Поистине мы будем оберегать его». Он сказал: «Разве я доверю его вам, как прежде доверил его брата? Аллах охраняет лучше. Он самый милостивый из милующих». Когда они развязали свои вьюки, то обнаружили, что их товары были возвращены им. Они сказали: «Отец наш, что еще можно пожелать? Наши товары вернули нам. Мы обеспечим пропитанием нашей семьи, сбережем нашего брата и получим вдобавок верблюжий вьюг. Эта мера не будет обременительной». Он сказал: «Я не отпущу его с вами, пока вы не поклянетесь Аллахом, что непременно вернетесь с ним, если только вы не попадете в окружение». Когда же они поклялись ему, он сказал: «Аллах является попечителем и хранителем того, что мы сказали». Он сказал: «Сыновья мои, не входите через одни ворота, а войдите через разные. Я ничем не смогу помочь вам наперекор Аллаху. Решение принимает только Аллах. На Него одного я уповаю, и пусть только на Него уповают уповающие». Они вошли так, как им велел отец. Он ничем не мог помочь им вопреки воле Аллаха. Но таким было желание души Якуба, которое он удовлетворил. Поистине он обладал знанием, ведь мы научили его. Но большая часть людей не знает. Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе своего брата и сказал: «Поистине я твой брат. Пусть не печалит тебя то, что они совершали». Снабдив их провизией, он положил чашу в мешок своего брата, а затем глашатай закричал: «О караванщики, вы воры!» Повернувшись к ним лицом, братья сказали: «Что вы потеряли?» Они сказали: «Мы потеряли чашу царя. Кто принесет ее, получит верблюжий вьюг. Я отвечаю за это». Братья сказали: «Клянемся Аллахом, вы знаете, что мы не прибыли для того, чтобы распространять нечестие. Мы не являемся ворами». Они сказали: «Каким же будет возмездие ему, если вы лжете?» Братья сказали: «Тот, в чьем вьюке она будет найдена, будет задержан в наказании. Так мы воздаем несправедливым». Он начал с их мешков до того, как обыскал мешок своего брата, а затем вытащил чашу из мешка своего брата. Мы научили Юсуфа этой хитрости, ибо по законам царя он не мог задержать своего брата, если бы того не захотел Аллах. Мы возносим по степеням тех, кого пожелаем, и выше любого обладающего знанием есть более знающий.
Они сказали: «Если он украл, то ведь еще раньше воровал его брат». Юсуф утаил это в своей душе и не открылся им, а только подумал: «Ваше положение еще более отвратительно, и Аллаху лучше знать о том, что вы измышляете». Они сказали: «О визирь, его отец многолетний старик, задержи вместо него кого-либо из нас. Мы видим, что ты один из делающих добро». Он сказал: «Упаси нас Аллах задержать кого-нибудь вместо того, у кого мы нашли нашу вещь. Поступив так, мы стали бы одними из несправедливых». Отчаявшись, они уединились для совета, и старший из них сказал: «Помните ли вы о том, что отец заставил нас поклясться Аллахом, и что раньше вы неправедно поступили с Юсуфом? Я ни за что не покину этой страны, пока отец не разрешит мне, или пока Аллах не примет свое решение относительно меня. Поистине Он наилучший из судей. Возвращайтесь к отцу и скажите: Отец наш, твой сын украл. Мы свидетельствуем только о том, что знаем, и не ведаем о сокровенном. Спроси жителей селения, в котором мы были, и людей из каравана, с которым мы вернулись. Поистине мы говорим правду». Он сказал: «О нет, это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Возможно, Аллах возвратит мне всех вместе. Поистине Он знающий, мудрый». Он отвернулся от них и сказал: «Как жаль Юсуфа!» И очи его побелели от печали, которую он сдерживал. Они сказали: «Клянемся Аллахом, ты не перестанешь вспоминать Юсуфа, пока не ослабеешь или не умрешь». Он сказал: «Я жалуюсь на скорбь и печаль только Аллаху, и узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете. О сыновья мои, ступайте и разыщите Юсуфа и его брата, и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие». Войдя к нему, они сказали: «О визирь, нас и наш род поразила беда. Мы прибыли с небольшим товаром. Отмерь нам меру сполна и окажи нам милость. Поистине Аллах вознаграждает делающих добро». Он сказал: «Поняли ли вы, как вы поступили с Юсуфом и его братом, когда были невежественны?» Они сказали: «Неужели ты Юсуф?» Он сказал: «Я Юсуф, а это мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Поистине, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждение делающих добро». Они сказали: «Клянемся Аллахом, Аллах предпочел тебя нам, мы же были грешниками». Он сказал: «Сегодня я не стану укорять вас, да простит вас Аллах, ибо Он самый милостивый из милующих. Ступайте с моей рубахой и накиньте ее на лицо моего отца, и тогда он прозреет, а потом привезите ко мне всю свою семью». Как только караван покинул Египет, их отец сказал: «Поистине я чувствую запах Юсуфа, если только вы не считаете меня выжившим из ума стариком». Они сказали: «Клянемся Аллахом, ты пребываешь в своем старом заблуждении». Когда же прибыл добрый вестник, накинул рубаху на его лицо, и тот прозрел, он сказал: «Разве я не говорил вам, что мне известно от Аллаха то, чего вы не знаете?» Они сказали: «Отец наш, попроси прощения нашим грехам. Поистине мы были грешниками». Он сказал: «Я попрошу моего Господа простить вас, ведь Он прощающий, милующий». Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе родителей и сказал: «Входите в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах». Он поднял своих родителей на трон, и они вместе с братьями пали ниц перед ним. Он сказал: «Отец мой,
Вот и исполнился мой давний сон. Господь мой сделал его явью. Он облагодетельствовал меня, освободив из темницы, и привел вас из пустыни после того, как шайтан посеял вражду между мною и моими братьями. Поистине мой Господь добр, кому пожелает. Поистине Он знающий, мудрый. Господи, Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и земли, Ты мой покровитель в этом мире и в последней жизни. Умертви меня мусульманином и присоедини к праведникам. Это один из рассказов о сокровенном, который мы внушили тебе. Ты не был с ними, когда они вместе принимали решения и строили козни. Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь желать этого. Ты не просишь у них вознаграждения за это, ведь это только напоминание для миров. Как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят и отворачиваются. Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей. Неужели они не опасаются того, что покрывало наказания Аллаха окутает их, или что час настанет внезапно, когда они об этом и думать не будут? Скажи, таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Свят Аллах, и я не из числа многобожников. До тебя мы направляли посланниками только мужей из селений, которым мы внушали откровение. Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, которые жили до них? Поистине обитель в последней жизни лучше для богобоязненных. Неужели они не разумеют? Когда же посланники приходили в отчаяние и полагали, что их отвергли, к ним приходила наша помощь, и спасались те, кого мы хотели спасти. Наше наказание нельзя отвратить от грешных людей. В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. Это не вымышленный рассказ, а подтверждение того, что было прежде, разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость для людей верующих. Сура 13. Ар-Рад. Гром. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф, лям, мим, ра. Это аяты Писания. Ниспосланная тебе от твоего Господа есть истина, но большинство людей не верует. Аллах тот, кто возвел небеса без опор, которые вы могли бы увидеть, а потом возвысился на троне. Он подчинил вашим интересам солнце и луну. Все они движутся до назначенного срока. Он управляет делами и разъясняет знамения. Быть может, вы будете убеждены во встрече со своим Господом. Он тот, кто распростер землю, установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней из всяких плодов по паре. Он покрывает день ночью. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. На земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посевы, финиковые пальмы, растущие из одного корня или из разных корней. Их орошают одной водой, но одни из них мы создаем более вкусными, чем другие. Поистине в этом знамение для людей разумеющих. Если ты удивляешься, то удивляйся их словам. Неужели после того, как мы станем прахом, мы возродимся в новом творении? Они – те, которые не уверовали в своего Господа. Они – те, у кого на шеях оковы. Они обитатели огня, которые пребудут в нем вечно. Они торопят тебя со злом прежде добра. Но ведь до них уже были примеры поучительного наказания. Поистине твой Господь прощает людей, несмотря на их несправедливость. Поистине твой Господь суров в наказании.
Неверующие говорят: почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Поистине, ты всего лишь предостерегающий увещеватель, и у каждого народа есть наставник. Аллаху известно, что носит каждая самка, насколько сжимается или расширяется каждая утроба. Всякая вещь у него имеет меру. Он, ведающий сокровенное и явное, большой, превознесшийся. Скрываете вы свои речи или произносите их вслух, прячетесь вы ночью или открыто передвигаетесь днем, все вы равны перед Аллахом. Есть у него ангелы, сменяющие друг друга. Они следуют перед человеком и позади него, и охраняют его от веления Аллаха. Поистине Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Если же Аллах пожелает людям зла, то ничто не предотвратит этого. Нет у них властелина, кроме Него. Он тот, кто показывает вам молнию, чтобы вы боялись и надеялись, и создает тяжелые облака. Гром прославляет Его хвалой, а также ангелы от страха перед Ним. Он мечет молнии и поражает ими, кого пожелает. Они спорят об Аллахе, а ведь Он силен и суров в наказании. К Нему обращен призыв истины, а те, которых они призывают вместо Него, ничем не отвечают им. Они подобны тому, кто простирает руки к воде, чтобы поднести ее ко рту, но не может этого сделать. Поистине мольба неверующих к их вымышленным божествам всего лишь заблуждение. Те, кто на небесах и на земле, а также их тени, добровольно или невольно падают ниц перед Аллахом по утрам и перед закатом. Скажи, кто Господь небес и земли? Скажи: Аллах. Скажи, неужели вы взяли себе вместо Него помощников, которые не властны принести пользу и вред даже самим себе? Скажи, разве равны слепой и зрячий, или же равны мраки и свет? Или же они нашли сотоварищей Аллаха, которые творят так, как творит Аллах, и эти творения кажутся им схожими? Скажи: Аллах – Творец всякой вещи. Он – единственный, всемогущий. Он низводит с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами. Поток несет пену, поднявшуюся на поверхность. Такая же окалина появляется на том, что раскаляют в огне для изготовления украшений или благ. Такие притчи Аллах приводит об истине и лжи. Пена и окалина будут выброшены, а то, что приносит людям пользу, останется на земле. Такие притчи приводит Аллах. Тем, которые ответили на призыв своего Господа, уготовано наилучшее. А расчет с теми, которые не ответили на его призыв, будет ужасен. Завладея они всем, что есть на земле, и еще стольким же, они попытались бы откупиться этим. Их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это ложе! Разве тот, кто знает, что ниспосланная тебе от твоего Господа истина, может быть подобен слепцу? Поистине вразумляются только обладающие разумом, которые верны завету с Аллахом и не нарушают обязательств, которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета, которые проявляют терпение, стремясь к лику своего Господа, совершают молитву, расходуют тайно и открыто из того, чем мы их наделили, и добром отталкивают зло. Им уготована последняя обитель. Сады Адна, в которые они войдут вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками. Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам за то, что вы проявили терпение. Как же прекрасна последняя обитель. А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, которые разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле,
уготованы проклятие и скверная обитель. Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Они радуются ближней жизни, но жизнь ближняя по сравнению с последней жизнью приходящая. Неверующие говорят: почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи: Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем тех, кто обратился к нему с покаянием. Они уверовали, и их сердца находят успокоение в поминании Аллаха. Знайте же, что только в поминании Аллаха находят успокоение сердца. Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы блаженство и прекрасное место возвращения. Так мы отправили тебя к народу, до которого жили другие народы, чтобы ты прочел им то, что мы внушили тебе через откровение. Но они не уверовали в милостивого. Скажи: Он мой Господь, и нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, и к Нему я вернусь с покаянием. Если бы был Коран, благодаря которому сдвинулись бы горы, разверзлась бы земля или заговорили бы покойники, то им оказался бы этот Коран. Но любое решение остается только за Аллахом. Разве верующие еще не знают, что если бы Аллах захотел, то наставил бы всех людей на прямой путь? Бедствия не перестанут поражать неверующих за то, что они содеяли, или будут рядом с их жилищами до тех пор, пока не явится обещание Аллаха. Поистине, Аллах не нарушает своего обещания. До тебя посланники также подвергались осмеянию. Я давал отсрочку неверующим, но потом хватал их. Каким же было мое наказание? Разве тот, кто заботится о каждом человеке и о том, что он приобретает, подобен ложным божествам? Но они приобщают сотоварищей к Аллаху. Скажи: назовите их. Неужели вы поведаете ему о существующем на земле такое, что ему неизвестно? Или же это всего лишь пустые слова? Неверующих обольстили их собственной хитростью и сбили с пути. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет наставника. Им уготованы мучения в ближней жизни, но мучения в последней жизни будут еще более тяжкими, и никто не защитит их от Аллаха. Вот описание рая, обещанного богобоязненным. Там текут реки, не иссякают явства и не исчезает тень. Таков конец богобоязненных, а концом неверующих будет огонь. Те, кому мы дали Писание, радуются тому, что ниспослано тебе. Но среди партий есть такие, которые отвергают часть этого. Скажи: мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей. К Нему я призываю, и к Нему предстоит возвращение. Так мы ниспослали Коран законом по-арабски. Если ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то никто вместо Аллаха не станет твоим покровителем и защитником. Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство. Ни один посланник не мог явить знамение без соизволения Аллаха. У каждой записи свой срок. Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него Матерь Писания. Покажем мы тебе часть того, что мы обещаем им, или умертвим тебя. На тебя возложена только передача откровения, а нам надлежит предъявлять счет. Разве они не видят, как мы постепенно уменьшаем землю по краям? Аллах принимает решение, и никто не отменит его решение. Он скор в расчете. Их предшественники тоже замышляли козни, но все козни у Аллаха. Ему ведомо то, что приобретает каждая душа, и неверующие узнают, кому достанется последняя обитель. Неверующие говорят: ты не посланник. Скажи:
достаточно того, что свидетелем между мною и вами являются Аллах и обладающие знанием о Писании. Сура 14. Ибрахим. Авраам. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф, лям, ра. Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков неверия и невежества к свету, на путь могущественного, достохвального. Аллаха, которому принадлежит все, что на небесах и на земле. Горе от тяжких страданий неверующим, которые предпочитают жизнь ближнюю последней жизни, сбивают других с пути Аллаха и искажают его. Они пребывают в глубоком заблуждении. Мы отправляли только таких посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они разъясняли им заповеди Аллаха. После этого Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Он могущественный, мудрый. Мы отправили Мусу с нашими знамениями и повелели: выведи свой народ из мраков к свету и напомни им дни Аллаха. Поистине, в этом знамение для каждого терпеливого и благодарного. Вот Муса сказал своему народу: помните милость, которую Аллах оказал вам, когда спас вас от народа фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, резали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием от вашего Господа. Вот ваш Господь возвестил: если вы будете благодарны, то я одарю вас еще больше, а если будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжкие. Муса сказал: если вы и все обитатели земли станете неверующими, то ведь Аллах богатый, достохвальный. Разве не дошли до вас вести о народе Нуха, адитах и самудянах, и тех, кто жил после них? Никто, кроме Аллаха, не ведает о них. Их посланники привели им ясные доводы, но они клали пальцы в рот и говорили: мы не веруем в то, с чем вы посланы, и мы испытываем подозрительные сомнения относительно того, к чему вы призываете. Посланники говорили им: неужели вы сомневаетесь в Аллахе, Творце небес и земли? Он призывает вас, чтобы простить некоторые из ваших грехов и отсрочить вам до назначенного срока. Они говорили: вы такие же люди, как и мы. Вы хотите увести нас от того, чему поклонялись наши отцы. Приведите же нам ясное доказательство. Посланники говорили им: мы такие же люди, как и вы. Однако Аллах оказывает милость тому из своих рабов, кому пожелает. Мы не можем явить вам знамение без соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха. Отчего же нам не уповать на Аллаха, если Он повел нас нашими путями? Мы непременно стерпим причиняемые вами мучения. Пусть же уповающие уповают только на Аллаха. Неверующие говорили своим посланникам: мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в нашу религию. Тогда Господь внушал им: мы непременно погубим несправедливых и поселим вас на земле после них. Так будет с теми, кто боится предстать передо мной и боится моей угрозы. Они молили о победе, и терпел крах каждый упорствующий тиран. А впереди его ожидает гиенна, и поить его будут гнойной водой. Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет подступать к нему со всех сторон, но он не умрет, а впереди будут тяжкие мучения. Деяния тех, кто не уверовал в своего Господа, подобны пеплу, над которым пронесся сильный ветер в бурный день.
они не смогут распоряжаться ничем из того, что приобрели. Это и есть глубокое заблуждение. Разве ты не видишь, что Аллах сотворил небеса и землю ради истины? Если Он пожелает, то уведет вас и приведет другие творения. Это для Аллаха нетрудно. Все окажутся перед Аллахом, и тогда слабые скажут тем, которые превозносились: «Поистине мы следовали за вами. Можете ли вы хоть отчасти избавить нас от наказания Аллаха?» Они скажут: «Если бы Аллах наставил нас на прямой путь, то мы указали бы вам на него. Но теперь нам все равно. Будем мы горевать или будем терпеть, нам негде укрыться». Когда дело свершится, шайтан скажет: «Поистине обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал обещание. У меня не было над вами никакой власти. Я позвал вас, и вы послушались меня. Поэтому не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что раньше вы приобщали меня к Аллаху. Поистине, несправедливым уготованы мучительные страдания. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут введены в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно с дозволения своего Господа. Их приветствием там будет слово «мир». Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. Аллах приводит людям притчи, быть может, они вразумятся. А скверное слово подобно скверному дереву, которое можно вырвать с поверхности земли. Нет у него прочности. Аллах поддерживает верующих твердым словом в жизни ближней и в последней жизни. А несправедливых Аллах вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что пожелает. Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие и ввергли свой народ в обитель погибели, гиенну, в которой они будут гореть? Как же скверно это место пребывания! Они признавали равных Аллаху, чтобы сбить других с его пути. Скажи: пользуйтесь благами, но ваш путь лежит в огонь. Скажи тем из моих рабов, которые уверовали, чтобы они совершали молитву и расходовали тайно и явно из того, чем мы их наделили, пока не наступит день, когда не будет ни торга, ни дружбы. Аллах тот, кто создал небеса и землю, ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Подчинил вам корабли, которые плывут по морям по его воле, подчинил вам реки, подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день. Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Поистине, человек несправедлив и неблагодарен. Вот Ибрахим сказал: «Господи, сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам». Господи, поистине они ввели в заблуждение многих людей. Тот, кто последует за мной, относится ко мне. А если кто ослушается меня, то ведь ты прощающий, милующий. Господь наш, я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у твоего заповедного дома. Господь наш, пусть они совершают молитву. Сделай сердца некоторых людей привязанными к ним и надели их плодами. Быть может, они будут благодарны. Господь наш, Тебе ведомо то, что мы утаиваем, и то, что мы обнародуем.
Ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах. Хвала Аллаху, который даровал мне на старости лет Исмаиля и Исхака. Поистине мой Господь внимает мольбе. Господи, включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает молитву. Господь наш, прими мою мольбу. Господь наш, прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет предоставлен счет. Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят несправедливые. Он лишь отсрочивает им до того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены. Предостерегай людей от того дня, когда к ним явятся мучения. Тогда те, которые поступали несправедливо, скажут: «Господь наш, отсрочь нам ненадолго, и мы ответим на Твой призыв и последуем за посланниками». Им будет сказано: «Разве раньше вы не клялись, что не покинете земной мир? Вы обитали в жилищах тех, которые были несправедливы к себе. Вам было ясно, как мы поступили с ними, и мы приводили вам притчи. Они строили свои козни, но их козни были у Аллаха, а ведь козни эти могли сдвинуть горы. Не думай, что Аллах нарушает обещания, данные своим посланникам. Поистине Аллах могущественный, способный на возмездие. В тот день земля будет заменена другой, ровно как и небеса, и они предстанут перед Аллахом, единственным могущественным. В тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи. Их одеяние будет из смолы, а их лица будут покрыты огнем. Аллах воздаст каждой душе за то, что она приобрела. Поистине Аллах скор в расчете. Это послание к людям. Пусть их увещевают этим, и пусть они знают, что Он единственный Бог, и пусть вразумятся обладающие разумом. Сура 15. Аль-Хиджр. Хиджр. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф, лям, ра. Это аяты Писания и ясного Корана. Неверующие непременно пожелают оказаться мусульманами. Оставь их, пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями. Скоро они узнают. Все селения, которые мы погубили, имели известное предписание. Ни одна община не может определить свой срок или отложить его. Они сказали: «О тот, кому ниспослано напоминание, поистине ты одержимый. Почему ты не привел к нам ангелов, если ты один из тех, кто говорит правду? Мы ниспосылаем ангелов только с истиной, и тогда никто не получает отсрочки. Поистине мы ниспослали напоминание, и мы оберегаем его. Мы уже отправляли до тебя посланников к прежним общинам. Какой бы посланник ни приходил к ним, они издевались над ним. Также мы насаждаем неверие в сердцах грешников. Они не веруют в Коран, хотя уже были примеры первых поколений. Разверзни мы для них врата небесные, чтобы они поднялись туда. Они непременно сказали бы: наши взоры затуманены. Более того, мы околдованы. Поистине мы воздвигли созвездие на небе и украсили его для тех, кто смотрит. Мы предохранили его от всякого шайтана, изгнанного, побиваемого. А если он станет подслушивать украдкой, то за ним последует яркий светоч. Мы простерли землю, поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней всякие вещи в меру. Мы предоставили на земле пропитание вам и тем, кого вы не кормите.
Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у нас, и не спосылаем мы их только в известной мере. Мы послали ветры, оплодотворяющие облака водой, а потом низвергли с неба воду и напоили вас ею, но не вам ее сберегать. Поистине мы даруем жизнь и умерщвляем, и мы наследуем. Поистине мы знаем тех, кто жил прежде, и тех, кому суждено жить после них. Поистине Твой Господь соберет их всех, ведь Он мудрый, знающий. Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, из видоизмененной грязи. А еще раньше мы сотворили джиннов из палящего пламени. Вот Твой Господь сказал ангелам: «Поистине Я сотворю человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи. Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа, падите ниц перед ним». Ангелы пали ниц все до единого, кроме Иблиса. Он отказался пасть ниц вместе с остальными. Аллах сказал: «О Иблис, почему ты не в числе павших ниц?» Иблис сказал: «Не подобает мне падать ниц перед человеком, которого ты сотворил из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи». Аллах сказал: «Выйди отсюда, и отныне ты будешь изгнан и побит. И проклятие пребудет над тобой до дня воздаяния». Иблис сказал: «Господи, отсрочь мне до того дня, когда они будут воскрешены». Аллах сказал: «Поистине ты один из получивших отсрочку, до дня, срок которого определен». Иблис сказал: «Господи, за то, что ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех, кроме твоих избранных рабов». Аллах сказал: «Это путь, ведущий прямо ко мне. Поистине ты не властен над моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой. Поистине, гиенна — это место, обещанное всем им. У нее 7 врат, и для каждых врат предназначена определенная их часть. Поистине, богобоязненные пребудут в райских садах и среди источников. Входите сюда с миром, будучи в безопасности. Мы исторгнем злобу из их сердец, и братья пребудут на ложах лицом друг к другу. Там их не коснется усталость, и их не изгонят оттуда. Сообщи моим рабам, что я прощающий, милующий. Но наказание мое — наказание мучительное. Сообщи им также о гостях Ибрахима. Они вошли к нему и сказали: «Мир». Он сказал: «Поистине мы опасаемся вас». Они сказали: «Не бойся, поистине мы принесли тебе благую весть об умном мальчике». Он сказал: «Неужели вы сообщаете мне такую благую весть, когда старость уже одолела меня? Чем же вы меня радуете?» Они сказали: «Мы сообщаем тебе истинную весть, и не будь в числе тех, кто отчаивается». Он сказал: «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?» Он сказал: «Какова же ваша миссия, о посланцы?» Они сказали: «Мы посланы к грешным людям, и только семью Лута мы спасем целиком. Кроме его жены, мы решили, что она останется позади». Когда посланцы пришли к Луту, он сказал: «Поистине, вы люди незнакомые». Они сказали: «Но мы явились к тебе с тем, в чем они сомневались. Мы принесли тебе истину, и мы говорим правду. Среди ночи выведи свою семью
и сам иди вслед за ними. И пусть никто из вас не оборачивается. Ступайте туда, куда вам приказано. Мы объявили ему приговор о том, что к утру все они будут уничтожены. Жители города пришли радостные. Он сказал: «Это мои гости, не позорьте же меня. Побойтесь Аллаха и не унижайте меня». Они сказали: «Разве мы не запрещали тебе укрывать людей?» Он сказал: «Вот мои дочери, женитесь на них, если вы хотите этого». Клянусь твоей жизнью, они слепо скитались в своем опьянении. А на восходе солнца их поразил вопль. Мы перевернули город вверх дном и обрушили на них каменья из обожженной глины. Поистине, в этом знамение для зрячих. Поистине, они жили прямо на пути из Мекки в Сирию. Поистине, в этом знамение для верующих. Жители Айки тоже были несправедливы. Мы отомстили им. Поистине, оба эти поселения находились на ясной дороге. Жители Хиджра тоже сочли лжецами посланников. Мы даровали им наши знамения, но они отвернулись от них. Они высекали в горах безопасные жилища, а на заре их поразил вопль. И не помогло им то, что они приобретали. Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, только ради истины. Судный час непременно настанет, посему прощай их красиво. Поистине твой Господь — Созидатель, знающий. Мы даровали тебе 7 часто повторяемых сур или аятов и великий Коран. Не заглядывайся на то, чем мы наделили их товарищей, и не печалься о них, а склони свои крылья перед верующими. И говори: поистине, я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Мы также ниспослали наказание разделяющим, которые поделили Коран на части. Клянусь твоим Господом, мы непременно спросим всех их о том, что они совершали. Провозгласи же то, что тебе велено, и отвернись от многобожников. Поистине, мы избавили тебя от тех, кто насмехается, кто признает других богов помимо Аллаха, и они скоро узнают. Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц. Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность не явится к тебе. Сура 16. Ан-Нахль. Пчелы. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Грядет веление Аллаха, и не торопите его. Свят он и превыше того, что они приобщают в сотоварищи. Он низводит ангелов с духом от его веления тому из своих рабов, кому пожелает. Предостерегайте тем, что нет божества, кроме меня. Бойтесь же меня. Он сотворил небеса и землю ради истины. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи. Он сотворил человека из капли, и после этого тот открыто пререкается. Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу. Вы также употребляете его в пищу. Они украшают вас, когда вы пригоняете их обратно вечерами и выводите на пастбище по утрам. Они перевозят ваши грузы в края, достичь которых вы могли бы только ценой больших усилий. Поистине, Господь ваш сострадательный, милующий. Он сотворил коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для украшения. Он творит также то, о чем вы не ведаете. Аллах указывает на прямой путь.
но есть дороги, которые уводят в сторону. Если бы Аллах пожелал, то Он вас всех наставил бы на прямой путь. Он тот, кто не спосылает с неба воду. Она служит для вас питьем, и благодаря ей произрастают растения, среди которых вы пасете скот. Он взращивает для вас злаки, маслины, финики, виноград и всевозможные плоды. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. Он подчинил вам ночь и день, солнце и луну. Звезды также подчинены вашим интересам по Его воле. Поистине в этом знамение для людей разумеющих. Он сотворил для вас на земле разнообразие цветов. Поистине в этом знамение для людей поминающих. Он тот, кто подчинил море, чтобы вы вкушали из него свежее мясо и добывали в нем украшения, которые вы носите. Ты видишь корабли, которые бороздят его для того, чтобы вы могли снискать его милость. Быть может, вы будете благодарны. Он поместил на земле незыблемые горы, дабы она не колебалась вместе с вами, а также реки и дороги, чтобы вы следовали верным путем. Он также создал знаки, а по звездам они находят правильную дорогу. Разве тот, кто творит, подобен тому, кто не творит? Неужели вы не вразумитесь? Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Поистине Аллах – прощающий, милующий. Аллах ведает то, что вы утаиваете, и то, что вы совершаете открыто. А те, к кому они обращаются с молитвами вместо Аллаха, не могут ничего сотворить, тогда как сами они были сотворены. Они мертвы, они живы, и не знают они, когда будут воскрешены. Ваш Бог – Бог единственный, но сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь, отвергают истину, а сами они – высокомерные гордецы. Несомненно, Аллах знает то, что вы утаиваете, и то, что вы обнародуете. Поистине, Он не любит высокомерных. Когда им говорят, что не спаслал вам Господь, они говорят, это легенды древних народов. Пусть они понесут свою ношу целиком в последний день, а также ношу тех невежд, которых они ввели в заблуждение. Знайте же, что скверна их ноша. Козни строили еще те, которые жили до них, но Аллах разрушил основание их строения. Крыша обрушилась на них сверху, и мучения постигли их оттуда, откуда они их не ожидали. А потом, в день воскресения, Он опозорит их и скажет: «Где же мои сотоварищи, о которых вы спорили?» Те, которым было дано знание, скажут: «Поистине, сегодня неверующих постигнут позор и зло». Те, кого ангелы умертвили, чинящими несправедливость против самих себя, изъявят покорность и скажут: «Мы не совершили никакого зла». Им ответят: «О нет! Поистине Аллаху известно о том, что вы совершали. Войдите во врата гиенны и пребудьте там вечно. Как же скверна обитель возгордившихся». Когда богобоязненных спрашивают, что ниспослал вам Господь, они говорят: «Благо». Тем, кто творил добро, в этом мире будет воздано добро, а последняя обитель будет еще лучше. Как же прекрасна обитель богобоязненных! Они войдут в сады Адна, в которых текут реки. Они получат там все, чего пожелают. Так Аллах воздает богобоязненным, которых ангелы умерщвляют чистыми. Они говорят: «Мир вам! Войдите в рай благодаря тому, что вы совершали». Неужели они ждут чего-либо иного, кроме ангелов или веления твоего Господа? Так же поступали те, которые жили прежде.
Аллах не был несправедлив к ним. Они сами были несправедливы к себе. Злое возмездие постигло их за то, что они творили, и окружило их то, над чем они издевались. Многобожники говорят: если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не стали бы поклоняться ничему, кроме Него, и мы не стали бы запрещать что-либо вопреки Ему. Так же поступали те, которые жили прежде. Разве на посланников было возложено что-либо, кроме ясной передачи откровения? Мы отправили к каждой общине посланника: поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута. Среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите, каким был конец неверующих. Как бы ты ни хотел наставить их на прямой путь, Аллах не ведет прямым путем тех, кого Он вводит в заблуждение, и не будет у них помощников. Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что Аллах не воскресит умерших. О нет, это произойдет согласно истинному обещанию, но большинство людей не знает этого. Он разъяснит им то, в чем они расходились во мнениях, и неверующие узнают, что они были лжецами. Когда мы хотим чего-либо, стоит нам сказать «будь», как это сбывается. Тех, которые переселились ради Аллаха после того, как подверглись притеснениям, мы одарим прекрасным жилищем в этом мире, а вознаграждение в последней жизни будет еще больше, если бы они только знали. Это те, которые проявляют терпение и уповают только на своего Господа. И до тебя мы отправляли посланниками только мужей, которым внушали откровение. А если не знаете, то спросите у знающих напоминания. Мы отправляли посланников с ясными доводами и письменами. А тебе мы ниспослали напоминание, чтобы ты разъяснил людям ниспосланное им, и чтобы они поразмыслили. Неужели те, которые строят злые козни, не опасаются того, что Аллах заставит землю поглотить их, или мучения постигнут их оттуда, откуда они их не ожидают? Или того, что Он схватит их, пока они мечутся, и они не смогут избежать этого? Или того, что Он схватит их, когда их охватит страх? Поистине Твой Господь сострадательный, милующий. Неужели они не наблюдали за вещами, которые созданы Аллахом, как их тени наклоняются вправо и влево, склоняясь перед Аллахом и оставаясь смиренными? Перед Аллахом падают ниц все, кто на небесах, и все животные, которые на земле, и они не проявляют высокомерия. Они боятся своего Господа над ними и совершают то, что им велено. Аллах сказал: «Не поклоняйтесь двум богам, ибо есть только один Бог. Меня одного бойтесь. Ему принадлежит то, что на небесах и на земле. Поклоняться Ему нужно постоянно. Неужели вы станете бояться кого-либо помимо Аллаха? Все блага, которые вы имеете, от Аллаха. И если вас касается беда, то вы громко зовете Его на помощь. Когда же Он избавляет вас от беды, то некоторые из вас начинают приобщать сотоварищей к своему Господу. Так они отвергают то, что мы даровали им. Пользуйтесь же благами, и скоро вы узнаете. Они отдают долю из того, чем мы их наделили, ради того, что им неизвестно. Клянусь Аллахом, вы будете спрошены обо всем, что измышляете. Они приписывают Аллаху дочерей. Свят Он. Себе же они оставляют тех, кого пожелают. Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной вести.
Оставит ли он себе ребенка с позором или же закопает ее в землю? Знайте же, что скверно их решение. Скверно описание тех, кто не верует в последнюю жизнь. А описание Аллаха самое возвышенное, ведь Он могущественный, мудрый. Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не оставил бы на земле ни одного животного. Однако Он отсрочивает им до назначенного срока. Когда же наступит их срок, они не смогут отдалить или приблизить его даже на час. Они приписывают Аллаху то, что им самим неприятно. Их языки лживо возвещают о том, что им уготовано наилучшее. Несомненно, им уготован огонь, и они будут покинуты. Клянусь Аллахом, мы до тебя направляли посланников к народам, но шайтан приукрасил для них их деяния. Сегодня он их помощник, и им уготованы мучительные страдания. Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты разъяснил им то, в чем они разошлись во мнениях, а также как руководство к прямому пути и милость для людей верующих. Аллах ниспослал с неба воду и оживил ею мертвую землю. Поистине, в этом знамение для людей внимающих. Поистине, в домашней скотине для вас назидание. Мы поим вас тем, что образуется в их животах между пометом и кровью, чистым молоком, приятным для пьющих. Из плодов финиковых пальм и виноградников вы получаете опьяняющий напиток и добрый удел. Поистине, в этом знамение для людей размышляющих. И внушил твой Господь пчеле: воздвигай жилища в горах, на деревьях и в строениях. А потом питайся всевозможными плодами и следуй доступными путями твоего Господа. Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, которое приносит исцеление людям. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. Аллах сотворил вас, а затем Он умертвит вас. Среди вас есть такие, которые возвращаются в жалкую старость, чтобы забыть все то, что знали. Поистине, Аллах знающий, могущественный. Аллах возвысил одних из вас над другими посредством богатства и удела. Но те, которым дарован больший удел, не хотят отдавать его своим рабам, чтобы они не уравнялись с ними. Неужели они отвергают милость Аллаха? Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха? Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не имеет и не может иметь для них удел на небесах и на земле. Никого не сравнивайте с Аллахом. Поистине Аллах знает, а вы не знаете. Аллах привел притчу о рабе, который принадлежит своему господину и ни на что не способен, и о человеке, которому мы даровали прекрасный удел, и который расходует его тайно и открыто. Равны ли они? Хвала Аллаху, но большая часть людей не знает этого. Аллах также привел притчу о двух мужах, один из которых немой, ни на что не способен и обременяет своего господина. Куда бы его ни послали, он не приносит добра. Разве он равен тому, кто отдает справедливые приказы и следует прямым путем? Аллаху принадлежит сокровенное на небесах и на земле. Наступление судного часа подобно мгновению ока или даже быстрее. Поистине, Аллах всемогущ. Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами. Быть может, вы будете благодарны. Неужели они не видели птиц, покорно летающих в небе?
Никто не удерживает их, кроме Аллаха. Поистине в этом знамение для людей верующих. Аллах сделал для вас дома жилищами. Он также сделал для вас жилища из шкур домашнего скота, которые не обременяют вас, когда вы отправляетесь в путь или делаете привал. Он также создал для вас из шерсти, пуха и волоса утварь и благо на некоторое время. Аллах даровал вам тень от того, что Он сотворил. Он устроил для вас убежище в горах, сотворил для вас одеяния, которые оберегают вас от жары, и доспехи, которые защищают вас от причиняемого вами самими вреда. Так Он довершает свою милость к вам. Быть может, вы станете мусульманами. Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только ясная передача откровения. Они узнают милость Аллаха, а затем отрицают ее, поскольку большинство из них неверующие. В тот день, когда мы выставим из каждой общины свидетеля, неверующим не позволят оправдываться, и от них не потребуют покаяния. Когда же несправедливые увидят мучения, то не будет им облегчения и не получат они отсрочку. Когда многобожники увидят своих сотоварищей, они скажут: «Господь наш, вот сотоварищи, к которым мы взывали вместо Тебя». Но они отбросят их слова и скажут: «Поистине вы лжецы». В тот день они изъявят Аллаху покорность, и покинет их то, что они измышляли. Для тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха, мы будем прибавлять мучения к мучениям за то, что они распространяли нечестие. В тот день мы выставим против каждой общины свидетеля из них самих, а тебя выставим свидетелем против этих. Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман. Поистине, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас. Быть может, вы вразумитесь. Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим поручителем. Поистине, Аллах ведает о том, что вы совершаете. Не уподобляйтесь той, которая разделила свою пряжу на волокна после того, как скрепила их. Вы обращаете свои клятвы в средства обмана, когда одни из вас оказываются сильнее и многочисленнее других. Так Аллах подвергает вас испытанию. А в день воскресения Он непременно разъяснит вам то, в чем вы расходились во мнениях. Если бы Аллах пожелал, то Он сделал бы вас единой общиной. Однако Он вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. И вы непременно будете спрошены о том, что вы совершали. Не обращайте свои клятвы в средства обмана, чтобы ваша стопа не поскользнулась после того, как она твердо стояла. А не то вы вкусите зло за то, что сбивали других с пути Аллаха, и вам будут уготованы великие мучения. Не продавайте данные Аллаху обеты за ничтожную цену, ибо для вас лучше то, что у Аллаха, если бы вы только знали. То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда. А тем, которые проявляли терпение, мы непременно воздадим наградой за лучшее из того, что они совершали. Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали. И когда ты читаешь Коран, ищи у Аллаха защиты от шайтана изгнанного, побиваемого.
Поистине Он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. Шайтану подвластны только те, которые считают его своим помощником и которые приобщаются товарищей к нему. Когда мы заменяем один аят другим, а Аллах лучше знает, что ниспосылает, они говорят: «Поистине ты лжец», но большая часть их не знает истины. Скажи, что Святой Дух спустил Коран от твоего Господа с истиной, чтобы укрепить верующих, а также как верное руководство и благую весть для мусульман. Мы знаем, что они говорят: «Поистине его обучает человек». Язык того, на кого они указывают, иноземный, а это ясный арабский язык. Поистине Аллах не ведет прямым путем тех, кто не уверовал в знамение Аллаха, и им уготованы мучительные страдания. Поистине ложь измышляют те, которые не веруют в знамение Аллаха. Они и есть лжецы. Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал. Не на тех, кто был принужден к этому, тогда как его сердце оставалось твердым в вере, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения. Это потому, что они предпочли жизнь ближнюю последней жизни. Поистине, Аллах не ведет прямым путем людей неверующих. Аллах запечатал их сердца, слух и зрение. Они – суть беспечные. Несомненно, в последней жизни они окажутся потерпевшими убыток. Поистине твой Господь после всего этого прощает и милует тех, которые переселились после того, как были подвергнуты испытанию, а затем сражались и проявляли терпение. В тот день каждый человек придет и будет припираться за себя. Каждому человеку сполна воздастся за то, что он совершил, и с ними не поступят несправедливо. Аллах привел притчу о селении, которое пребывало в безопасности и покое. Они обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага. И тогда Аллах облачил их в одеяние голода и страха за то, что они творили. К ним явился посланник из их среды, но они не признали его, и мучения постигли их, пока они поступали несправедливо. Питайтесь дозволенным и благим из того, что Аллах дал вам в удел, и будьте благодарны за милости Аллаха, если вы поклоняетесь Ему. Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что было зарезано не с именем Аллаха. А если кто вынужден съесть запретное, не желая этого и не приступая предела необходимого, то ведь Аллах прощающий, милующий. Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а это запретно. И не возводите навет на Аллаха. Поистине не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха. Невелики блага, и им уготованы мучительные страдания. А исповедующим иудаизм мы запретили то, о чем мы рассказали тебе раньше. Мы не были несправедливы к ним. Они сами были несправедливы к себе. Поистине твой Господь прощает и милует тех, кто совершил злодеяние по незнанию, но после этого раскаялся и исправил содеянное. Поистине Ибрахим был вождем, покорным Аллаху. Он был ханифом и не был из числа многобожников. Он был благодарен Аллаху за благодеяние, и он избрал его и наставил на прямой путь. Мы даровали ему добро в мирской жизни, а в последней жизни он будет в числе праведников. Затем мы внушили тебе: исповедуй религию Ибрахима, ведь он был ханифом и не был из числа многобожников.
Поистине суббота была предписана только тем, кто впал в разногласие по этому поводу. Поистине в день воскресения твой Господь рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях. Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым назиданием, и веди спор с ними наилучшим образом. Поистине твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем. Если вы накажете их, то накажите их так же, как они наказали вас. Если же вы проявите терпение, так будет лучше для терпеливых. Посему терпи, ибо твое терпение только от Аллаха. Не скорби по ним и не печалься из-за того, что они ухищряются. Поистине, Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Сура 17. Аль-Исра. Ночной перенос. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Свят тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Поистине, он слышащий, видящий. Мы дали Мусе Писание и сделали его верным руководством для сынов Исраиля. Не берите в покровители никого, кроме меня. О потомки тех, кого мы перенесли вместе с Нухом! Поистине, он был благодарным рабом. Мы предопределили сынам Исраиля в Писании: вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными. Когда настала пора первого из двух бесчинств, мы наслали на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по землям. Так обещание было исполнено. Затем мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными. Мы сказали: если вы делаете добро, то поступаете во благо себе, а если вы вершите зло, то поступаете во вред себе. Когда же наступил срок последнего обещания, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть, как они вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало им в руки. Быть может, ваш Господь помилует вас. Но если вы вернетесь к бесчинству, то мы также вернемся к наказанию. Мы сделали гиенну местом заточения для неверующих. Поистине этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда. А тем, которые не веруют в последнюю жизнь, мы приготовили мучительные страдания. Человек молит о зле, подобно тому, как он молит о добре. Поистине, человек тороплив. Мы сделали ночь и день двумя знамениями. Мы погрузили во мрак знамение ночи, а знамение дня сделали светящимся, чтобы вы стремились к милости вашего Господа, могли вести ли это исчисление и знали счет. Всякой вещи мы дали исчерпывающее разъяснение. Каждому человеку мы повесили на шею его деяние, а в день воскресения мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой. Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна обремененная душа не понесет чужого бремени. Мы никого не наказываем, не отправив посланника. Если мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали живущим там в роскоши покориться Аллаху, а они предавались там нечестию.
Потом же относительно него сбывалось слово, и мы уничтожали его полностью. Сколько же поколений мы погубили после Нуха? Достаточно того, что Аллах знает и видит грехи своих рабов. Если кто возжелает приходящей жизни, то мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом мы предоставим ему гиенну, где он будет гореть презренным и отверженным. А если кто возлюбит последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены. Каждого из тех и других мы наделяем дарами Твоего Господа, и дары Его не являются запрещенными. Посмотри, как одним из них мы отдали предпочтение перед другими. Но последняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то сядешь униженным и покинутым. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Склони перед ними крыло смирения по милосердию своему и говори «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах. И если вы будете праведниками, то ведь Он прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием. Отдавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай на непотребное. Поистине расточительствующие на непотребное – братья шайтанов, а ведь шайтан неблагодарен своему Господу. Если ты отворачиваешься от них, желая обрести милость Аллаха, на которую ты надеешься, то говори с ними любезно. Не позволяй своей руке быть прикованной к шее и не раскрывай ее во всю длину, а не то сядешь порицаемым и опечаленным. Поистине твой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Он знает и видит своих рабов. Не убивайте ваших детей, опасаясь нищеты. Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Поистине, убивать детей – тяжкий грех. Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо это мерзость и скверный путь. Не убивайте душу вопреки запрету Аллаха, а только по праву. Если кто-либо убит несправедливо, то мы уже предоставили его правопреемнику полную власть. Но пусть он не излишествует в отмщении за убийство. Поистине, ему будет оказана помощь. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет совершеннолетия. И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещание вас призовут к ответу. Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, и взвешивайте на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исходу. Не следуй тому, чего не знаешь. Поистине слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу. Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь земли и не достигнешь гор в высоту. Все это зло ненавистно твоему Господу. Такова часть мудрости, которая внушена тебе через откровение от твоего Господа. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то будешь брошен в гиенну порицаемым и отверженным. Неужели ваш Господь почтил вас сыновьями, а себе взял дочерей из числа ангелов? Поистине, вы говорите ужасные слова. Мы дали разъяснение в этом Коране, чтобы они вразумились, но это лишь увеличивает их отвращение. Скажи,
Если бы, как они говорят, наряду с ним существовали другие боги, то они непременно попытались бы добраться до владыки трона. Свят он и премного выше того, что они говорят. Его славят 7 небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой, но вы не понимаете их славословия. Поистине, он выдержанный, прощающий. Когда ты прочел Коран, мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь, завесу скрывающую. Мы набросили на их сердца покрывало, дабы они не могли понять Коран, и лишили их уши слуха. Когда ты поминаешь в Коране своего единственного Господа, они отворачиваются, испытывая к этому отвращение. Мы лучше знаем, к чему они прислушиваются, когда слушают тебя. А когда они совещаются в тайне, то несправедливые говорят: вы следуете не за кем иным, как за околдованным человеком. Посмотри, с кем они сравнивают тебя. Они впали в заблуждение и не могут найти дорогу. Они говорят: неужели после того, как от нас останутся кости и частички, мы будем воскрешены в новом творении? Скажи, даже если вы станете камнями или железом, или другим творением, которое представляется могучим в ваших сердцах. Они говорят: кто же нас возвратит? Скажи: тот, кто сотворил вас в первый раз. Но они качают головой и говорят: когда же это произойдет? Скажи: быть может, это произойдет очень скоро. В тот день он призовет вас, и вы ответите ему похвалой и предположите, что пробыли на земле совсем недолго. Скажи моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо шайтан вносит между ними раздор. Поистине, шайтан – явный враг человеку. Вашему Господу лучше знать вас. Если Он пожелает, то смилостивится над вами, а если пожелает, то подвергнет вас мучениям. Мы не посылали тебя смотрителем над ними. Твоему Господу лучше знать тех, кто на небесах и на земле. Одним пророкам мы отдали предпочтение над другими, а Дауду мы дали псалтирь. Скажи: взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого. Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Поистине, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться. Нет такого поселения, которое мы не разрушим перед наступлением Дня Воскресения или не подвергнем тяжким мучениям. Так было начертано в Писании. Мы не отправили знамения только потому, что прежние поколения не уверовали в них. Мы даровали самудянам верблюдицу, как наглядное знамение, но они поступили с ней несправедливо. Мы не спосылаем наши знамения только для устрашения. Вот мы сказали тебе: поистине твой Господь объемлет людей. Мы сделали показанное тебе видение и дерево, проклятое в Коране, искушением для людей. Мы устрашаем их, но это лишь увеличивает их великую непокорность. Вот мы сказали ангелам: падите ниц перед Адамом. Они пали ниц, и только Иблис сказал: неужели я паду ниц перед тем, кого ты создал из глины? Иблис сказал: видел ли ты, кому ты отдал предпочтение предо мною? Если ты отсрочишь мне до последнего дня, то я изведу его потомков, кроме немногих. Аллах сказал: ступай, и если кто последует за тобой, то гиенна будет для вас воздаянием, полным воздаянием.
возбуждай своим голосом, кого сможешь, пускай в ход против них свою конницу и пехоту, дели с ними их богатство и детей и давай им обещания. Поистине, обещание шайтана всего лишь обольщение. Поистине ты не властен над моими рабами, и довольно покровительство твоего Господа. Ваш Господь ведет для вас по морю корабли, дабы вы могли снискать Его милость. Поистине, Он милостив к вам. Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, к кому вы взывали, кроме Него. Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы отворачиваетесь. Поистине, человек неблагодарен. Неужели вы не опасаетесь того, что Он может заставить часть суши поглотить вас или наслать на вас ураган с камнями? Ведь тогда вы не найдете себе покровителя. Или же вы уверены в том, что Он не вернет вас в море еще раз, чтобы наслать на вас ураганный ветер или потопить вас за неверие? Ведь тогда никто не станет мстить нам за вас. Мы почтили сынов Адама и переносим их по суше и по морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими из тех, кого мы сотворили. В тот день мы созовем всех людей вместе с их предводителями. Тогда те, кому книга будет вручена в правую руку, прочтут ее, и их не обидят даже на величину нити на финиковой косточке. А кто слеп в этом мире, тот будет также слеп в последней жизни и окажется еще более заблудшим. Они едва не отклонили тебя от того, что мы внушили тебе, чтобы ты измыслил о нас нечто дурное. Тогда ты стал бы их любимцем. Ты едва не склонился на их сторону, если бы мы не поддержали тебя. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти, и тогда ты не нашел бы себе против нас помощника. Они чуть не изгнали тебя с земли, вытесняя тебя оттуда. Но ведь после твоего изгнания они сами оставались бы там лишь недолго. Так поступали с нашими посланниками, отправленными до тебя, и ты не найдешь отклонения в наших установлениях. Совершай молитву с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Поистине, на рассвете Коран читают при свидетелях. И читай его ночью, пробудившись ото сна, в дополнение тому, что предписано тебе. Быть может, Господь твой поднимет тебя на достославное место. Скажи: Господи, пусть мое пришествие будет правдивым, и пусть мой уход будет правдивым. Даруй мне от Тебя знамение в помощь. Скажи: явилась истина и сгинула ложь. Поистине, ложь обречена на погибель. Мы не спосылаем в Коране то, что есть исцеление и милость для верующих, а несправедливым Он не прибавляет ничего, кроме убытка. Когда мы даруем милость человеку, он отворачивается и удаляется в гордыне. Если же его касается беда, то он приходит в отчаяние. Скажи: каждый избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем. Они спрашивают тебя о Духе. Скажи: Дух от повеления моего Господа, а вам дано знать очень мало. Если бы мы захотели, то лишили бы тебя того, что внушили тебе, и никто не защитил бы тебя от нас. Не будь милости твоего Господа, поистине Его милость к тебе велика. Скажи: если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, клянусь, они не сделали бы этого, если бы даже помогали друг другу.
Мы уже привели людям в этом Коране разные притчи, но большинство людей отвергает все, кроме неверия. Они говорят: мы ни за что не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник. Или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки. Или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь. Или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами. Или пока у тебя не будет дома из драгоценностей, или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать. Скажи: свят мой Господь, я ведь всего лишь человек и посланник. Людям помешало уверовать после того, как к ним явилось верное руководство, только то, что они сказали: неужели Аллах отправил посланником человека? Скажи: если бы по земле спокойно ходили ангелы, то мы отправили бы к ним посланником с неба ангела. Скажи: довольно того, что Аллах свидетель между мною и вами. Поистине, Он знает и видит своих рабов. Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо него. В день воскресения мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет гиенна. Как только она утихает, мы добавляем им пламени. Таково возмездие им за то, что они не уверовали в наши знамения и говорили: неужели после того, как мы превратимся в прах и частички, мы будем воскрешены в новом творении? Неужели они не видят, что Аллах, сотворивший небеса и землю, способен создать подобных им? Он установил для них срок, в котором нет сомнения, но несправедливые отвергают все, кроме неверия. Скажи: если бы вы владели сокровищницами милости моего Господа, то все равно скупились бы из страха обеднеть, ибо человек скуп. Мы дали Мусе 9 ясных знамений. Спроси сынов Исраиля о том, как Муса пришел к ним, и фараон сказал ему: «О Муса, поистине, я полагаю, что ты околдован». Муса сказал: «Ты уже знаешь, что никто иной, а только Господь небес и земли, не спаслал эти наглядные знамения. О фараон, я полагаю, что тебя постигнет погибель». Фараону хотелось вытеснить их с земли, но мы потопили его и всех, кто был с ним. После этого мы сказали сынам Исраиля: «Живите на этой земле, а когда исполнится обещание о последней жизни, мы соберем вас всех вместе». Мы не спаслали Коран с истиной, и он сошел с истиной, а тебя мы послали только добрым вестником и предостерегающим увещевателем. Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы не спаслали его частями. Скажи: веруйте в Коран или не веруйте. Поистине, когда его читают тем, кому прежде было дано знание, они падают ниц, касаясь земли кончиками бород. Они говорят: «Свят наш Господь! Обещание нашего Господа непременно исполнится». Они падают ниц, касаясь земли кончиками бород и рыдая, и это приумножает их смирение. Скажи: призывайте Аллаха или призывайте Милостивого. Как бы вы ни призывали Его, у Него самые прекрасные имена. Не молись громко и не молись шепотом, а выбери среднее между этим. Скажи: хвала Аллаху, который не обзавелся сыном, который ни с кем не делит власть, которому не нужен защитник от унижения, и возвеличивай его
величаво. Сура 18. Аль-Каф. Пещера. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Хвала Аллаху, который не спаслал своему рабу Писание и не допустил в нем искривления, и сделал его правильным, чтобы предостеречь неверующих от тяжкого наказания у него и сообщить верующим, совершающим праведные деяния, благую весть об уготованной для них прекрасной награде, в которой они пребудут вечно, и чтобы предостеречь тех, которые говорят: Аллах обзавелся сыном. Знания об этом нет ни у них, ни у их отцов. Тяжкие слова, выходящие из их ртов, и говорят они одну только ложь. Ты можешь погубить себя, скорбя по их следам, если они не уверуют в это повествование. Поистине все, что есть на земле, мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Поистине все, что есть на земле, мы превратим в безжизненный песок. Или же ты решил, что люди пещеры Иракима были самым удивительным среди наших знамений? Вот юноши укрылись в пещере и сказали: Господь наш, даруй нам от себя милость и устрой наше дело наилучшим образом. Мы запечатали их уши в пещере на много лет. Потом мы разбудили их, чтобы узнать, какая из двух партий точнее посчитает, какой срок они пробыли там. Мы расскажем тебе их историю правдиво. Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и мы увеличили их приверженность прямому пути. Мы укрепили их сердца, когда они встали и сказали: Господь наш, Господь небес и земли. Мы не станем взывать к другим божествам помимо Него. В таком случае мы произнесли бы чрезмерное. Это наш народ стал поклоняться вместо Него другим божествам. Почему же они не приводят в пользу этого ясного довода? Кто же может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха? Если вы удалились от них и от того, чему они поклоняются помимо Аллаха, то укройтесь в пещере, и ваш Господь распространит на вас свою милость и сделает ваше дело легким. Ты увидел бы, что солнце на восходе уклонялось от их пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них влево. Они же находились в середине пещеры. Это были некоторые из знамений Аллаха. Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. Тому же, кого Он вводит в заблуждение, ты не найдешь ни покровителя, ни наставника. Ты решил бы, что они бодрствуют, хотя они спали. Мы переворачивали их то на правый бок, то на левый. Их собака лежала перед входом, вытянув лапы. Взглянув на них, ты бросился бы бежать прочь и пришел бы в ужас. Так мы пробудили их для того, чтобы они расспросили друг друга. Один из них сказал: «Сколько вы пробыли здесь?» Они сказали: «Мы пробыли день или часть дня». Они сказали: «Вашему Господу лучше известно о том, сколько мы пробыли. Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами. Пусть он посмотрит, какая еда получше, и принесет вам ее поесть. Но пусть он будет осторожен, чтобы никто не догадался о вас. Если они узнают о вас, то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию, и тогда вы никогда не преуспеете. Так мы дали знать о них людям, для того, чтобы они узнали, что обещание Аллаха есть истина, и что в судном часе невозможно усомниться. Но вот они стали спорить между собой о них и сказали: «Воздвигните над ними строение. Их Господу лучше знать о них». А те, которые отстояли свое мнение, сказали:
мы непременно воздвигнем над ними мечеть. Одни скажут, что их было 3, а 4 была собака. Другие скажут, что их было 5, а 6 была собака. Так они пытаются угадать сокровенное. А другие говорят, что их было 7, а 8 была собака. Скажи, моему Господу лучше знать об их числе. Это неизвестно никому, кроме немногих. Припирайся относительно них только открыто, и никого из них не спрашивай о них. И никогда не говори: «Я сделаю это завтра», если только этого не пожелает Аллах. Если же ты забыл, то помяни своего Господа и скажи: «Быть может, Господь мой поведет меня более правильным путем». Они провели в пещере 300 лет и еще 9. Скажи: Аллаху лучше знать, сколько они пробыли. У Него сокровенное небес и земли. Как прекрасно Он видит и слышит. Нет у них покровителя помимо Него, и никто не принимает решений вместе с Ним. Читай Писание твоего Господа, внушенное тебе через откровение. Нет замены Его словам, и тебе не найти помимо Него прибежища. Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его лику. Не отвращай от них своего взора, желая прикрас ближней жизни. И не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему напоминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными. Скажи: истина от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует. Мы приготовили для несправедливых огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу, которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель. А что до тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то ведь мы не теряем награды тех, кто совершал добро. Именно им уготованы сады Адна, в которых текут реки. Они будут украшены золотыми браслетами и облачены в зеленые одеяния из атласа и парчи. Там они будут возлежать на ложах, прислонившись. Замечательное вознаграждение и прекрасная обитель. Приведи им притчу о 2 мужах. Одному из них мы устроили 2 виноградника, оградили их финиковыми пальмами и поместили между ними ниву. Оба сада приносили плоды, и ничто из них не пропадало, а между ними мы проложили речку. У него были плоды, и он сказал своему товарищу, беседуя с ним: «У меня больше имущества и помощников, чем у тебя». Он вошел в свой сад, поступая несправедливо по отношению к себе, и сказал: «Я не думаю, что это когда-нибудь исчезнет. И я не думаю, что настанет судный час. А если меня и вернут к моему Господу, я обрету там нечто более прекрасное по исходу». Товарищ его, беседуя с ним, сказал: «Неужели ты не веруешь в того, кто сотворил тебя из земли, потом из капли, а потом сделал тебя мужчиной? Что же касается меня, то мой Господь – Аллах, и я никого не приобщаю в сотоварищи к моему Господу. Почему, войдя в свой сад, ты не сказал: так пожелал Аллах, нет мощи, кроме как от Аллаха? Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя. А ведь может случиться, что Господь мой одарит меня тем, что лучше твоего сада, а на него нашлет наказание с неба, и он превратится в скользкую землю. Или же воды его уйдут под землю, и ты не сможешь достать их. Плоды его виноградника погибли, и упали трильяжи его, и стал он бить себя по рукам, сожалея о том, что он потратил на него. Он сказал:
лучше бы я никого не приобщал в сотоварищи к моему Господу. Не было у него людей, которые бы помогли ему вместо Аллаха, и он не мог помочь самому себе. В таких случаях помогает только истинный Аллах. У него лучшее вознаграждение и лучший исход. Приведи им притчу о ближней жизни. Она подобна воде, которую мы не спосылаем с неба. Земные растения смешиваются с ней, а потом превращаются в сухие былинки, рассеиваемые ветром. Поистине, Аллах всемогущ. Богатство и сыновья – прекрасы ближней жизни. Однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды. В тот день мы заставим двигаться горы, и ты увидишь, что земля станет плоской. Мы собрали их всех и никого не упустили. Они предстанут перед твоим Господом рядами. Вы пришли к нам такими, какими мы создали вас в первый раз. Но вы полагали, что мы не назначили встречи с вами. Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней. Они скажут: «Горе нам! Что это за книга? В ней не упущено ни малое, ни великое. Все подсчитано». Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Вот сказали мы ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. Неужели вы признаете его и его потомков своими помощниками вместо меня, тогда как они – ваши враги? Плохая это замена для несправедливых. Я не сделал их свидетелями ни сотворения небес и земли, ни сотворения их самих. Я не беру в помощники тех, кто вводит других в заблуждение. В тот день он скажет: «Призовите моих сотоварищей, о существовании которых вы предполагали». Они воззовут к ним, но те не ответят им. Мы воздвигнем между ними губительное место. Грешники увидят огонь, и им станет ясно, что они будут брошены в него. Они не найдут от него спасения. Мы уже привели людям в этом Коране разные притчи, но человек больше всего склонен припираться. Что же помешало людям уверовать, когда к ним явилось верное руководство, и попросить прощения у своего Господа, если не стремление к участи первых поколений и мучениям, которые предстанут перед ними лицом к лицу? Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Однако неверующие припираются посредством лживых доводов, чтобы опровергнуть ими истину, и насмехаются над моими знамениями и тем, от чего их предостерегают. Кто может быть несправедливее того, кому напомнили о знамениях его Господа, а он отвернулся от них и забыл то, что совершили его руки? Мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не постигли Коран, а их уши поражены глухотой. Если даже ты призовешь их на прямой путь, они никогда не последуют прямым путем. Твой Господь прощающий, обладающий милостью. Если бы Он стал наказывать их за то, что они приобрели, то ускорил бы их мучения. Но для них назначен срок, и они не найдут от него спасения. Мы погубили эти города, когда они стали поступать несправедливо, и установили для их погибели срок. Вот Муса сказал своему слуге: «Я не остановлюсь, пока не дойду до места слияния двух морей или пока не потрачу на путешествие долгие годы». Когда они дошли до места их слияния, они забыли свою рыбу, и она двинулась в путь по морю, словно по подземному ходу. Когда они прошли дальше, он сказал своему слуге:
подавай наш обед, ведь мы утомились в пути». Он сказал: «Помнишь, как мы укрылись под скалой? Я забыл о рыбе, и только шайтан помешал мне вспомнить о ней. Она же отправилась в путь по морю чудесным образом». Муса сказал: «Это то, чего мы желали», и они вернулись назад по своим следам. Они встретили одного из наших рабов, которого мы одарили милостью от нас и обучили из того, что нам известно. Муса сказал ему: «Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня о прямом пути тому, чему ты обучен?» Он сказал: «У тебя не хватит терпения находиться рядом со мной. Как ты можешь терпеливо относиться к тому, что не объемлешь знанием?» Муса сказал: «Если Аллах пожелает, то ты увидишь, что я терпелив, и я не ослушаюсь твоего веления». Он сказал: «Если ты последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о чем, пока я сам не поведаю тебе об этом». Они вдвоем двинулись в путь. Когда же они сели на корабль, он сделал в нем пробоину. Он сказал: «Ты сделал пробоину, чтобы потопить людей на нем. Ты совершил тяжкий поступок». Он сказал: «Разве я не говорил, что ты не сможешь сохранять терпение рядом со мной?» Муса сказал: «Не наказывай меня за то, что я позабыл, и не возлагай на меня тяжелое бремя». Они продолжили путь, пока не встретили мальчика, и он убил его. Муса сказал: «Неужели ты убил невинного человека, который никого не убивал? Ты совершил предосудительный поступок». Он сказал: «Разве я не говорил тебе, что ты не сможешь сохранять терпение рядом со мной?» Муса сказал: «Если я спрошу тебя о чем-либо после этого, то не продолжай путь вместе со мной. Твой поступок по отношению ко мне уже оправдан». Они продолжили путь, пока не пришли к жителям одного селения. Они попросили его жителей накормить их, но те отказали им в гостеприимстве. Там они увидели стену, которая готова была обрушиться, и он выровнял ее. Муса сказал: «При желании ты получил бы за это вознаграждение». Он сказал: «Здесь я с тобой расстанусь, но я поведаю тебе толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением. Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые трудились в море. Я захотел повредить его, потому что перед ними находился царь, который силой отнимал все неповрежденные корабли. Что касается мальчика, то его родители верующие, и мы опасались, что он будет притеснять их по причине своего беззакония и неверия. Мы захотели, чтобы Господь их даровал им вместо него того, кто будет чище и милосерднее к своим близким. Что же касается стены, то она принадлежит двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней находится их клад. Их отец был праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой клад по милости твоего Господа. Я не поступал по своему усмотрению. Вот толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением. Они спрашивают тебя о Зуль-Карнейне. Скажи: я прочту вам поучительный рассказ о нем. Поистине мы наделили его властью на земле и одарили его всякими возможностями. Он отправился в путь. Когда он прибыл туда, где закатывается солнце, он обнаружил, что оно закатывается в мутный источник. Около него он нашел народ. Мы сказали: «О Зуль-Карнейн, либо ты накажешь их, либо сделаешь им добро». Он сказал: «Того, кто поступает несправедливо, мы накажем, а потом его возвратят к его Господу, и он подвергнет его тяжким мучениям. Тому же, кто уверовал и поступает праведно,
будет наилучшее воздаяние, и мы скажем ему наши легкие повеления». Потом он отправился в путь дальше. Когда он прибыл туда, где восходит солнце, он обнаружил, что оно восходит над людьми, которым мы не установили от него никакого прикрытия. Вот так мы объяли знанием все, что происходило с ним. Потом он отправился в путь дальше. Когда он достиг 2 горных преград, он обнаружил перед ними людей, которые почти не понимали речи. Они сказали: «О Зуль-Карнайн, нечестивые племена Яджудж и Маджудж распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты установил между нами и ними преграду». Он сказал: «То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого. Помогите мне силой, и я установлю между вами и ними преграду. Подайте мне куски железа». Заполнив ими пространство между 2 склонами, он сказал: «Раздувайте». Когда же они стали красными, как огонь, он сказал: «Принесите мне расплавленную медь, чтобы я залил ее сюда». Люди из племен Яджудж и Маджудж не смогли забраться на воздвигнутую преграду и не смогли пробить в ней дыру. Зуль-Карнейн сказал: «Это милость от моего Господа. Когда же исполнится обещание моего Господа, Он сравняет преграду с землей. Обещание моего Господа истинно. В тот день мы позволим им хлынуть друг на друга, и затрубят в рог, и мы соберем творение вместе. В тот день мы ясно покажем гиенну неверующим, на глазах которых было покрывало, отделяющее их от поминания меня, и которые не могли слышать. Неужели неверующие полагали, что они сделают моих рабов своими помощниками вместо меня? Поистине, мы приготовили в гиенне жилище для неверующих. Скажи, не сообщите ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех, чьи деяния затерялись в ближней жизни, хотя они думали, что поступают хорошо? Это те, кто не уверовал в знамение своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, и в день воскресения мы не отпустим им никакого веса. Гиенна будет им воздаянием за то, что они не уверовали и насмехались над моими знамениями и моими посланниками. Поистине обителью тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут сады Фирдауса. Они пребудут в них вечно и не пожелают для себя перемен. Скажи, если бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы слова моего Господа, даже если бы мы принесли в помощь Ему такое же море. Скажи, поистине я такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог – Бог единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом. Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com. Сура 19. Марьям. Мария. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Каф, ха, я, айн, сад. Это напоминание о милости твоего Господа, оказанной его рабу Закарии. Вот он воззвал к своему Господу в тайне и сказал: «Господи, поистине кости мои ослабели, а голова моя запылала сединой. А ведь раньше, благодаря молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен. Я опасаюсь того, что натворят мои родственники после меня, потому что жена моя бесплодна. Подари же мне от Тебя наследника».
который наследует мне и семейству Якуба, и сделай его, Господи, угодником. О Закария, поистине мы радуем Тебя вестью о мальчике, имя которому Яхья. Мы не создавали прежде никого с таким именем. Он сказал: Господи, как может быть у меня мальчик, если моя жена бесплодна, а я уже достиг дряхлого возраста? Он сказал: так и есть. Господь твой сказал: это для меня легко, ведь прежде я сотворил тебя самого, хотя тебя вообще не было. Он сказал: Господи, назначь для меня знамение. Он сказал: знамением для тебя станет то, что ты не будешь говорить с людьми в течение 3 ночей, будучи в полном здравии. Он вышел из молельни к своему народу и дал им понять: воздавайте хвалу по утрам и перед закатом. О Яхья, крепко держи Писание. Мы одарили его мудростью, когда он был ребенком, а также состраданием от нас и чистотой. Он был богобоязнен, почтителен к родителям и не был гордецом и ослушником. Мир ему в тот день, когда он родился, в тот день, когда он умрет, и в тот день, когда он будет воскрешен к жизни. Помяни в Писании Марьям. Вот она удалилась от своей семьи на восток и укрылась от них за завесой. Тогда мы послали к ней нашего духа, и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. Она сказала: «Я прибегаю к милостивому, чтобы он защитил меня от тебя, если только ты богобоязнен». Он сказал: «Поистине я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика». Она сказала: «Как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей?» Он сказал: «Так и есть. Господь твой сказал: это для меня легко. Мы сделаем его знамением для людей и милостью от нас. Это дело уже предрешено». Она забеременела и отправилась с ним в отдаленное место. Родовые схватки привели ее к стволу финиковой пальмы, и она сказала: «Лучше бы я умерла до этого и была навсегда забытой». Тогда он воззвал к ней из-под нее: «Не печалься, Господь твой создал под тобой ручей. Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают спелые свежие финики. Ешь, пей и радуйся. Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи: я дала милостивому обет хранить молчание, и не стану сегодня разговаривать с людьми». Она пришла к своим родным, неся его. Они сказали: «О Марьям, ты совершила тяжкий проступок. О сестра Харуна, твой отец не был скверным человеком, а мать твоя не была блудницей». Она показала на него, и они сказали: «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?» Иса сказал: «Поистине, я раб Аллаха. Он дал мне Писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать молитву и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни». Таков Иса, сын Марьям. Таково слово истины, относительно которого они припираются. Не подобает Аллаху иметь сына. Свят он. Когда он принимает решение, то стоит ему сказать «будь», как это сбывается. Иса сказал: «Поистине, Аллах мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Это и есть прямой путь». Но партии разошлись во мнениях между собой.
Горе же неверующим, которые встретят великий день. Как же ясно они будут слышать и видеть в тот день, когда явятся к нам. Но сегодня несправедливые пребывают в очевидном заблуждении. Предупреди их о дне печали, когда решение уже будет принято. Но они беспечны, и они не веруют. Поистине мы унаследуем землю и тех, кто на ней, и они вернутся к нам. Помяни в Писании Ибрахима. Он был правдивейшим человеком и пророком. Вот он сказал своему отцу: «Отец мой, почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит, и не принесет тебе никакого избавления? Отец мой, мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путем. Отец мой, не поклоняйся шайтану, поскольку он ослушался милостивого. Отец мой, я боюсь, что тебя постигнет наказание от милостивого, и что ты станешь помощником шайтана». Он сказал: «Неужели ты отворачиваешься от моих богов, Ибрахим? Если ты не перестанешь, я непременно побью тебя камнями. Оставь же меня надолго». Он сказал: «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя. Поистине, Он снисходителен ко мне. Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен». Когда Он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, мы даровали ему Исхака и Якуба. Каждого из них мы сделали пророком. Мы одарили их из нашей милости и оставили о них правдивую и громкую молву. Помяни в Писании Мусу. Поистине он был избранником и был посланником и пророком. Мы подали ему глас с правой стороны горы и подозвали его поближе тихим голосом. По милости своей мы сделали для него его брата Харуна пророком. Помяни в Писании Исмаиля. Поистине он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Он велел своей семье совершать молитву и платить закят, а его Господь был доволен ими. Помяни в Писании Идриса. Поистине он был правдивейшим человеком и пророком. Мы вознесли его на высокое место. Это те, кого облагодетельствовал Аллах из числа пророков, которые были потомками Адама, и тех, кого мы спасли вместе с Нухом, и потомками Ибрахима и Исраиля, и из числа тех, кого мы наставили на прямой путь и избрали. Когда им читали аяты милостивого, они падали ниц и рыдали. После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желаниям. Они понесут убыток. Кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно, они войдут в рай, и с ними нисколько не поступят несправедливо. Это будут сады Адна, обещанные милостивым его рабам, которые не видели их воочию. Поистине, обещание его исполнится. Они не услышат там празднословия, но услышат приветствие миром. Для них там приготовлен их удел утром и после полудня. Таков рай, который мы отдадим в наследство тем из наших рабов, которые были богобоязненны. Ангелы сказали: «Мы не сходим только по велению Твоего Господа. Ему принадлежит то, что перед нами, и то, что позади нас, и то, что между этим. И Господь Твой ничего не забывает. Господь небес, земли и того, что между ними. Поклоняйся же Ему и будь стоек в поклонении Ему. Знаешь ли ты другого с таким именем?
человек говорит: «Неужели после того, как я умру, я выйду из могилы живым?» Неужели человек не помнит, что еще раньше мы создали его, хотя его вообще не было? Клянусь твоим Господом, мы непременно соберем их и шайтанов, а затем поставим их вокруг гиенны на колени. Потом мы выведем из каждой общины того, кто больше других ослушался милостивого. Нам лучше знать, кому более подобает гореть там. Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего Господа. Потом мы спасем богобоязненных, а несправедливых оставим там стоять на коленях. Когда им читают наши ясные аяты, неверующие говорят верующим, какая из двух групп занимает более высокое положение и более достойное место. Сколько же поколений до них мы погубили? Они превосходили их богатством и внешностью. Скажи, милостивый дает щедрую отсрочку заблудшим до тех пор, пока они не увидят обещанные мучения или пока не наступит судный час. Тогда они узнают, чье место хуже и чье воинство слабее. Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем, а нетленные благодеяния лучше перед твоим Господом по вознаграждению и по исходу. Видел ли ты того, кто не уверовал в наши знамения и сказал: «Я буду непременно одарен богатством и детьми»? Разве он знал сокровенное или заключил завет с милостивым? Нет, мы запишем его слова и увеличим его мучения. Мы унаследуем от него то, о чем он говорил, и он явится к нам в одиночестве. Они стали поклоняться наряду с Аллахом другим богам, чтобы те одарили их могуществом. Но нет, они отрекутся от поклонения им и станут их противниками. Разве ты не видишь, что мы послали к неверующим шайтанов, чтобы те подстрекали их? Посему не торопись с ними, мы ведем для них счет. В тот день мы соберем благочестивых перед милостивым почтенной делегацией, а грешников погоним в гиенну, словно на водопой. Никто не обретет право заступничества, кроме тех, у кого был завет с Аллахом. Они говорят: «Милостивый обзавелся сыном». Этим вы совершаете ужасное злодеяние. Небо готово расколоться, земля разверзнуться, а горы рассыпаться в прах от того, что они приписывают милостивому сына. Не подобает милостивому иметь сына. Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба. Он знает их число и пересчитал их. Каждый из них явится к нему в день воскресения в одиночестве. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью. Мы облегчили Коран на твоем языке для того, чтобы ты обрадовал им богобоязненных и предостерег людей непримиримых. Сколько поколений до них мы подвергли гибели? Разве ты ощущаешь присутствие кого-нибудь из них или слышишь их шепот? Сура 20. Таха. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Таха. Мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен, а только в качестве назидания для тех, кто страшится. Это Писание ниспослано тем, кто сотворил землю и высокие небеса. Милостивый возвысился на троне. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под грунтом. Если ты будешь говорить громко, ему все равно известно тайное и сокрытое. Аллах,
нет божества, кроме Него. У Него самые прекрасные имена. Дошел ли до тебя рассказ о Мусе? Вот он увидел огонь и сказал своей семье: «Оставайтесь здесь, я увидел огонь. Быть может, я принесу вам головню или найду возле огня того, кто укажет мне дорогу». Когда он подошел к огню, раздался глас: «О Муса! Поистине, я твой Господь. Сними свои сандалии, ведь ты в священной долине Тува. Я избрал тебя, слушай же, что внушается тебе. Поистине я Аллах, и нет божества, кроме меня. Поклоняйся мне и совершай молитву, чтобы помнить меня. Я скрываю срок наступления судного часа чуть ли не от самого себя, но он непременно настанет, чтобы каждому человеку воздали за то, к чему он стремился. Пусть не отворачивает тебя от него тот, кто не верует в него и потакает своим желаниям, а не то ты погибнешь. Что это у тебя в правой руке, о Муса?» Муса сказал: «Это мой посох. Я опираюсь на него и сбиваю им листья для моих овец. Я нахожу ему и другое применение». Аллах сказал: «Брось его, о Муса». Он бросил посох, и тот превратился в змею, которая быстро двигалась. Аллах сказал: «Возьми ее и не бойся. Мы вернем ее в прежнее состояние. Прижми свою руку к боку, и она выйдет белой, но без следов болезни. Вот тебе еще одно знамение. Мы показали тебе величайшее из наших знамений. Ступай к фараону, ибо приступил он к границе дозволенного». Муса сказал: «Господи, раскрой грудь мою для восприятия истины. Облегчи для меня миссию мою. Развяжи узел на языке моем, чтобы они могли понять речь мою. Назначь мне помощника из моей семьи, брата моего Харуна. Умножь благодаря ему силу мою и сделай его соучастником в моем деле, чтобы мы много славили тебя и много поминали тебя. Поистине ты видишь наше положение». Аллах сказал: «О Муса, ты уже получил то, о чем попросил. Мы в прошлый раз оказали тебе милость, когда внушили твоей матери нечто важное. Положи его в сундук и пусти его по реке, и река выбросит его на берег. Его подберет мой враг и его враг. Я одарил тебя своей любовью, и все это было сделано для того, чтобы тебя взрастили пред оком моим. Твоя сестра пришла к семье фараона и сказала: не указать ли вам на ту, которая будет заботиться о нем? Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы порадовался ее взор и чтобы она не горевала. Ты убил человека, и мы спасли тебя от скорби и подвергли тебя тяжелым испытаниям. Ты пробыл многие годы среди жителей Мадиана, а теперь вернулся в срок, о Муса. Я избрал тебя для себя. Ступай же вместе с твоим братом с моими знамениями, и не уставайте поминать меня. Ступайте к фараону вдвоем, ибо он приступил к границе дозволенного. Говорите с ним мягко, быть может, он вразумится или устрашится». Они сказали: «Господь наш, мы боимся, что он поспешит наказать нас или приступит к границе дозволенного». Аллах сказал: «Не бойтесь, ибо я с вами. Я слышу и вижу. Ступайте к нему вдвоем и скажите: мы посланники твоего Господа. Отпусти с нами сынов Исраиля и не причиняй им мучения. Мы явились к тебе со знамением от нашего Господа. Мир тем, кто последовал верному руководству».
Мы получили откровение о том, что мучением подвергнется всякий, кто счел истину ложью и отвернулся. Фараон сказал: «Кто же ваш Господь, о Муса?» Муса ответил: «Господь наш тот, кто придал облик всякой вещи, а затем указал путь». Фараон сказал: «А что будет с первыми поколениями?» Муса ответил: «Знание об этом у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не забывает. Он сделал землю для вас колыбелью, проложил для вас на ней дороги и низвел с неба воду. Мы взрастили ею различные растения. Вкушайте сами и пасите свой скот. Поистине в этом знамение для обладающих разумом. Мы сотворили вас из земли, в нее мы вас вернем, и из нее выведем еще раз. Мы показали фараону наше знамение полностью, но он счел их ложью и отказался. Он сказал: «О Муса, неужели ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей земли своим колдовством? Мы непременно покажем тебе такое же колдовство. Назначь же срок для нашей встречи на открытом месте, где мы будем иметь равные шансы, и никто из нас не должен нарушить его». Муса сказал: «Сроком для вас будет день украшения, и пусть люди соберутся утром». Фараон отвернулся и собрал свои козни, а затем пришел в назначенный срок. Муса сказал им: «Горе вам, не клевещите на Аллаха, а не то Он уничтожит вас, подвергнув мучениям. Тот, кто клевещет, непременно потерпит крах». Они стали спорить между собой о своих действиях и сохранили свой разговор в тайне. Они сказали: «Эти двое – колдуны. Они хотят колдовством изгнать вас из вашей страны и вдвоем следовать вашим превосходнейшим путем. Объедините ваши козни и станьте в ряд. Сегодня преуспеет тот, кто одержит верх». Они сказали: «О Муса, ты бросишь первым или же нам бросать первыми?» Он сказал: «Нет, бросайте вы». И тут привиделось ему из-за колдовства их, что их веревки и посохи ползают. Тогда Муса испугался в душе. Мы сказали: «Не бойся, ты одержишь верх. Брось то, что держишь в своей деснице, и оно проглотит содеянное ими. Поистине содеянное ими – это козни колдуна, а колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел». Колдуны пали ниц и сказали: «Мы уверовали в Господа Харуна и Мусы». Фараон сказал: «Неужели вы поверили ему, прежде чем я позволил вам это? Поистине он старший из вас, который научил вас колдовству. Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас на пальмовых стволах. Вот тогда вы узнаете, чье наказание суровее и долговечнее». Они сказали: «Мы не отдадим тебе предпочтение перед ясными доводами, которые дошли до нас, и перед тем, кто сотворил нас. Выноси же свой приговор. Поистине, ты выносишь приговор только в этой ближней жизни. Поистине мы уверовали в нашего Господа для того, чтобы Он простил нам наши грехи и колдовство, к которому ты нас принудил. Аллах лучше и долговечнее. Тому, кто явился к своему Господу, будучи грешником, уготована гиенна, в которой он не умрет и не будет жить. А тем, кто явится к нему, будучи верующим, совершив праведные деяния, уготованы высшие ступени. Сады Адна, в которых текут реки, они пребудут там вечно. Таково воздаяние тем, кто очистился. Мы внушили Мусе откровение: ночью отправляйся в путь с моими рабами
и проложи для них по морю сухую дорогу. Не бойся, что тебя настигнут, и не опасайся». Фараон со своим войском бросился преследовать их, но накрыло их великой бедой. Фараон ввел в заблуждение свой народ и не повел его прямым путем. «О сыны Израиля, мы спасли вас от вашего врага и уговорились о встрече на правом склоне горы Синай. Мы также не спаслали вам манну и перепелов. Вкушайте благое из того, чем мы наделили вас, но не приступайте посредством этого границы дозволенного, а не то на вас падет мой гнев, а всякий, на кого падет мой гнев, погибнет. Поистине я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем». Аллах сказал: «О Муса, зачем ты поторопился оставить свой народ?» Муса сказал: «Они находятся неподалеку и следуют по моим стопам. Я же поторопился к тебе, Господи, чтобы ты был доволен». Аллах сказал: «Мы подвергли твой народ испытанию после того, как ты оставил их, и самаритянин ввел их в заблуждение». Муса вернулся к своему народу разгневанный, опечаленный, и сказал: «О мой народ, разве ваш Господь не дал вам прекрасного обещания? Неужели этот срок оказался долгим для вас? Или же вам захотелось, чтобы на вас пал гнев вашего Господа, и потому вы нарушили данное мне обещание?» Они сказали: «Мы не нарушали данного тебе обещания по своей воле. Мы были обременены тяжелыми украшениями того народа и бросили их в огонь, и самаритянин тоже бросил. Он изготовил для них изваяние тельца, который мычал, и они сказали: вот ваш Бог и Бог Мусы, но он позабыл. Неужели они не видели, что он не говорил им в ответ ни слова и не был способен ни навредить им, ни принести пользу? Харун сказал им до этого: «О мой народ, вас искушают этим. Ваш Господь милостивый. Следуйте за мной и повинуйтесь моим велениям». Они сказали: «Мы не перестанем поклоняться ему, пока Муса не вернется к нам». Муса сказал: «О Харун, когда ты увидел, что они впали в заблуждение, что помешало тебе последовать за мной? Неужели ты ослушался меня?» Харун сказал: «О сын моей матери, не хватай меня за бороду и голову. Я боялся, что ты скажешь: ты разобщил сынов Израиля и не выполнил моих наставлений». Муса спросил: «А что скажешь ты, самаритянин?» Тот сказал: «Я видел то, чего не видели они. Я взял пригоршню со следов посланца и бросил ее. Моя душа соблазнила меня на это». Муса сказал: «Ступай, и в этой жизни тебе придется говорить: я не касаюсь вас, а вы не касайтесь меня. Тебе назначен срок, и обещанное тебе будет исполнено. Смотри же на своего Бога, которому ты предавался. Мы сожжем его и развеем его по морю. Ваш Бог только Аллах, кроме которого нет иного божества. Он объемлет знанием всякую вещь. Вот так мы рассказываем тебе вести о том, что было в прошлом. Мы уже дали тебе напоминание от нас. Кто отвернется от Корана, тот понесет в день воскресения тяжелую ношу. Они вечно пребудут в муках. Скверно будет их ноша в день воскресения. В тот день подуют в рог, и в тот день мы соберем грешников с синими глазами. Они будут переговариваться шепотом: вы пробыли на земле всего 10 дней. Нам лучше знать, о чем они будут говорить. Самый примерный из них скажет: вы пробыли на земле всего 1 день.
они спрашивают тебя о горах. Скажи: мой Господь развеет их, и вместо них оставит ровную долину. Не увидишь ты на ней ни углубления, ни возвышения. В тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед милостивым притихнут, и не услышишь ты ничего, кроме приглушенных звуков. В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому милостивый позволит и чьими речами он будет доволен. Он знает их будущее и прошлое, но они не способны объять его своим знанием. Лица смирятся перед живым Вседержителем, и потерпят крах те, которые вынашивали несправедливость. А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления. Так мы ниспослали его в виде Корана по-арабски и подробно разъяснили в нем то, что им грозит. Быть может, они будут богобоязненны, или это станет для них новым напоминанием. Превыше всего Аллах – истинный царь. Не торопись читать Коран, пока ниспослание откровения тебе не будет завершено, и говори: Господи, приумножь мои знания. Прежде мы заключили завет с Адамом, но он забыл, и мы не нашли у него твердой воли. Вот сказали мы ангелам: падите ниц перед Адамом. Они пали ниц, и только Иблис отказался. Мы сказали: о Адам, это враг тебе и твоей жене. Пусть же он не выведет вас из рая, а не то ты станешь несчастным. Там ты не будешь голодным и нагим. Там ты не будешь страдать от жажды и зноя. Но шайтан стал нашептывать ему и сказал: о Адам, показать ли тебе дерево вечности и неприходящей власти? Они оба поели с него, и им открылись их срамные места. Они стали прилеплять на себя райские листья. Адам ослушался своего Господа и сбился с пути. Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь. Он сказал: «Низвергнитесь отсюда вместе, и одни из вас будут врагами другим. Если же к вам явится верное руководство от меня, то всякий, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в день воскресения мы воскресим его слепым. И скажет он: Господи, почему ты воскресил меня слепым? Ведь раньше я был зрячим. Аллах скажет: так же и наши знамения явились к тебе, а ты предал их забвению. И также сегодня ты сам будешь предан забвению. Так мы воздаем тем, кто излишествовал и не уверовал в знамение своего Господа, а мучения в последней жизни будут еще более тяжкими и долгими. Неужели их не привело на прямой путь то, что мы погубили до них столько поколений, по жилищам которых они ходят? Поистине, в этом знамение для обладающих разумом. Если бы не было прежде слова от твоего Господа, и если бы не назначенный срок, то кара уже стала бы неотступной. Посему будь терпелив к тому, что они говорят, и прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом. Славь его в течение ночи, а также в конце 2 частей дня. Быть может, ты останешься доволен. Не заглядывайся на то, чем мы наделили их товарищей, чтобы этим подвергнуть их искушению. Это блеск ближней жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее. Вели своей семье совершать молитву, и сам терпеливо совершай ее. Мы не просим у тебя удела,
ведь мы сами наделяем тебя уделом, а добрый исход за богобоязненностью. Они говорят: почему он не привел нам ясный довод от своего Господа? Разве до них не дошел ясный довод из того, что было в первых свитках? Если бы мы погубили их наказанием до пришествия Мухаммада, то они сказали бы: Господь наш, почему ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за твоими знамениями до того, как оказались унижены и опозорены? Скажи: все ждут, и вы подождите. Вы узнаете следовавших прямым путем и тех, кто вернулся на него. Сура 21. Аль-Анбия. Пророки. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Приблизился к людям расчет с ними, а они беспечно отворачиваются. Когда бы ни приходило к ним новое напоминание от их Господа, они выслушивали его, забавляясь. Сердца их были увлечены мирскими делами. Поступавшие несправедливо говорили между собой тайком: «Разве это не такой же человек, как и вы? Неужели вы покоритесь колдовству, которое вы видите воочию?» Мухаммад сказал: «Мой Господь знает то, что говорят на небе и на земле. Он слышащий, знающий». Они сказали: «Это бессвязные сны». Нет, он сочинил это. Нет, он поэт. Пусть он покажет нам знамение, подобное тем, с которыми были отправлены первые посланники. Ни одно из селений, которые мы погубили до них, не уверовало. Неужели они уверуют? И до тебя мы отправляли посланниками только мужей, которым внушали откровение. А если не знаете, то спросите знающих напоминания. Мы не сотворили посланников телами, которые не потребляют пищу, и они не были бессмертными. Потом мы выполнили данное им обещание, спасли их и тех, кого пожелали, и погубили тех, кто излишествует. Мы уже не спаслали вам Писание, в котором вы упомянуты. Неужели вы не разумеете? Сколько мы разрушили селений, которые были несправедливы, сотворив после них другие народы. Когда они чувствовали наше наказание, то бросались бежать от него. Не убегайте и вернитесь туда, где вы жили в роскоши, и в ваше жилище. Быть может, к вам будут обращаться с просьбами. Они говорили: «О горе нам! Поистине мы были несправедливы». Они продолжали взывать так, пока мы не превращали их в затухшее жнивье. Мы не создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь. Если бы мы пожелали устроить себе потеху, то устроили бы ее из того, что есть у нас. Мы не стали бы поступать так. Однако мы бросаем истину в ложь, и та разбивается и исчезает. Горе вам за то, что вы приписываете. Ему принадлежат все, кто на небесах и на земле, а те, которые находятся рядом с ним, не превозносятся над поклонением ему и не устают. Они славят его днем и ночью без устали. Или же они стали поклоняться божествам из земли, которые способны воскрешать. Будь на небесах и на земле иные божества наряду с Аллахом, они непременно разрушились бы. Свят Аллах, Господь трона, и далек от того, что они приписывают Ему. Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены. Неужели они стали поклоняться иным божествам вместо Него? Скажи: приведите ваши доказательства. Вот напоминание для тех, кто со мной, и напоминание о тех, кто жил до меня. Однако большинство их не ведает об истине и отворачивается. Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: нет божества, кроме меня,
поклоняйтесь же мне». Они говорят: «Милостивый обзавелся сыном. Свят он», а они – почтенные рабы. Они не опережают его своими речами и поступают согласно его велениям. Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем он доволен, а сами трепещут от страха перед ним. А тому из них, кто скажет: «Я Бог наряду с ним», воздаянием будет гиенна. Так мы воздаем несправедливым. Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, а мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не веруют? Мы воздвигли на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с ними, и проложили на ней широкие дороги, чтобы они следовали верным путем. Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от знамений в нем. Он тот, кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все они плывут по орбитам. Никому из людей до тебя мы не даровали бессмертие. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно? Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к нам вы будете возвращены. Когда неверующие видят тебя, они лишь насмехаются над тобой и говорят: «Не тот ли это, кто плохо отзывается о ваших богах?» Но сами они не веруют в напоминание милостивого. Человек сотворен нетерпеливым. Я покажу вам свои знамения, и посему не торопите меня. Они говорят: когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду? Если бы только неверующие знали о том времени, когда они не смогут отвести огонь от своих лиц и своих спин, и им никто не поможет. Он настигнет их внезапно и ошеломит их. Они не смогут отвратить его, и не получат они отсрочку. До тебя посланники тоже подвергались осмеянию, но тех, которые смеялись над ними, окружило то, над чем они насмехались. Скажи, кто способен защитить вас от милостивого днем или ночью? Но они отворачиваются от напоминания своего Господа. Или же у них есть боги, которые могут защитить их от нас? Они не способны помочь самим себе, и никто не защитит их от нас. Мы позволили им и их отцам пользоваться благами, так что их жизнь затянулась. Неужели они не видят, что мы уменьшаем землю по краям? Неужели это они одержат верх? Скажи: я предостерегаю вас посредством откровения. Но глухие не слышат зова, когда их предостерегают. А если их коснется дуновение кары твоего Господа, то они непременно скажут: «О горе нам! Поистине мы были несправедливы». В день воскресения мы установим справедливые весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Будь нечто даже весом с горчичное зернышко, мы принесем его. Довольно того, что мы ведем счет. Мы дали Мусе и Харуну развлечение, сияние и напоминание для богобоязненных, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, и трепещут перед судным часом. Это благословенное напоминание. Мы не спаслали его. Неужели вы станете отвергать его? Еще раньше мы даровали Ибрахиму верное руководство, и мы были осведомлены о нем. Вот он сказал своему отцу и народу, что это за изваяние, которым вы предаетесь. Они сказали: мы видели, что наши отцы поклонялись им. Он сказал: поистине вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении. Они сказали: ты принес нам истину, или же ты забавляешься? Он сказал: о нет, ваш Господь, Господь небес и земли, который создал их.
Я один из тех, кто свидетельствует об этом». Ибрахим подумал: «Клянусь Аллахом, я непременно замыслю хитрость против ваших идолов, когда вы отвернетесь и уйдете». Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли обратиться к нему. Они сказали: «Кто поступил так с нашими богами? Поистине, он один из несправедливых». Они сказали: «Мы слышали, как какой-то юноша говорил о них. Его зовут Ибрахим». Они сказали: «Выставите же его на показ людям, чтобы они могли принести свидетельство». Они сказали: «О Ибрахим, ты ли поступил таким образом с нашими богами?» Он сказал: «Да это содеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать». Обратившись друг к другу, они сказали: «Поистине, вы сами поступаете несправедливо». Затем они снова принялись за свое и сказали: «Ты же знаешь, что они не разговаривают». Он сказал: «Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способно помочь или навредить вам? Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха. Неужели вы не образумитесь?» Они сказали: «Сожгите его и защитите ваших богов, если вы собрались действовать». Мы сказали: «Огонь, стань для Ибрахима прохладным и безвредным». Они хотели навредить ему, но мы сделали так, что они оказались в наибольшем убытке. Мы спасли его и Лута и привели их на землю, которую мы сделали благословенной для миров. Мы даровали ему Исхака, а вдобавок Якуба, и сделали их всех праведниками. Мы сделали их предводителями, которые по нашему велению указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать молитву и платить закят, и они поклонялись нам. Помяни также Лута, которому мы даровали власть и знание, и которого мы спасли от селения, жители которого совершали отвратительные поступки. Поистине, они были злодеями и нечестивыми людьми. Мы ввели его в нашу милость, поскольку он был одним из праведников. Помяни также Нуха, который воззвал еще раньше. Мы ответили на его мольбу и спасли его и его семью от великой скорби. Мы помогли ему в борьбе против людей, которые считали ложью наше знамение. Поистине они были злодеями, и мы потопили их всех. Помяни также Дауда и Сулеймана, которые судили о Ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы были свидетелями их суда. Мы помогли Сулейману разобраться в этом и даровали им обоим власть и знание. Мы подчинили горы и птиц для того, чтобы они славили нас вместе с Даудом. Мы это сделали. Мы научили его изготовлять для вас кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вами вреда. Но разве вы благодарны? Мы подчинили Сулейману сильный ветер, который дул по его велению на землю, которую мы благословили. Мы знаем о всякой вещи. Среди шайтанов были такие, которые ныряли для него и выполняли другие работы. Мы стерегли их. Помяни также Айюба, который воззвал к своему Господу: «Поистине, меня коснулось зло, а ведь ты самый милостивый из милующих». Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его зло и даровали ему семью, и вдобавок еще столько же в качестве милости от нас и напоминания для тех, кто поклоняется. Помяни также Исмаиля, Идриса, Зулькифля. Все они были из числа терпеливых. Мы ввели их в нашу милость, поскольку они были одними из праведников. Помяни также человека в рыбе, который ушел в гневе
и подумал, что мы не порешим с ним. Вот он воззвал из мраков: «Нет божества, кроме тебя. Свят ты. Поистине, я был одним из несправедливых». Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так мы спасаем верующих. Помяни также Закарию, который воззвал к своему Господу: «Господи, не оставляй меня одиноким, и Ты наилучший из наследующих». Мы ответили на его мольбу, даровали ему Яхью и сделали его жену способной к зачатию. Поистине они спешили делать добро, взывали к нам с чаянием и страхом и были смиренны перед нами. Помяни также Марьям, которая сохранила свое целомудрие. Мы вдохнули в нее от нашего духа и сделали ее и ее сына знамением для миров. Поистине, это ваша религия, религия единая. Я ваш Господь, поклоняйтесь же мне. Они впали в противоречие, но все они вернутся к нам. Устремления того, кто совершал праведные деяния, будучи верующим, не будут отвергнуты. Поистине, мы записываем их для него. Запрет лежит на селениях, которые мы погубили, и они не вернутся. Пока Яджудж и Маджудж не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности. Приблизится истинное обещание, и тогда закатятся взоры неверующих. Они скажут: «Горе нам, мы были беспечны к этому». Более того, мы были несправедливы. Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, растопка для гиенны, в которую вы войдете. Если бы они были богами, то не вошли бы туда. Но все они останутся там навечно. Там они будут вздыхать и ничего не слышать. А те, кому мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее. Они не услышат даже ее потрескивания и вечно будут среди того, что возжелали их души. Их не опечалит величайший страх, а ангелы встретят их словами: «Вот ваш день, который был вам обещан». В тот день мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим творение, как начали творить их в первый раз. Так было обещано нами. Поистине мы сделаем это. Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в напоминании, что землю унаследуют мои праведные рабы. Поистине в этом послание для тех, кто поклоняется. Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. Скажи: мне внушено только то, что ваш Бог – Бог единственный. Не станете ли вы мусульманами? Если они отвернутся, то скажи: я предупреждаю всех вас в равной мере, и я не знаю, рано или поздно настанет то, что вам обещано. Поистине Он ведает о словах, которые вы произносите вслух, и ведает о том, что вы утаиваете. Я не знаю, может быть, это искушение для вас или благо на некоторое время. Пророк сказал: «Господи, рассуди по справедливости. У нашего милостивого Господа надо просить помощи против того, что вы приписываете».